делает все просто своим, вот уже то, что они есть среди нас, уже вот это вот, скажем так, затмевает всю вот эту вот трагическую там историческую цепочку, да, последних вот этих современной истории, событий в конце 90-х. Такая у нас ситуация. Так, кто это мне сходу кинул 99 условных единиц? Благодарствую, дался, Адуэл Одинок. Приветствую, Адилек, Машо. Все подарки перенаправляются в это самое, как это, капитал-шоу «Поле чудес» было, в музее было, в музее «Поле чудес», точно так же здесь все подарки перенаправляются в музей ЧДП на счет Чеченской демократической партии для развития демократии в чеченском обществе. Вот. Пока цели конкретно, вернее, конкретные действия не определены, да, но вот по мере появления там каких-то идей это дело будет, любое пожертвование будет пускаться туда. Такая тема у нас. Так. Вот эта вот тема о погибших 42 тысячи детях. Ну, это такая тоже примерная цифра у нас. Да, Ибраим, ну давай чуть-чуть пусть соберутся, что-то вообще никто не идет пока. Скажем, 10-20 хотя бы. А то там хорошая мысль, у тебя пустые уйдет. Хороший спич. Так, вот еще кто-то поднялся. Приветствуем, Мари. Добрый день. Приветствую вас. А что за событие произошло? Как так получилось? Это разом получилось в этот день? Ну, нет, это не разом. Вообще-то это есть такой день, да, который отмечают вот этих о защите детей, да, там 1 июня. То, что вот цифры погибших чеченских детей, кстати, туда входят не только чеченские и русские по национальности, по гражданству, скажем так, это граждане Чеченской Республики. Там дети, в принципе, любой национальности. Там и армяне, и ингушские, и грузинские, и чеченские. Ну, хотя в своей массе в основе это чеченские дети, но есть и другие погибшие. Немало тех же, и русских немало там. Да, на втором месте это уже по количеству русских погибло после чеченцев. От бомбежек, от вот этих там репрессий, преследований, там всяких безразборных вот этих забрасывания каких-то методов, вот этих обстрелов там и так далее. То есть это вот такая вот трагедия, о которой никто не говорит, потому что в ныне вот этом режиме оккупационном в Чеченской Республике там об этом говорить нельзя. Там нужно говорить только о мире, мае, жвачке, короче, о такой теме.
И о плохих, например, украинцах можно говорить, о всяких там, о нацистах всяких и так далее. А вот эта тема, она табу там. И там во всем мире люди, которых забудулачили, радикализировали, им это неинтересно. У них есть более удобная тема, более безопасная. Это говорить о палестинцах, вытягивать из пальца какие-то палестинские жертвы детей, даже если они, конечно, не исключены, да, жертвы среди палестинских. И палестинские дети ничем не хуже других детей, не лучше. Но там такие цифры, которые пытаются из пальца высосать, а вот про эти цифры реально их как бы умышленно Мгм. удобнее их умолчать. Вот для всех удобно умолчать эти цифры. Вот я как-то смотрела статистику разных таких событий, и, конечно, да, множество статистик показывает, что событий было намного больше, но о них не говорят, как будто и не знают вовсе. Конечно, это, я думаю, надо изучать, знать. И, как говорится, если это реально правда, то почему мы не знаем? Это ненормально. Ну, мы и я проживаю в Казахстане. Вот я имею в виду, да, из города Шымкента. Вот У нас вроде бы как уважают, что тут многонациональная страна, где мы уважаем все народы мира. Да, и как это я у вас думаю, говорилось? Аллах Казахстан, да? Вперед, Казахстан. да, вперед и только вперед, да. Ну, сложно об этом говорить, вот небезопасно. Безопаснее говорить о палестинских детях, о каких-то... Да нет, при чем тут палестинский, не палестинский? Я же про вообще... Сейчас, если... Да, если начинать только одно, что-то другое придет. То же самое, как да хоть тема будет религии, да хоть тема будет нации, да хоть тема будет даже традиции. Это все об одном. Поэтому, я такой человек, наверное, понимающий каких-то других людей, ситуаций. Угу. Ну вот сейчас какое-то слово скажем, например, и кто-то придет. Ну, знаете, как мотыльки, которые на свет прилетают, но бывает лампочка может обжигать. Поэтому зачем обжигать себя или других? Это, знаете, как есть такие импульсы, как положительные, отрицательные эмоции, чувства. И если уже я вот поднялась, то я изначально была готова мирно беседовать в спокойном состоянии. То есть, если бы я была неспокойна, я бы даже не поднялась ни на какой стрим и не написала бы никакое слово. То есть, я думаю, это важно очень. Потому что если мы поднимаемся беседовать, или кто-то, я, неважно, хорошо бы себя вести как-то более деликатно, культурно и уважительно к другим участникам. Даже если впервые видимся. Спасибо. Хотя кому? Ну вот, Ибрагим, да? Имя настоящее? Да, я тут чуть-чуть занят, я пока слушаю. Угу. Да, вот. Да я тоже сейчас все удивляюсь, смеюсь, столько ников появилось. И, ой, тут вообще... Я как-то думаю, что хорошо бы, чтобы еще чтить, помнить свое же имя и не забывать о нем, а то запутаться можно, да, кто есть кто, какой-нибудь Рамштайн, например. Вот. Привет, Рамштайн. Это самое. И когда думаешь, Рамштайн — это группа или человек и группа, или все-таки Рамштайн — это та группа, которая Рамштайн. Удивительно. У него чуть-чуть исправлено. Рамштерн. Рамштерн, Это да, по-немецки. Штайн по-немецки это камень, а Штерн это звезда. Штерн. Да, Штерн. Ну.
Хорошо. С вами еще Ой, посидеть? мама. Здравствуйте. Это Даркнет? Заткнись. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Привет. Ты заткнись, детей. Извините, пожалуйста, у меня тут сидит какая-то умственно отсталый ребенок. Он не может себя контролировать. Я не могу А его почему? заткнуть. Зачем мы сразу мысленно отсталый? Мы же просто в интернете Видишь, учимся ты меня разбираться. оскорбляешь. Не надо, не ругайтесь. Хорошо. Правее. Она меня обзывает. Ты меня избиваешь. Она меня Это что обзывает. такое? Она меня обзывает. Она избивает. Ой, она в меня тыкает. А это почему? Бывает. Мария, вы с Казахстана, да? Да, да. Мгм. А вот мне вот просто интересно, вот сейчас вот вспомнил, в 99-м Путин приезжал в Казахстан, на какой-то форум был, и там, кажется, с Центральной Азии были республики, возможно, и другие, и там у него было выступление, он сказал, что типа будет, я не помню формулировку, с Аллахом воевать, вот вы помните такое? Нет, я лично не была на этом форуме. Я Не на училась форуме. замуж, выходила, гуляла, отдыхала с друзьями, общалась. Не, это Политику не транслировали, ввязывалась. это на весь А, мир. нет, я впервые такое слышу вообще. Мгм. Зеро, ты возраст учитывай. Не, я думаю, может, просто в разговорах между собой, там, может, старшие говорили. Я понял, что она... Всем салам. Добрый день. Добрый. Как дела ваши? Что там написано с 1 июня весь мир? Международный день защиты детей. Ну, хорошо. Первого июня весь мир очередной раз отметил Международный день защиты детей. О чеченских детях, погибших от рук российских военных, до сих пор никто не вспоминает. Их было более 42 тысяч. Вот там текст такой. О, народ, вам заняться, да, нечем. У нас в Казахстане про Голодомор все несут, с ума сходят. У вас люди погибают. В Чечне погибали в 90-е годы. Ребята, а вы не знаете, что это рук чьих это всего сделано было? Не в курсе вообще? Знаете об этом? Я не понял вот эту вот цитату «заняться нечем». Я не понял. Поясните. Вот вы для чего вот это вот все вот показываете, что вот, ну, то, что люди гибнут, это понятное дело, это я это осуждаю. Вот. Но для чего вообще вот эти вот стримы ведете? Я замечал, вот вы постоянно вот стримы ведете там о религии постоянно, говорит, что религия плохая. А вот я вот хотел об этом узнать. Это вы для чего вообще показываете миру? Чтобы люди правду знали? Ну вот, допустим, поставь... Ради Да. правды. Скажи, Ибраим. Не, он сам как бы, вы же сами ответили, что ради правды, чтобы донести правду как есть. Как своему внутреннему обществу, так и всем остальным. Ну, в мире много чего происходило. Нам до мира всего мы свои проблемы говорим. О своих убитых. Это войны, которые развязали в мире.
Ну, войны. У нас войны кто любит развязывать? Соединенные Штаты. Кто же еще у Да нас? ты что? Соединенные Штаты развязывают. Да ты что? Так, Умный подожди, какой. этих чеченских детей убили американцы, да? На Украину напали американцы, на Грузию тоже, Молдавию, Сирию. А зачем нападать американцам? Им проще доллары напечатать и заставить их, чтобы чужими руками воевали. Об этом не задумывались? Ну, хорошо. Вот представь такую ситуацию. Вот у меня есть деньги всего мира, да? Вот у меня есть деньги всего мира, да? Я Америка. Я пошел, там с ними договорился, пошел, например, в другую страну и закинул там кучу денег, сказали, вот с этой страной воюйте нахрен, бойгуйтесь, и я буду на вас деньги делать. А вы будете хаять ту страну, которая на вас напала, а я буду левый, и буду на Ничего вас себе. делать, и будете... А мы, дураки, не понимали, что происходит. Да будет доволен вами Аллах, что вы нам глаза открыли. Вообще, вроде бы как тема посвящена 1 июня. Весь мир очередной раз тут вот события. Вы на другие темы просто переключаетесь. И, может быть, просто понять, чему посвящен стрим. Я так понял, посвящен погибшим детям, Ну, которые когда-то не уследили. Агентура под коряги вылязывают здесь, видишь? Защищает русский мир. Да, сейчас в Украине хотела, ребят, всем привет. Американцы тоже убивают украинских детей, людей. С кем да, воюет Украина? Да, расскажите мне. Да, вот пару дней Да, Вот да. интересно назад мне, они массово- парень, расскажите, я с Украины. Кто пришел воевать? Американцы? Витаю Витаю привет. вас. Вот как раз Витаю пару вас. дней назад массовый был обстрел в Киеве. Да. Соболезную полностью. Ой, да, украинцам. погибли люди, Вот. дети. Да, это тоже американцы. Пусть расскажет, кто убивает ракетами? Американцы? В Украине, а? За что? И за что? За что убивают? Не, вот человек, вот гость, он говорит, что американцы дают деньги России, а Россия, короче, убивает. Ну, короче, руками русского народа Америка, короче, финансирует. Мгм. Что-то такое, типа, как я понял. А я в это не верю. Это сами русские пришли в Украину убивать. И сами русские Путин отдает приказ отправлять ракеты, бомбы для Украины, на мирные города. Ну, я Как думаю, мы вообще это, можно, об этом как узнаем можно потом. верить, извините, всё Лонсдейл, как можно верить Лонсдейл. новостям, если вы сами что-то не перепроверили, не видели, не удостоверились, и обвинить это, например, какую-то одну локацию или Смотри, я сейчас причем сделаю так. У нас локацию даже. раньше 30 лет у нас была однополярная после перестройки. Кто у нас управлял миром? Соединенные Штаты управляли миром, правильно? Правильно. Да нет, Россия вторглась в Украину и напала на Украину. Теперь смотри, ситуация вторая. Теперь идет трех или четырех мировой мир. Теперь все что делается? Теперь США уже не диктует всему миру. Теперь будет диктовать миру США, Россия и Китай. А может даже Индия. 4 теперь страны будут диктовать всем остальным, что и как и делать. Теперь идет многополярный мир будет. Ну что, Америка диктует, чтобы убить украинский народ? Это продиктовала Америка сегодня? Ну, ты спроси у Байдена. Я не зачем верю, он- а я не верю, я в этом не У верю. Байдена спроси, ты съездил в Америку? У Байдена. Спроси у Зачем мне Байдена. Байден? Я в Украине вижу факты, которые А сейчас кто? творят. А Творят в кто развязал Украине. войну? Приезжай в Украину и посмотришь, Если бы- что творят если бы они не в Украине. Байден. Причем Ольга, здесь если бы не Байден? Ну при Байден. чем здесь Байден? Ну, Я он в же данное войну время развязал, говорю, правильно? Байден. Зачем мне Байден? Ну, он же это 4 года назад развязал войну. Вот у него спрашиваете, для чего он сделал. Да нет, при чем здесь Байден, если Россия развязала войну и напала массированными атаками, ракетами и бомбами, а? Какой Байден? Какой Байден? Что, Байден отдал приказ бомбы и ракеты пускать?
Это Путин дал приказ. Это ихняя шайка. Путин дал приказ, а ваше что? Да. Ваше правительство что сделало? Что наше правительство? Это наше Ну, правительство. Наше Накосячило. это наше правительство. А украинское правительство в Харю Ваше заехало. правительство Да, в Харю заехала, на колени не падает. Вот украинское дает отпор. Вот Украинское это правительство. свиное рыло, вот это свиное рыло прямо вот в этот пятак дала Украина. Да, Хорошо. Украина дает пятак и будет давать. А как вы думали? Ну, смотри, ваши Украина, накосячили, украинцы вот вы сильный получили. народ, сильнее. Вторая армия мира. Русская вторая армия мира. Позор, позор. Нет, Ольга, вы уже хотите Россия. соревноваться армиями, что ли, в солдатики играть? Не, А Россия- Да не Или солдатиками, я хотите хочу, чтобы не спокойствия? говорили. Сейчас сказали, что Спокойствие теперь хотите вторая мира или армия. в солдатики играть? Мы хотим, чтобы не летели ракеты и чтобы это прекратилось. Ну, Я тогда хочу, вы- чтобы мирное небо вот было об над этом и головой. говорите. что вы Поменяйте хотите на президента самом деле. своего. Зачем? Вот, он говорит за президента. Причем здесь Своего не президент? надо поменять. Это выбор наш. Один момент. Вот с Казахстана наша подруга спрашивает, говорит о мирном. Как вы можете, вот, например, вы идете по улице где-то, да, на вас нападает какой-то маньяк, начинает вас избивать, и вы будете говорить о мирном, либо вы будете сопротивляться этому ублюдку. Я не пойму вот это, о мирном. Мирном А можно как с говорить. врагом говорить о мире, если он не понимает? Он только понимает силу. Он только силу понимает. Ну, вот решайте, у вас тем более, сейчас у вас не легитимный президент, поменяйте президента, мирно Нет, договоритесь. это почему мы должны менять? Пусть русские меняют. Зачем? А наш президент это наш выбор. Ну, это наш выбор. Вы Зеленский, сами Зеленский, да, захотели. Зеленский, он Путину не выгоден, это ясно. Потому что он Путину, как Лукашенко, на колени не упадет. А может быть, Зеленский выгоден, наоборот, Путину? Вы не задумывались об этом? Он вам знаете, о чем говорит? Вот мы здесь же русские сидим полностью, как рабы, никому не сопротивляемся, и нас оставляют, короче, мы как-то живем. Только нас иногда куда-то закидывают на какие-то войны и взрывают в собственных домах, устраивая рязанские сахары. А так, в целом, мы как бы, ну, более-менее выживаем. Вот вы тоже поменяйте себе президента, поставьте какого-то раба под русского, и будете тоже кое-как Конечно, выживать. поставить того, который выгоден для России. Они хотят так правительство, чтобы было... Совершенно верно, да, это логика этой войны. Да. Поставьте того, который выгоден вам будет, а не кого Ну, выгоден. сейчас выборов и избирать никто не будет, пока ракеты не будут лететь на мирные города. Нет остановки огня. Нет остановки огня. Ольга, Всё? а что если начать с мира внутри, например? Вот очень женщины влияют же на Внутри страны. энергетику страны, дома, своего дома, да? Это, Как это вот женщина, да, женщина по-русски. повлияет на политику мира. Ольга, Нет, Ольга, со она своего правильно сердца, говорит. мир внутри, Ольга, как-то в сердце. Ольга, подождите, она что правильно это? говорит. Один момент. Она только обращается не по адресу. О мире в сердце нужно говорить, обращаться к русским женщинам. Алло, 29-й. Русские женщины, говорите Да. о мире своему О мире, да. своим живодерам, Не отправляйте на мародерам, СВО, не Да, отправляйте да. воевать в Украину. Вы о мире говорите русским женщинам. А если враг напал на Украину, вы о каком мире сейчас говорите? О чем мы с ними Я говорим? надеюсь, правильно. русские Что женщины мир слышат Израиля. эфир, и мы передаем русским женщинам, что да, конечно, начните. Но почему они не пожалуйста. выйдут и не скажут на Красную площадь нет войны? Почему Да никто зачем не выходить останавливает? просто? Как зачем? Как дома? зачем? Ну как зачем? Если мы выходили на Майдан, они зачем? боятся Ну вы выйти. сейчас как бы зачем? Потому что они боятся. способствуете. Боятся, вызываете. потому что вот рабы, понимаешь? Рабы. Да нет, Рабы, я вам они, скажу, они если сердца овцы и успокоятся, бараны, все будет которых хорошо. пускают время от времени на мясо. И они Да. гордятся тем, что их хорошо кормят. Да, Только и всего. вот именно, вот так. Когда Идут, начали лезут, гибнуть и русские гибнут, мальчики, и гибнут. русские матери пошли к Ельцину, остановили первую чеченскую. Ученые подсчитали, которые статисты, как только погибнет 50 тысяч русских,
русские матери пойдут и остановят опять. Но, видимо, они просчитались, потому что 1,5 миллиона уже горит в аду россиян и будет гореть вечность. А русские Да. матери считают денежки. Вы видели Да, это, им главное это деньги. убожество, когда эти, Эта война, да, эти воюет за самки в деньги. самки в мундирах, их женщинами даже назвать нельзя, самки в мундирах своих сдохших на полях Украины Знаете, ублюдков друзья, шли на параде 9 мая. Вы видели этот проход, Да, когда да, Давид, да, я видела. Да. эти друзья, самки шли? знаете, вот то, о чем мы говорим здесь, да, те, кто сталкивался с русским миром, понимаете? Вот, например, люди... Стоп, аккуратно. Те, кто не сталкивались с русским миром, у них, к сожалению, они представляют, что вот как эта девушка сейчас говорила с Казахстана, нужно о мире говорить, там, о жвачке. Мгм. То есть эти люди, они думают, что это такие же люди, да, как и мы все остальные, с которыми можно договориться. Ты можешь как-то по-человечески с ними, давайте вы вот там будете, мы здесь. Как-то обсудить что-то и прийти к какому-то согласию. То есть это не понимают, что эта среда, там вообще радуются, что их вот это вот солдатье там погибает, а они за них бабки берут. То есть об этом даже, о их культуре, о их менталитете. Да, о менталитете, о Ибраим, культуре просто не понимает. Цивилизованный мир, он не понимает, что происходит. 1818-1864. Первый зафиксированный геноцид. Российские войска уничтожают 1,5 миллиона жителей Кавказа. Чеченцев, ингушей, адыгов. Потом они уничтожали казахов, устроили им голодомор. Потом депортация Чечни. Деревня Хайбах, 760, 1944 год. 760 женщин, мужчин, детей сожжены живьем. Сожжены живьем в амбаре. Деревня Хайбах, почитайте, майор Гвишинян приказал. Это 5 хатыней они сожгли в одном амбаре. 5 хатыней. Потом Афганистан, 2,5 миллиона мирных жителей они убили. Сирия, они убили 260 тысяч только в городе Алеппо. Помогли Асаду убить еще 320 тысяч. Чечня, убито 200 тысяч мирных населения, 43 тысячи детей. 43 тысячи детей. Город Мариуполь только город Мариуполь, 104 тысячи мирных жителей. Уже Да. более 1000 детей Украины убито. Это русский мир. Это русский мир. А чтобы они горели в аду со своим миром. Это Давайте, точно. давайте не переходить на личности, субличности, проклятия. Ну зачем? Мы все-таки цивилизация. Это на все поколения. Никто вам не простит. Цивилизация. Русские, Да. чтобы вы знали. На все поколения вам. Ну зачем? Ну как зачем? Вы поддерживаете, значит, войну, гибель людей. Я не поддерживаю ни в коем разе. Никакой Ну если, ну как, кто выбрал и кто поддерживает и за Россию топит, все. Они для нас Мария, родители, на всю жизнь. вы теряли когда-нибудь близких Вы людей? теряли людей, вы теряли детей, а? Вы теряли, вы не Да. теряли. Да, Не терял, они здесь сидят, вы, как знаете, спокойно в доме живете. А если бы за домом у вас летел кинжал или летела ракета, и ты не знаешь, сегодня ты живешь, и тебя нет. И тебя нет в твоей жизни. Мне не страшно, мне не страшно. Ну, мне тоже не страшно, но за это все будет наказаны. Это геноцид нашего украинского народа, Мария. Тебе не страшно? А мне вообще жалко не людей, страшно. детей. Да. Я за мир, и все нормально. В Ну, сердцах, в я тоже головах. все за мир в головах, если ракеты летят, как говорить с ними о мире. Ну, всегда есть Почему какой-то переговоры выход. зашли Всегда. в тупик? Мария, Всегда почему есть переговоры решение. сейчас зашли в тупик? Почему? Ну, Почему? Вот мы на них не сидим. Мы Нет, же на них не почему? сидим на этих переговорах. Почему не приходят договариваться? Почему? Путин не хочет мира. Путин хочет продолжения войны. Так сказано им. Вот недавно я видела, да. Так сказано, продолжение видела, ты СВО. жопу своей матери видела, поняла? Тише, не переходите на личности, Сергей, пожалуйста, без оскорблений личности. Кто там русским языком? Шалом, разговаривает? Ибраим, шалом, всем шалом. Шалом. Это что за баран это? Это Сергей, слушай, Место догоняйте меня, у меня шумная работа. Можно вопрос, да, задать этому?
Да, я просто хотел вопрос задать, не мешаю никому, все нормально. Хотел этому Типсону, он там еще, я просто не вижу, я на работе. То сейчас делаю, женщину оскорблял. А сапожник уже вылетел. Да, вылетел. Мне просто было интересно, как бы, да, вот по поводу того, там, этого, то, что Россия, Китай и так далее, там будет править миром и все остальное. Что им от этого будет, вот этим рабам, которые проживают на сегодняшний день в этой России, и которые там топят за своих правителей? Что у них поменяется в жизни, мне интересно, да, вот когда все это будет. Опять же, будет такого, не будет, да, но я имею в виду, на что надеяться эти. Им такое наслаждение внутреннее будет. Мы наши, мы вот везде. Вот вы вот сейчас Даже Лазик... тот, кто в собственной луже лежит там где-то, бултыхается там, опьяненный весь, я не знаю, загаженный сам на себя там нагадил, он тоже будет вот лежать в этой луже и говорить, мы, это наши. Вот вы сейчас вот показали, с чего и начинается конфликт. Кто что сказал. Сейчас тот, потом там. Ну зачем? Вот из-за того и погибли эти дети. Вот, ну, прочитайте еще раз. 1 июня. Мария, не надо начинать войну. Причем здесь конфликт? Кто начинает войны? А? Никто. Зачем начали войну? Зачем убивать украинских детей, людей? Зачем? Зачем? Много беды уже сделано, Мария. Давайте уже подумаем, поздно. хорошо, Чтобы это сделано они уже. будут наказаны, понимаешь? Они Олечка, рано или поздно будут наказаны. Оленька, ну вот вы мудрая женщина, я вижу. Вот, ну скажите, как приостановить войну просто простыми решениями? Силой. Силой, которая Украина покажет силу. Что Россия обломает зубы об Украине. Украина, все знают, Она не упадет. Сильный люд. Никогда. А кто сомневается в Скажите, силе? пожалуйста, Кто сомневается? Украины простят за то, что убили их родителей? Никто не простит с украинцев. Никогда. Войн было много, они повторяются, ну подумайте. Как об это этом. повторяются? Маленькая Украина повторяется. Большая Россия напала сегодня на маленькую Украину. Что Изучите повторяется? историю посмотрите. Войн Это было наша много. история. Наша история Украины. Смотрите, стоп. Истории Россия не победила ни в одной Я войне щас 20 отдам. века. Я сейчас Ни в отдам. одной войне 20 века Россия не победила. Друзья, Ну, я ну, чуть там занят, победила я Всемирная. чуть занят, я бы просто высказался бы вот Марии. Вот смотрите, Мария, вот чеченцы, чеченское государство там с 91 года мы провозгласили его полностью, там 4 года прожили, пока русские не напали, потом отстояли за 2 года, и потом вот это ваххабиты, махабиты, это исламистская тема, и все нам загадили. То есть потом перешагнули через нас, пошли в Грузию, там, Украину. Вот теперь смотрите, казалось бы, чеченцы сейчас под русским сапогом как бы смиренно там находятся, скажем так, да? И что остановилось кровопролитие какое-то или в нашем обществе что-то это изменило? Вот мы сейчас под русскими. И что мы выиграли от этого? Что мы не погибаем в украинских окопах сейчас, только не за свое, не за свою родину, а за путинский памперс, за его унитаз, я извиняюсь, извините уж за такую откровенность, да? То есть это не останавливается. Войны так не останавливаются. Войны останавливаются, когда вот ваши русские, они нормально начнут жить, нормально сосуществовать со своими соседями, с другими народами, будут себя считать одними из других. Ну, к сожалению, до этого далеко. Нужно эволюционный вот этот, такой цивилизационный путь пройти сначала. Там, к сожалению, сейчас на другом этапе развития люди. Я не знаю, я бы не оценивала это слишком так. И, знаете, всегда есть какой-то выход и решение. Можно, конечно, обиды хранить, да, но есть такая фраза, что вот имеем, не храним, потерявши плачем. Какие обиды? Алло, какие обиды? Я сейчас приду вам по башке надаю и буду это продолжать, и вы не будете обижаться на меня, что ли? Вы какая-то однобокий мир у вас какой-то непонятный. Ну, знаете, сейчас, подожди. Мария, Что каждая нация имеет право на жизнь, понимаете? Вы в реальности сейчас живите. Вы сейчас Не живите. храним, потерявши плачем. И чтобы этого не существовало больше.
Хранить надо, что мы имеем, Но научиться. то, что имеем, а если пришли уничтожить, то, что мы Я имеем никогда своё. не хожу Если к вам уничтожать. пришли в дом, уничтожить ваш дом и вас, а? Мирись, говорят она. Ой. Ольга, Бо- смиритесь, говорят. Смиритесь? Русский Да мир никогда. идет. Мы будем бороться, смиритесь, Мария, мы русский мир боремся. идет. Мы боремся, а не смириться. Если пришли убивать мой дом. Ну, извлечь все-таки, конечно, опыт нужно обязательно. Ну и больше не повторять. Ну, больше Россия пусть не повторяет. Зачем они повторяют? Сколько можно? Вы Сколько думаете, можно? Сколько что можно русская повторять? военщина, да, что русская военщина ваша перестанет погибать, что ли, если Украина смирится? Да как да это вообще полный абсурд. Там настроение у вас. Варшава русский город, Берлин русский город, Париж русский город. Алло, это имперство, вот это империя равно раб. Это империя, да. Это болезнь. Там на какой-то Украине, на нас что, остановились, что ли, или на Грузии там? То Вот есть именно. это- Почему не остановились? Да вот Да, скажите. просто Вот правильно Ибрагим говорит. никто не перестанет погибать. Ни русское солдатье, ни другие. То есть вот народы, вот если, не дай бог, да, там, каким-то образом Украина, если подпадет в неволю, эти же украинские ребята, они будут погибать, как сегодня чеченцы, да? Только уже за путинский унитаз, а не за свое, не за свои ценности, не за свой народ. Это не останавливается. Если был бы там какой-то логический выход из этой ситуации, уже давным-давно и украинцы, и другие народы, как бы, никто не хочет, кроме вот этой России, да, которая там, вот это рабская, да, там, вот эти имперские вот эти взгляды. Где заканчивается российская граница, да? Другие народы Берегом хотят плывет. нормально жить, созидать, процветать в этом мире. Это только вот в России есть цари, которые шлют вперед в бой вот это солдатье и говорит, еще нарожают бабы. Хорошо. Ну, вот могу ответить тогда, да, хотя бы приблизительно пофантазировать, ну, вспомнить исторический факт. К примеру, в Карачаево-Черкесии, как она организовалась, если посмотреть, вообще возникла. Собрались несколько людей, они встретились, собрались другие люди, тоже встретились. Ну и так потихонечку, значит, стал народ появляться, да. И здесь, в этой ситуации, что поможет? Понимание народов мира. Вот как карачаевцы поняли, возникли, так и здесь традиции, ценности, понимание. Россия не знать. понимает народы. Народ Украины, она не понимает, что существует народ Украины. Существуют украинцы. Она не понимает этого? Мария, казахи, Казахстан, это внутреннее дело Российской Федерации или нет? Вот именно. Казахстан, да, Мария. Так, подождите, вы переходите опять на нации. Ну, это Я вопрос. говорю о Вот себе. это вопрос к вам, да. Нет. Мы дискутируем, хотим понять. Вы тоже Я задаете вопрос. не любитель, не Казахстан, любительница подискутировать. Алга Казахстан, он внутреннее дело Российской Федерации или это свободная страна? Да. Ибрагим, Свободное или это дело России? человек- Вот, Мария. Давайте так, без нации, без вот этого всего, да? Да, казахи, и я тоже почти казашка, но не казашка, 9 наций, да, у меня? Но я человек свободный, все. Это Нет, точно. мы сейчас, нам ваша личность нас не интересует. Мы сейчас Ну, спрашиваем. я Мы за народ говорим, Мария, мы за народ. Нет, нет Казахстан. желания. Нацию. Казахстан – это внутреннее дело Русской Федерации или это отдельное государство, страна со своим языком, народом, своими атрибутами, своими там какими-то валютой, да, национальной историей? Я не перехожу на страны, ни на личности, ни Вот на и Мария, вы нации. ответить не можете. Вы Не ответить хочу, не можете. нет желания. А я вот, за я это за говорить. Украину отвечу, да, у нас своя история, своя валюта. Наша українська мова, да. Ну, А не я думаю, России. А не России страна- дело, как мы А живем. вообще, вот теперь следующий вопрос. Зачем русским России вообще государственность, независимость? Зачем русским это нужно? Давайте тогда все будем никем, 9 наций, там,
всех будет там в этом происхождении. Давайте все размоем тогда. Не будет русского языка государственного. Например, чеченский поставим в России. Давайте. Согласны мы или не согласны? Или что-то мы будем сопротивляться? Правильные вопросы Ибрагим задали. Правильный. Ну, мы вот сюда заходят, ну, я не пойму, ну, других каких-нибудь присылайте там, ну, вот это уже, я не знаю, каких-то офицеров, а то вот рядовые, вот Добрый эти день. всякие эти курсанты, Доброго здесь дня. практиканты, это несерьезно. Хотел бы Добрый день, приветствую. поинтересоваться. Вот у этого хотел бы поинтересоваться. А где это у русских там земля, независимость там? Где это находится? В Якутии, в Бурятии? Где? Или это где находится русская вот эта независимость? Отличный вопрос. Я за то, чтобы русскую границу Русской национальной республики, чтобы определили своих границ, Да. надо прочертить уже давным-давно. А вы знаете, мужчина, в каком году в графе национальность начали записывать русский? Ну, я вообще-то в данный момент не в курсе, да, я извиняюсь. Не, ну При Советском были Союзе, новоросы, белорусы, русских не было. Русских, во-первых, россияне – это народ без нации, Петр I привез с Европы, когда там со всех этих племен он хотел соединить что-то одно. Вот это россияне – это народ без нации. Они захотели нацию получить. В 1932 году Сталин дал приказ, чтобы, значит, в графу национальность записывали русские. У него спрашивают, а кого записывать, кто такие русские? Он говорит, значит так, и дал распоряжение паспортный стол, чтобы, значит, у кого фамилия оконцовка ОВ и ЕВ, это русские. И дал распоряжение, кто хочет поменять оконцовку, значит, не препятствовать. И если был Цукерман, то стал Сахаров. Вот. И вот это Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Армения, Грузия, Азербайджан, Украина, все кинулись менять оконцовку фамилии, потому что вы предлагались большие льготы и на работу, и в институты, и везде вот для этих людей, кто поменял оконцовку, начать продвигать. Теперь вы можете представить, кто такие русские? Это узбеки, армяне, грузины, которые поменяли оконцовку своей фамилии. Ну, вообще-то в России среднестатистический русский, у него там такой, навскидку я скажу, например, папа тувинец, да, там, мама, например, скажем так, мордвинка, а сам он русский. И вот так повсюду там. И я вот еще, ребята, не могу найти ответ на один вопрос. Вот, может быть, кто-то из вас знает, подскажите. А то я так умру и не дождусь. Смотрите, официально, с печатью, с подписью в 1918 году, значит, Ленин запретил веру в Бога в России. Убили миллионы верующих, спалили эти церкви, храмы, Библии, горы горели, иконы. Был красный террор, и где они захватывали, везде вот это уничтожали веру в Бога в первую очередь, имамы, мечети, значит, церковь, все уничтожалось. Был запрет веру в Бога, Россия объявила, не СССР, а Россия, потому что СССР появился аж там в 22-23 году, а в 18 году. А вот я вот интересуюсь, а когда разрешили имя, фамилию, там, печать вот, и так далее. Когда разрешили, они же кричат «С нами Бог». И я вот не пойму, когда им разрешили. Запрет я знаю, а разрешение никто не знает. Угу. Религии, что ли, исповедовать религию?
Ну да, да, они запретили религию, веру в Бога запретили. У нас это дело на вот конце 80-го, в начале 90-го, вот это умышленно начали строить русские уже мечети. 200 мечетей построили, в хадж открыли вот это вот занавес. То есть, Ну вот да, так. да, потому что в 84 году, когда приехала английская вот эта премьер-министр Железная леди, и у Горбачева потребовала, значит, чтобы он убрал с уголовного кодекса, там, значит, за тунеядство людей сажали, потом за то, что прописки не было, людей сажали, и вот, чтобы это убрали, и третье, чтобы убрали, значит, статью за распространение религии, она была, значит, до 2 лет, а потом до 5 лет, если второй раз. И, значит, в 84 году все-таки они убрали с уголовного кодекса эту статью, и с этого момента потихонечку начали, значит, восстанавливать, потому что церкви были без окон, без дверей, там туалеты были в церквах, бомжи там оправлялись. Начали чистить это вот с 84-го, да, и вот до этого времени потихонечку просто чистку начали делать, но официального разрешения не было. Были плакаты, вы же их не застали, плакаты были «Религия, опиум народа». Вы же не помните эти плакаты? Помним. Плакаты, не знаю, но лозунги отлично помню. Да, да, да. Фу, я уже не знаю, что с этими россиянами делать. Какое-то стадо. Ну, стадо. И вчера сидели за одним столом, блядь, играли свадьбы, день рождения, отдыхали в Крыму, в Одессе, где хочешь, куда хочешь. Никто не прижимал, никто ничего. Но я еще пойму вот этих евреев, вот эти вот Путины, Фигутины, это все с самого революции одни евреи там, значит, были у власти. Или, значит, засранные там. Такая тема, да? Да, да. И вот смотрите, вот что случилось, я пойму, значит, вот этих вот. Путин там, тоже еврей, да? Вот Путин, он еврей? Ну да, по матери там что-то, по бабушке, да. Интересно. И поэтому палестинцев, вот этих хамасовцев, поэтому он встречает в Кремле, да? Ну да, там он схваченный полностью, это. Но там немножечко по-другому. Тут надо... Многие очень не знают автобиографию Путина. Вообще не знают. Ее, значит, уничтожают, эту автобиографию. Я уже не беру, значит, то время, когда он был ребенком, и отчим грузин там издевался над ним. Это я откидываю, ладно. А вот начиная где-то с 16-15 лет, когда он попал, значит, сейчас я выключу газ, сейчас я продолжу. Ибраим, знаешь, что мне нравится? Но Путина метрика только у них. Вот только у них Путина метрика. Никто у евреев почему-то ее нету, как бы, да? Да, Иран, кстати, Иран тоже как бы подстрекает против Израиля сам. Вот, как бы. И вот смотрите, Вот такая ситуация. Я вот вам объясню, если вы мне разрешите, в 2 словах, кто такой Путин, но это надо вам выслушать. Только, пожалуйста, не подумайте, что я баснописец или мне сон приснился. И вот смотрите, в Москве, значит, вот эта мафия педофилов... Я буквально коротко вот Лазику выскажу. Лазик, знаешь, как гебня работает? У них могут говорить, например, 70-80% даже, если нужно, правды, чтобы пропихнуть 20% говнеца, извиняюсь за откровенность. Это чисто тебе такое. Обман глаз получается, да? Отвод такой глаз, да, в сторону. А в конце в тебя втирают, как бы, да, всю эту ахинею, да,
Вот, Так, ну ладно, ребята, хорошо. Ну, если вы хотите услышать правду, потому что никто правду не хочет слышать. Нет, ну Это- правда у каждого разная, согласитесь, как бы, да, и Не-не-не, у каждого своя не-не-не, она правда. не разная. Вот Не, я ну- буду сейчас говорить, и вот я остановите меня. извиняюсь, что вас перебиваю, как бы, да. Я просто как Нет, еврей, вот просто я никогда не буду знал, что вы говорить, еврей. а вы меня остановите, если я где-то буду брехать. Не-не-не, я остановился говорить. Все, остановился, слава богу. Я начну с конца. Вот смотрите, вот с конца начинаю. Вот смотрите, значит, в Сирии тысячи детей вывез Путин. У него была такая доктор Лиза. Она вывозила, и вот она, когда последний раз за партией, за детьми полетела с Адлера, там в Сочи, и самолет упал в море, она так и погибла, короче, все, подохла. Тысячи детей вывозила с Сирии. Это первое. Тысячи детей с Чечни вывозили. Вот видите, я ударение делаю на детей. Я не считаю убитых, покалеченных, живых вывозили. С Приднестровья тоже вывозили детей. С Грузии вывозили детей. С Украины 20 тысяч вывезли детей. Я не считаю убитых. Ну, убитых там 760, покалеченных тоже столько же. Вот, так что вот видите ударение. Чтобы в Иерусалиме живем из них кровь высосать, я не пойму. Нет, я же говорю, что я с конца начал, а теперь я вот, смотрите, дальше продолжаю. Значит, вот это в Москве, она испокон веков мафия педофилов. Это мафия, это не то, что там один какой-то, это мафия педофилов. Что они там с ними делают, ладно, это отдельная тема, а то нас забанят, если я начну рассказывать. И вот смотрите, когда, значит, поставщик этих детей для мафии, вот этих педофилов Кремля, был такой мастер спорта международного класса под дзюдо, значит, КГБист, дважды судимый за педофилию. Первый раз ему дали 3 года, он там на сына прокурора нарвался, и нельзя было утрясти. Ему сказали, год отсидишь с этих 3, и все. Он год отсидел, и опять начал это, он же поставщик, он же это просто громкое дело было. Второй раз он, значит, атташе сына нарвался, ему дали 5 лет, он говорит, значит, отсидишь годик, и все, так и получилось, все. И ему уже говорят, ты, падла, ну остановись ты уже на ком-то одном, что ты их как перчатки меняешь, этих детей, но он же тоже педофил. И вот, значит, что получается, раньше же не было такого, что на Мерседесах домой ездили, а пешком ходили или на трамвае. И когда он один вечером шел пешком домой, он нарвался вот на этого голубоглазенького мальчика, которого во дворе каждый день били, там все вот эти вот пидорастины, эти ужимки и замашки. Он там получил пиздюлей, он ему наговорил на ухо, я тебе, ну он красивенький был мальчик. Аккуратнее с этим. Ну да, аккуратнее, вот смотрите, вот и получается. Без мата не выражаемся. А вот, Да, уважаемый, хорошо. можно вас спросить, Я вы сами с извиняюсь. Киева или откуда вы, или с Москвы? Я с Житомира, я извиняюсь. Значит, смотрите дальше, что происходит. В это время, ну, он уже сделал его своей женой, хороший мальчик, сделал своей женой, он захотел высшее образование, там какое-то или юридическое, или еще, я уже не помню. Он ему сделал высшее образование, он не учился, потому что он дебил такой, что тихий ужас. Дал ему высшее образование. В это время в Германии, вот эти вот генералитет педофилов в Германии, значит, поставщик попал, значит, в автомобильную аварию и разбился. Все. Германия дает указивку Кремлю быстренько замену прислать. Значит, а там под рукой только вот эта голубоглазенькая жена, вот это животное. Все, он, без корочек КГБ в генералитет не пропустят. Он его быстренько отдает в высшую школу КГБ, там, где дети учатся, значит, с красным дипломом 5 лет.
Он экстерном за 1 год, вы можете загуглить, экстерном дебил, там кличка Моля, Курок, это все фигня. Значит, вот, быстренько, чтобы корочки он получил. Он его отправляет в Германию, и, значит, там он становится, ну, там брешут, что он там столы для генералов накрывал, там за стенкой смотрел, это все отвод. Его работа была, он был поставщик. И вот они спалились, и генералы, и этот пингвин спалились, возбудили на них уголовное дело за педофилию. Тут примчались кремлевские крысы и кричат, что вам нужно? Газ, лес, нефть, пенсии наших людей, этих пильги, все, что угодно, только чтобы это дело не было высвечено. Вот эта ситуация, она с РЕН-ТВ или откуда? Что? Откуда вот эта вот информация? Это вообще известная информация. Да, мне приснилось. Вот успокойтесь, я вам сон рассказываю, а то если вы поверите, у вас яйца седыми станут. Так Смотрите, что это... вот пришел как раз с яйцами один здесь, с куриными, Лона из ИГИЛа. Брат, короче, бисмилля, Ахлюсунна валь джамаа. Вот как раз он подтвердит все, что вы сказали, он амин скажет. Так вот этот Путин, он как был поставщик детей. Видите, я начинал с чего? С Сирии, там десятки тысяч. Он поставщик, он никто. Он не президент страны России. Он у мафии поставщик. Как был, так и остался. Люди добрые. Вот кто такой Путин. Вы он не президент. Размовляете? Да, я размовляю, но только очень трудно, а мысли сложить не могу, потому что я сам с Севастополя, а там мову не учили, вы понимаете. А вот Лона, вот этот ваш брат, Ахлюсунна во Христе, он вот вас может как бы научить украинской мове и исламу. Мне уже 72 я его года. не смогу научить. Детей надо учить в детском садике и в школе. Детей надо учить. И на работу не брать, если не размовляешь. Ну и, конечно, обслуживающий персонал. И вот эти все депутаты и министры, конечно, они должны размовлять и разуметь. А люди, которым 80 лет коммунисты специально вбивали вот этот язык, на котором я говорю, а у нас не было даже, у нас только по заявлению в Крыму учили украинский. И вот теперь что, я мысль не могу сложить на мове, потому что я ее не изучал, так что вы меня простите. Мне уже 72 года, мне уже поздно что-то менять. Нельзя через колено. Вы готовы вот здесь в эфире шахаду произнести? Вот у нас есть здесь исламский поп, вот этот Лона. Он может как бы вас призвать к исламу. Эрнест, эти люди, они неверующие, они не с этой планеты. У них педофилов, вот это все, они этого не видели, он уже проповедует. Вот слушайте внимательно. И то, что в маленьком Израиле, да, самый большой банк кожи, банк сердец, банк еще чего-то. Это их не смущает. Сразу сырую кровь пьют. Вот. Это их не смущает. Проблема зайти в магазин и купить куриные какие-то органы или что-то такое, не понимаете? Это не куриные органы. Это не куриные органы. Это человеческие. Людям, что у нас мясо продается в магазинах, а у вас его нету? Подожди, это разве куриные органы или... Ну, я не знаю то, что я... Ну, и как я знаю, я могу пойти купить. Подождите, вот если здесь есть вот этот удобно же знать, да, правду. Я хочу этому человеку задать вопрос. Ребята, подождите. Вы поросят гоните, подождите. Подождите, ребята. Не говорите одновременно.
Да, Эрнест, подождите, ребята, подождите. Вот можно, меня можно такой я вам вопрос, кое-что скажу? меня вот такой вопрос интересует. Вот смотрите, когда, значит, появилось государство Израиль, то первое, кто ее признал, значит, признал, то почти никто не признавал. Это Иран признал. И вот я вот не пойму, ну да, имея, значит, огромный компромат на Трампа, Израиль все-таки натравил Трампа на Иран. Зачем это нужно А было? какой Иран признал? Вы можете, пожалуйста, рассказать, что за Иран был тогда? Такой Иран, как сегодня Иран? Вот эти вот шапочники, да, вот с этими чурбанами на головах. Так они Не, выглядели, те иранцы. вот я и задаю вопрос, а вы скажите, почему это? Потому что это был другой Иран, там или что? Я же вопрос задал, объясните. Да. Не, я могу Нет, объяснить. Вы это как-то в упрек сказали, в конце вы еще добавили. Что Не, вы, как бы, это вопрос, это вопрос, да, это вопрос. Посредничество тоже был вопрос, то, чтобы Трампу там обратились и там начали посредничать против Ирана. Это был Это вопрос? не вопрос, это Не, утверждение. это было утверждение. Там в основном Израиль имеет компромат на Трампа, это было вопрос там где-то с краю утверждение. висит. Алло, 29-й. Вопросчик там где-то с краю висел. В основном это был прогон такой, утверждение. Вопрос. Вот у Никархо виноваты не те, кто развязывают войну, а те, кто непосредственно стреляют, да? Виноваты те, кто Не как у стреляют. тебя солома в голове исламская. Виноваты и те, кто стреляют, и в большей степени виноваты те, кто развязывают войну. Ну, у Никархо не так. Никархо закрывает глаза на Ротенбергов, на вот этих Я на твоем месте зашел бы в магазин мясо купил, честно вас. Хватит траву жевать у себя на поле. Да? И оно, кстати, это белок и так далее, да. Ну зайди, Не, посмотри, подожди, а может, почему? продает. Ты что-то против вегетарианцев имеешь? Я-то ничего не имею, против баранов имею. Ну подожди, Да. у нас Чё нету вегетарианцы? Я такого, сказал, что... Не, у нас нету такого, Я что на сказал, что шаббат мы живёт. готовим мацу Я из тебе сказал- детей. из детей, Подожди. Мы не У кушаем тебя было кровь обвинение, детей, понимаешь? что я якобы что-то против вегетарианцев сказал. Нет, причем с вегетарианцем. Ну, Я сказал, что ты конкретно пасешься где-то в поле и жуешь траву, как бы, да. Вот что я сказал. Причем может все-таки тебе понадобится какой-то белок, чтобы твой мозг ты прямо профессор. нормально говорил. Я не профессор, я сою тебе совет. Не, Скажи это спасибо. вообще самое умное, Спасибо, что тебе скажи. пришло в голову, да, Вазик? Скажи спасибо и давай закроем эту тему. Конечно, тебе большое спасибо. Ну все, и давай закрываем эту тему. Побольше детей Всё, кушай. продолжай. А Траву теперь не давай кушай. продолжай. Ну, видишь, я же тебе сказал. Чуть-чуть запомнил, бич уже я хотел, так вот, красиво. А sen дебил. Понимаешь? Дебил. Дебилла хою Никархо. Дебилла хою дебил Никархо. Хайок дебил. Ты просто вещи своими именами называть боишься, потому что ты проплаченный сексот. Ты проплаченный сексот. Не, вот этих вот чеченских детей кто убил? Чеченских детей убили русские с войны, которые развязали жиды. Вот. А вот теперь тебе. почему их до сих пор не вспоминают о этих смертях, а вот палестинские... Потому что жиды ваши хозяева. Вы не вспоминаете, потому что жиды ваши хозяева. Они вам запрещают это вспоминать. вы ходите с палестинскими флагами, Мы, а вот мы и с чеченскими палестинскими, флагами и с чеченскими ходили. Я когда в Польше был, мы в Польше перед посольством России мы делали митинги. А где, За счет этих детей. подождите, а где жиды А не ты был там? хозяева? Где жиды не хозяева? Назовите мне эту страну. Может быть, Китай? Они, у них жиды все белые, пушистые, они никого не убивают, ни детей, ничего. Ничего, что в Палестине там 15 тысяч, 16 тысяч детей уже убито. Это ничего. Подожди, Блин, а вот это подумаешь, там дети убиты. Житомира. Послушай, как тебя там, Лука, я не знаю. Вот этот товарищ из Житомира, вот сейчас, вот видишь, как он разговаривает как ты. Можно бы Шахаду просто не говорить, как бы, сделать его сразу мусульманином? Так Шахаду не надо, он просто разумный человек, он понимает. Он уже получается, как ты, да, получается? Я Да, хочу он- заявить протест. Он Хочу уже заявить ты, да, протест. тоже Это очень мелко. Это очень мелко. Мы Эрнест Иисуса разумный Христа человек, он видит распяли. вещи.
Мы уничтожаем весь мир. Какие нахер дети? Дети это мелочевка. Вы что нас так низко опустили? Конечно, мелочевка. Это очень мелочь, что ты смотришь. Мы уничтожаем сразу весь мир. Вот это будет круто, вот это будет правильно. Ты посмотри на Конечно. карту. Израиль Подумал. полмира занимает. Там Россию не видно на карте, не найдешь, а Израиль сразу видно. Вот посмотришь на карту, да. 1/6 части это Израиль. А что Я- там Россия? Россия губерния от Израиля. Послушай, я работал... Поэтому я ты как-то работал... мелко плаваешь. Какая-то подожди. Палестина. Я Палестину работал- даже на карте не видно, а евреев по всему миру. Да-да-да. Ты, блин, не надо так мелочи, не надо так Знаешь- опускать евреев. Ты знаешь, что-то что я очень тебе мелко, скажу? мелко, Я- Нет, мелко. ну, Обидел. чтобы спасти Ты меня мир, так чтобы спасти мир, что от надо души делать с обидел ты. евреями? Обидел ты меня. Не, подожди. Обидел. Ты про я Иисуса говорю, не сказал. Ты не сказал подожди. про Спасать чуму, не надо. сказал. Про кровь младенцев не сказал. Почему? Про колодцы не сказал. Ты почему утаиваешь правду? Про христопродавцев не сказал. Вот это вот сильно, вот про заговор Да. мировой, про мировое правительство. Выведи дедулю на большой экран. Понимаешь? Вот эти А то ты, блин, мелко антисемитскими. очень, как-то Там как грустно раз сейчас в сразу. Украине Грустно, статья по понимаешь? Ну не тот масштаб, ты что? Ну нельзя так. Когда я жил... когда я- Евреи, они, ух, эти евреи, ух, еврюги. Вот так надо говорить. А то евреи, палестинские дети. Палестинские дети это мелочевка. Ты прям, не понимаю, ты мне испортил все настроение. Раньше, Нет, раньше есть ты говорил, разница, Подождите, ребята, подождите. есть ну нельзя, высказывание. нельзя так, надо Есть говорить, евреи, весь а мир есть жиды. уничтожается Не евреи. Вот равняйте это вот евреев с звучит, жидами. вот это сразу гордость, вот это сразу, силище сразу. Подождите. А то Евреи какие-то и жиды какие-то это там- не одно и то же. Есть Конечно, евреи, нет. нормальные, адекватные Ничего люди. Ты начинай, Конечно, не одно не и надо то же. вилять хвостом, не надо, Это говори есть как есть. исламские, типа есть Говори исламские как есть. евреи. Я говорю как есть, я говорю про яхудов, я говорю Да. про Давай, начинай, сионистов. давай. Вот. Да слушаю, давай. Вот. Когда я жил во Франции, я жил Так. в Ницце. Вот. И, я работал на одного парня, чеченца. У них большая компания была строительная. Я перебью Вот. секундочку. А Подожди. там много мусульмане, иншаллах, во Франции, где ты живешь, там шариат есть? Где ты когда-то жил там? Я просто хочу поехать. не До живу во побачення. Франции, я До жил когда-то. побачення. До побачення. Но когда жил, я же говорю, уехал, наверное, потому что шариата нету, да, там из-за этого уехал. Ну, это мои причины, Ну, почему скорее я всего. уехал. Да, потому что шариата нет. Ты же человек Шариата нигде религиозный. нет. Нет. Подожди, шариата Ну, нигде нет. опять мелочь. Исламского государства Мелко, нигде нет. ребята, про евреев так нельзя, мелко очень. как Какой-то ты там живешь? парень работал, Франция, это неинтересно. Вот надо что-то такое вот масштабное Хорошо. там. Могу я- Помасштабнее вот- давай, помасштабнее. Давай, Скажи, я а тебе как тебе расскажу. живется, как квартиру получается? Вот, я тебе расскажу. Давай, давай. Мы работали, строительная фирма у паренька чеченца. Мы, где-то человек 15 нас, чеченцев и украинцев, и русских. Мы вместе работали. Это еще 2009-2010 год. Вот. А евреи-то где? Евреи? Не, Когда про подожди, евреев? я вот к чему, подожди, к чему я иду. Дайте ему договорить. Смотри, Дайте ты во договорить. Франции потел на ваххабизм. И когда мы работали, было, на шаббат, было мероприятие. Приехали... А кто там, кто шаббат? Ты сказал, чеченцы работали, украинцы, какой шаббат? Так Дай- я дайте ему рассказываю, досказать. ты Дайте дослушать ему можешь? до- Ты дослушать Дайте ему можешь? рассказать. Ну хорошо, просто чеченцы и украинцы, они к шаббату отношения не имеют. Я тебе разве сказал, что я шаббат праздновал? Я кое-что рассказываю, ты дослушать можешь? Я, по-моему, тоже думал, что это была оговорка по Фрейду. Ты Не, тоже? я что-то рассказываю, я к чему-то иду. Я вот говорю, суббота, шаббат празднуют евреи, у которых мы работаем. Он называет Виллу. просто субботу, шаббат, он же Чью уже виллу еврей мы тоже. делаем? Послушай, чью виллу мы делаем? Вилла вот на Эз. Понял. Не Эз, а Кап-Махтан. Рядом с Ментоном. После Монако. Кап-Махтан мы делаем виллу. У нас там Евреи, виллу строите евреям, вот так, я понял, Да. так. Дайте ему рассказать. Это горские Дайте ему евреи. рассказать. Это горские евреи с Дагестана. С Дербента, ну понятно. Не знаю, с Дербента, не с Дербента, с Дагестана он. Ты тогда уже ваххабист И, или ты еще короче, не ваххабист? Я в исламе
и в то время, и до этого. А как ты можешь И евреев подожди, строить? я свою историю расскажу. И вот на шаббат приехали его родственники. Приехали родственники с Америки, приехали родственники с России, с Украины, отовсюду, да? Там их человек 30-40 собралось. Большая вилла, там у них мероприятие. Вот я к чему говорю, да? Вот. И кроме них, да, вот они, вот когда мы строили им вот эту виллу, да, материал привозили с Москвы сюда, во Францию, в Кап-Махтан. Кто, вот вы говорите, да, жиды не виноваты, да, я не обобщаю евреев и жидов. Для меня есть жиды, сионисты Виноваты, я же тебе говорю, во всем евреи, виноваты. простые Всё. люди. Надо просто глобальную тему открывать. Не, то же самое, да, что и среди чеченцев есть вот такие, как Никархо и прочие, да, продажные. Вот то же самое среди евреев, среди еврейского народа тоже есть. Вот сионисты. Дебилок, подождите. Дебилок, ты что хотел сказать? Объясни хотя бы. Что я хочу этим сказать, да, вот приехали туда вот эти миллиардеры, да. Миллиардеры, ага. Миллиардеры, понял. Мне они на тот момент неизвестны, потому что у меня на слуху было там пару фамилий еврейских, да, вот эти Ротенберги, Коэны и, не знаю, там, Ротшильды, допустим, да, и Рокфеллеры, еще кто-либо. Ну, короче, там много там фамилий, я сейчас не вспомню. И вот эти люди, да, эти люди, там были люди, которые были непосредственно причастны к геноциду в Чечне. Там были люди, пару человек там было из тех, кто имели рычаги во власти. Они не были... В России? Да, в России. Кто это? Я сейчас фамилии не вспомню, потому что это было 2009 или 2008 год. Но кто это был, я сейчас не вспомню. Ну, факт, что можешь скинуть эти люди... фотку с интернета? Я их что, фотографировал, что ли? А нет, если это люди у власти... Нет, ты это можешь посмотреть в интернете. Не, ну какой ты должен был запомнить, обязан был. Кто был во власти, да, кто управлял властью, кто управлял Путиным, Ельциным. Ельцин что, сам от себя мог вот что-то сказать? Уже тепло. Так, Ельцин уже мог... хорошо. Так, Ельцин даже не мог составить поднимай планку, предложение. поднимай. Да. А то что-то где-то там вилла какая-то, Чечня, вот уже я Ельцин, это Путин, веду к тому, что... Трамп, я это веду к тому, что все жиды... управляются евреями, уже интересно. Жидами, буду да, рассказать. Сионистами, да. А все началось именно потому, что ремонт делал и увидел. И ты сам увидел, и ты увидел эту виллу, и там вот с этого все началось. Слушай, нет, очень почему с этого? Я разве сказал, что с этого началось? Очень просто показательно и очень... Я разве сказал, что с этого началось? Я теперь точно так же буду... Слушай, такая фактически... неопровержимая твоя имел в виду, что там были люди, которые приехали сюда, праздновали шаббат, что были люди, которые были причастны к власти. Ты строил виллу во Франции, там приехали миллиардеры, и это они развязали Чечню. Логически, просто железобетонно. Было два человека, молодец. я говорю. Вот просто супер, ты просто все поставил на свои места. Хорошо, тогда... Что такое? Молодец. Что было выражение? Черчилля или кого? Когда в следующий раз как виллу пойдешь строить? Давай вернемся. Давай скажу. Один момент, заткнись. Виллу пошел строить виллу на шаббат. Приехали евреи, они Чечню развалили. Друзья, один момент, дайте высказаться тут. Иосиф, подождите. Все, я хорошо, Иосиф, мы тебя поняли. Мы вас поняли. Подождите чуть-чуть. Мы вас поняли. Смотри, Лоне, ты тут грозишься на себе трусы порвать, угрожая людям, там голову резать и так далее. Ты тогда уже ваххабит, когда ты это узнал, и ты там находишься и знаешь каких-то убийц, ты что, ничего не предпринял вот так, просто посмотрел на это, подтянул штаны и ушел, что ли, оттуда? Никархо, во-первых, я не ваххабит, да? Если я ваххабит, то ты, не знаю, там, папуас.
Во-вторых, Получается, Ибрахим, он с тех пор стал антисемитом. Во-вторых, Его во-вторых, задушило. Он у евреев виллу устроил, а сам где-то прошел, скорее всего, в этом Подожди, будке ты какой-то. не перебивай. Его задушило. Я Как отвечаю становится этому. антисемитом? И по исламу, Это и еще продажная плюс ставка, я через отвечаю. Подожди Подожди, секундочку. А хорошо, я же молчал, ты только говорил и говорил. Да, Вот сейчас вопрос задал человек, я ему хочу ответить. Понимаешь? Вот он прямой этому доказательство. В нем два в одном получается. И ислам, и зависть. Ну, зависть, я видно, дикая, как бы, да, он это не забыл никогда, что он виллу устроил еврею. Какая у меня И он может на быть него зависть? смотрит, Кому? как бы, да, вот. Кому? К еврею? Можно вопрос задать Вольфу? Который будет гореть в аду? Почему, говорит, не я? В чем у меня будет зависть к нему? То, что у него деньги? Вольф, послушай меня. Я с тобой не разговариваю. Подожди. Я разговариваю. Я с тобой не говорю. Никакого. Ты штаны свои подтянул и сидишь с деньгами, которые причастны к убийству детей. Нет. Конкретизировать историю можно? Допустим, горские евреи из Дагестана. Горские евреи из Дагестана. Алло. Горские евреи из Дагестана, значит, были в Монако. Кто такие горские евреи из Дагестана, которые причастны к геноциду в Чечне? О чем может быть речь? Что за выдуманная история? Я не сказал, что именно тот хозяин виллы, горский еврей, был причастен. Я сказал, что были гости, и двое из них, кто там был, были причастны к власти. Они были горские? Я не знаю, они были горские, плоские, там, болотные, я не знаю, какие они были. Если они это были горцы, в гостях у родственников. Если это были горцы, надо понять, кто это был, правильно? Если это были горцы. А если это были не горцы, тогда мы не знаем, о ком вы говорите вообще, потому что евреев в России так же много, как цветов на этом свете, понимаете? Вот. Поэтому, если мы говорим о каких-то властимущих людях, тогда это должны быть известные люди. Вот. А раз это будут известные люди, то их будут знать большинство, и тогда мы поймем, о ком идет речь. Но так как вы запутались и не помните, и не знаете, кто это был, тогда, наверное, эта история останется безымянная. И давайте не будем тогда здесь вот сидеть и провоцировать. Я не мог на тот момент знать, потому что в то время еще интернет только-только появился. Ну еще хорошо, это значимые люди. Если это значимые люди, если это Монако, то это по-любому значимые люди, так как в Монако так и простые люди не будут строиться, и тем более не будут приезжать на представление или на какое-то мероприятие, потому что, чтобы туда попасть, это надо как минимум только 25 тысяч долларов только туда попасть, чтобы, понимаете, образно говоря. Слушай, вот, допустим, Да. Я сам Я хотел его просто спросить у него Я сам из Грозного, да. Я, Берон, хотел спросить его, если как бы, откуда он о Ельцине узнал, там, о Путине через интернет он узнал, это вот интересно. Как ты о них узнал? Сегодня это в открытом доступе, можно почитать, посмотреть. Что есть Путин такой, да? Ты об этом узнал через интернет, получается, да? Можно я спрошу вопрос Волка Одинокого? Тут просто постоянно перебивали, и я так и не поняла сущность. Не сущность, а суть. Вы, в принципе, поняли, что они ответственны за то, что произошло в Чечне, из-за того, что они были евреи, или из-за того, что они были миллионеры? И как вы узнали, что они миллионеры? И как вы узнали, что они были в правительстве? Я не поняла немножко. И как вы узнали? Потому что вы не слушаете, вы слушаете через... Ну дайте ему сказать. Как ты узнал, что они в сговоре со всеми евреями, то есть, что вот это сговор у них? Ты сказал, что раньше тогда интернета не было. То есть сейчас есть интернет, и есть очень много фейков, и можно поэтому сейчас очень классно вот эти такие сказки рассказывать, потому что бегает очень много фейков. Но ты не помнишь ни фамилии, ты поставил на них печать, ты просто поставил на них, они евреи, они миллионеры, они были в правительстве. Это все сказки Шахерезады, правильно тут написали. Кстати, мы любим факты, одинокий волк. Один момент заметить, просто вот так, на всякий случай. Вольф, ты говоришь... задаете, что... ответ можно вам дать? Да, сейчас ты ответишь. Просто я такую маленькую ремарочку тоже вставлю свою. Я вот просто заметил за все это время, сколько ты здесь находишься, твоя ненависть к евреям превалирует к заботе о своем народе. Я вот Плашка, смотри, какая вот здесь сегодня. Сегодня вот видишь, какая тема стрима. Обрати секунду. Вот тема стрима, обрати внимание, какая. Сколько ты времени посвятил этой теме, и сколько ты времени посвятил своему негативному отношению к евреям.
скажем так, сионистам, давай так скажем, сионистам, хотя евреи и сионисты, это все одно и то же. От твоей вот этой вот невежества твоего, ну ладно, с этим это твои личные проблемы. Короче, я тебе хочу сказать, что, Вольф, вот у тебя вот это превалирует в тебе, ты понимаешь? Вот ты сказал, что ты вышел за детей, за чеченских. Есть причина, да? Вот эти 42 тысячи убитых детей. Ты за них вышел, один раз говоришь на забастовку, но ты сегодня горло рвешь за палестинских детей, которые к тебе вообще никакого отношения не имеют. Я про палестинских детей ничего не сказал. Ты сегодня сказал, а сегодня у вас тема... Смотри, сегодня у вас тема 42 тысячи убитых чеченских детей, да? И лицемерие, да, вот это вот сидят горские евреи, там другие евреи за сионизм, которые тут ратуют, и они как бы отводят, да, вот это вот всю грязь, которую затеяли. Послушай, грязь невозможно налепить на того. Скажу. Вот послушай меня. Подожди, вот я вас послушал, я вам отвечаю теперь. Я вам отвечаю, имею право сказать на тебя, что ты обосрался, прилепить ты тебе обосрался, я тебе отвечаю. Нет, подожди, я вам всем отвечаю, да? Я имею право сказать, что ты обосрался, интернета не было, прилепив к тебе чужую какашку. Я этих людей не знаю и не знал. Подожди. Людям рассказали те, кто их знал. Нет. Ладуга, Вольф. Нет, это все участники. Те люди, которые со мной работали, которые были взрослыми, они от их слов я узнал, что это... Вольф, я хочу просто сказать, за утверждение сделал какое-то, я хочу сказать, что все, которые тут находятся, это такие же участники, как ты. Никаких приоритетов, там, ничего нету. Ну, я вот вижу, да, вот как у вас тут все обустроено, да, вот 7 человек они говорят, просто зашли, как вопросы, и ты. 20 как вопросов и ты задали, зашли. даже на один ответить, и то, что даже если ответить, вообще поймут как-то по-своему. Ну, я не знаю, короче, эти Я такие еще раз равноправные... объясняю, я простой рабочий, да, я молодой парень в тот момент, я этих людей не знаю, я не знаю ни хозяина виллы, меня... взяли на работу, потому что я был специальность в определенной сфере деятельности, да, вот в строительстве. Меня взяли на работу. Мы работали. Мне потом уже сказали, что вот у них шаббат был, вот эти 2 человека, которые там были среди этой толпы, и непосредственно они были вовлечены во власть в России. Это потом давай уже. Я понял, давай я... Это потом уже. Это потом. Дайте я отвечу. Подождите. Вольф, я тебе отвечу. Эти пару человек, миллиардеров, евреев, если они причастны к гибели чеченского народа и детей, включая вот то, что написано, они преступники. Все? Конкретно эти 2 человека, они преступники, если мы докажем их виновность, они они не преступники, они... Он хочет сказать, что они соучастники Всемирного договора. Да елки-палки. Соучастники Всемирного еврейского заговора, получается. То есть вот такое он хочет здесь прогнать, понимаешь? Да нету никакого заговора, вы о чем? А вот ты можешь сейчас высказать, кто такой? К чему эта новость тогда? Вот ты вроде не назвал ни людей, ты просто взял, хотел опорочить имя евреев. Опорочить? Ничего имя опорочен. Одинокий волк, вы не даете. Не, просто понимаешь, в чем дело? Один момент, я просто модер здесь, я на работе, на ходу и не могу постоянно говорить. Один момент. Одинокий волк. Невозможно опорочить. Да елки-палки. Один момент, у вас этот один момент длится тут целый час. Смотри, ты о Путине можешь точно так же высказать, что он убийца, насильник, могу, конечно. Преступник? Да. Он педофил, он убийца чеченских детей, женщин, мужчин, стариков. И Путин, и ваш этот любимчик Люля Кадыров. Непосредственно вот вашей закаевской шайки. Просто он вас не взял на работу. Ты что, больной? Просто он вас не взял на работу, вы теперь Закаев это такой же исламист, как и ты, у которому не он наоборот, такой же демократ, как ты. Я к Закаеву не имею никакого отношения.
А как он Такой тогда же- ваши все жамааты возглавил здесь? Такой же в демократ, этом? как ты. Алло, Какие же 29-й. Наверное, для тебя Закаев тоже еврей, В скорее всего, Швеции, да? Для тебя в Закаев тоже Швеции еврей? собрались. Я не Один говорю, момент, что он все здесь евреи. прогоняет, да елки-палки, он здесь прогоняет чушь какую-то. Ага. Этот То есть- Закаев в Швеции Хорошо. какого хрена встречается с жамаатами и их полностью там объединяет, Хорошо, Ибрahim. короче, под общее, Никархо. единое крыло. А? Хорошо, тогда на один вопрос ответь. Хорошо, я признаю, что я говорю чушь, если ты мне на один вопрос ответишь. Чего за давай, Давай. если могу. Кто управляет властью? Какой именно народ управляет властью в России и в Америке? Скажи мне. Как какой? В России русские, в Америке Русские? американцы. Да? Пожалуйста, не говори, что евреи. Хорошо. Пожалуйста. Не, почему я скажу? Не. Властью управляет. Достаточно Я тебя тебе, услышал. достаточно. Всё. Да, это мой ответ. Я не как Все, ты. что я этот, сказал, смотри, да. я мужчина, я не как ты, в отличие от тебя, Нет, я подожди, не даже дикимок, даже если ты который... говоришь о каком-то народе, скажи, кто кого ты имеешь в Отличие виду. от Не тебя. перебивайте! Не Да перебивайте блин, друг тут друга. вообще невозможно говорить. Ладно, давайте, говорите, я уйду. все, что я до этого сказал, вот ты говоришь, что там русские, да, управляют. Получается, все, что я до этого сказал, это была чушь. Ну, не Хорошо. говори, я все равно здесь не могу сейчас говорить. Вон, Ты не можешь, конечно, тебе нельзя говорить. Овца. Без оскорблений. Сейчас вылетишь отсюда, как шампанское пробка. Оскорбление. То есть вы меня оскорбляли, это в одну сторону, да, так играет? Вот тебя будет Буданов насиловать, вот открытую, да? Вот насиловать, с тебя ж снимет Вот. штаны, и Буданов будет тебя насиловать, ты будешь кричать: евреи, евреи, оставьте меня. Не, ты, вот Вот евреи что его ты пошли. такой вот дебил, как ты, вот такой, как раз таки, и вот так вот просто смириться с тем, что с тобой Буданов делает, и будет кричать: евреи, евреи, это все вы, чтобы Аллах вас наказал. То есть еврей, жид, который сидит в Кремле, послал Буданова изнасиловать девушку, да? А ты за Буданова взялся, но за хозяева своих слова сказать боишься. Кто да? этот эти жид? 42 Кто этот жид? Вот Кто этот 42 жид? тысячи. Апти Алаудинов, это джид, который в Знаете, кто эти жиды? Это в Кто этот жид? Ротенберге, Говори, это Ротшильды, говори. это Коины, это Рокфеллеры, это Чубайсы, это еще всякие там. Хайван, скажи мне, ты откуда? Вот Рокфеллер при чем здесь? Скажи, Рокфеллер это вообще не еврей. Рокфеллер не еврей, конечно, не еврей. Рокфеллер не еврей, может ты его Попался. путаешь с Ротшильдом? Может ты его путаешь с Ротшильдом? Ротшильды Ротшильды, Коины. А теперь скажи мне, какой вклад сделали люди, такие же, как они, но не евреи? Покажи мне такие. Вклада не сделали. Скажи мне Ну ты даже сначала. не знаешь, ты знаешь, что, блядь, не то, что Знаю, тебя, не то, что знаю, тебя, не что- то, что Чечни. Вообще всего Что они- Советского Союза, всего Советского Союза еще до 90-х не должно было быть. Слава Богу, что он хотя бы в 90-х только развалился. Ты это знаешь? Угу. Знаю, конечно. Да. Вот. Поэтому я тебе еще раз говорю, ты знаешь, что помимо того, что развалился Советский Союз, даже того народа, который сегодня населяет всю Российскую Федерацию вместе с постсоветским пространством, по установке некоторых тварей, которые там сидят и противоречат тем же евреям, давным-давно не должно быть такого количества населения. Ты это знаешь? Конечно. Вот и все. А кто Ну, спас это? А кто спас это? Кто это спас? Угу. Вот. Про 42 тысячи Никто не детей будет говорим. Правильно, Смотри. никто не будет даже думать об этом. Знаешь Смотри. почему? Потому что это конфиденциальная информация. А теперь вопрос. Вот что тебе лично, горские евреи тебе что-нибудь сделали? Лично тебе, или твоей семье, или твоим... Не, вот эти 42 тысячи, это не мое личное, да? Не, я тебе это говорю, мое лично личное, тебе. да? Эти 42 Я тысячи, того мать 42 ебал, тысячи если хоть детей. один еврей пролил хоть одну чеченскую кровь, покажи мне его. Я тебе их с десяток покажу. Если не ты не больше. покажешь, ты не мужчина. Я из Грозного. Если хочешь, я Ты из Грозного, не мужчина, Я ты из- не я мужчина, из Грозного, я если это Грозный не приеду. признаешь. Мы с тобой в Грозном увидимся, и если ты мне не докажешь, ты Давай. мужчина. Давай. Покажи Давай. мне горского еврея, который пролил кровь чеченцев.
Я не знаю, горский еврей. Какой еврей? Ну, Я говорю еврей. еще раз, скажи мне хоть одного горского еврея, за которого ты сейчас порочил имена. То есть горских мне надо евреев. сейчас их определять. Ты Горский нет, он, ты не горский порочил он, сейчас плоский ты сейчас- он, и ты болотный он. порочил горцев имена. Для Ты меня они порочил горцев одно и имена. то же, я да? хочу доказать тебе, что кроме чистого имени горские евреи ничего не носят. Понял ты, на Северном Кавказе? Конечно. Ты понял меня? Я тебе отвечаю. Воль. Я тебе отвечаю. Ты знаешь, Для что меня, точно смотри, так же в твой адрес можно сказать. Для меня вообще по барабану. Ты мусульманин какой-то, пакистанец, палестинец, вы все для меня на одно лицо. Херня, пошла ты отсюда. То есть это в твою сторону тоже. До того, дебил, юха. дебил хою. Сидишь тут самом деле, перед на самом деле, хозяевами ты так своими делаешь. выделываешься. Ты перед Вот, хозяевами откуда у своими тебя выделываешься. Эти Откуда 40... у тебя информация вот Подождите, эта вот, подождите. что- Хорошо, тогда такой вопрос. Хорошо. Горский, не горский, я не знаю их родословную, я не учил. А я тебя научу. Я тебя Подожди, научу. вот если научи надо. меня, вот кое-что я тебе вопрос задам. Хорошо. Война — это бизнес? Слышно меня? Война — это бизнес? Есть такая поговорка. Подожди, ты не всливай, я ему задал вопрос, ты не всливай. Для такого простого народа, как горские евреи, это вообще не бизнес. Я это не вообще говорю про горских евреев, я вообще в принципе говорю, война — это бизнес? Я не знаю, я не Ты разбираюсь не в знаешь, войнах. да? Я не Хорошо, я разбираюсь тебя в войнах. научу тогда. Хорошо, я тебя Я научу не тогда. разбираюсь Смотри, в войнах. Я я разбираюсь тебя в мире, научу. я в войнах не Вот ты не разбираюсь. разбираешься, я тебе расскажу. Эль, подожди Послушайте, секунду. Дайте Что я ты- скажу, я расскажу, тебе тогда хочу будете ответить. говорить сколько Я хотите. тебе хочу ответить. Я тебе Хорошо, хочу давайте. ответить. Давай. Конечно, это бизнес. Коротко. Сколько баб? Конечно, бизнес. Сколько мусульмане с Ирана имеют бабки за Подождите, эту войну? Из Катара Хорошо. сколько денег они имеют за эту войну? Подождите, у меня вопрос был, война — это бизнес? Я хочу ответ, да, нет. Война — это бизнес, да? Даешь. Я тебе отвечу. Для кого война, для кого мать родная? Есть поговорка. Война — это бизнес для кого-то. Для кого война, вас а для это кого бизнес. мать? Давай я попробую тебе Хорошо. ответить на этот вопрос, что такое Хорошо. война. Послушай Тогда, меня, Воль. тогда Ты для меня кого слышишь, война Воль? бизнес? Для Меня кого слышно война тебя? бизнес? Меня сейчас Для слышно, кого Воль? война бизнес? Для таких, как ты. Меня Для слышно? меня? кого? Для кого? Ответь для кого, если ты знаешь. Ответь для Я кого. знаю. Хорошо, я тебе отвечу. Смотри, война — это медикаменты, да? Война — это оружие, да? Война — это спецоборудование, обмундирование. Вот это все — это деньги. Так. Человеческий ресурс ни во что в России, не ставится. Так. У них этих холопов достаточно, да? Они вот массой кидают, вот как в Украине сегодня. Вот они кидают на убой, за сутки там 1000 с лишним умирают. Им хоть бы что. Хоть бы что кому? Тем, кто делает на этом деньги. Банкиры. Те, кто контролирует вот это, медикаменты, вот это все. Обмундирование, вот это все. Вот эти люди наживаются на войнах. В чьих интересах тогда развязываются эти войны? Чтобы А обогащались эти люди. евреи здесь при чем? Евреи здесь при чем, да. А ты посмотри, кто управляет всем этим. Кто Какие- банкиры? Кто это Кто евреи? банкиры? Кто директора? Кто Кто... управляет? А кто начинает войну? С этого тоже начинает. Управляет. Вот, А кто начал вот. войну? Вот они и начинают, да. Кто? Вот они и Кто в начинают. Украине начал войну? Кто? Какой банкир? Стелла, подождите, сейчас я скажу. Голдштадт, по-моему. Стелла Голдштадт. Еврейка по происхождению, да. Она... Стелла Гольдштадт. Я такой первый раз слышу. Кто это такая? Да, это Ну, кто такая? Голдштадт, ну, что-то там... 7 октября, когда вот Подождите. это вот, дерьмо палестинское, он пошло туда, напало там на гражданских, там 1400, загасили, увели в плен. Это тоже как бы, они банкиры, да? А до 7 октября не было, да, ни 48-го года, ни НАКБы не было. Ты Нам говоришь, война это бизнес, я у тебя спрашиваю. Послушай, вот ты говоришь, 48-го не было. Я в 48-м, вот да, я тебе говорю так, вот к примеру, да, я в 48-м пришел и завоевал Израиль. Ты можешь у меня его отнять?
Я не Да. могу. Вот когда сможешь отнять, тогда и Ты будешь тоже ни пи- тогда хрена и не будешь завоевал. пиздеть, понял? Ты ни Когда хрена не сможешь отнять. завоевал. Я Смотри, хочу, чтобы ты ты тоже пришел ни хрена и не смог завоевал. отнять. У меня сможешь отнять ты его? Лично с тобой один на один я смогу отнять. Вот Хуй ты, ты Вольф, у меня сможешь отнять. Ты у меня Не только сможет, мандалупу не сможешь отнять, сможет, понял? не Ты у сможет. меня ничего не сможешь отнять. ты, Я Вольф, Ты какой ты грозный, я бля. тебе отвечаю, За ты у меня телефоном не ты то, что не грозный, сможешь да? отнять. Тут Ты все не то, что герои, не да, сможешь блин, отнять. за Ты не то, мониторами, что за не сможешь. телефонами Если все ты герои. произведешь попытку отнять, ты принесешь сюда, понял? Ты уверен? вот это, Ты Вольф, уверен? Вольф, Ты с Я тебе Грозного? говорю, если Ты с ты Грозного? захочешь Давай отнять встретимся. что-то у еврея, Я в если ты Грозный захочешь через что-то 2-3 отнять, месяца приеду, давай встретимся в Грозном. я того рот И ебал, посмотрим. если ты не приедешь в Израиль. Давай, сейчас- я твой рот выебу. Не ебал, а выебу. Ты блядина ебаная, ты кто есть вообще, как тебя зовут? Вот ты и с чем увидишь, тебя кто я едят, есть. Вот ты блядь? увидишь, Блядина кто я есть. ебаная. друзья, Хуесоска ебаная. без мата, без мата. Хватит письками мериться тут. Я тебя и Я не этого знаю, серьезно какую-то разборку здесь делали. Вот этот, он или кто он там, он не хозяин своих штанов. Ибраим, тебе вопрос можно задать? Тебе вопрос Он можно не, задать как не мужчине? является хозяином. Ибраим, ответь, хозяином будь собственных мужчиной, штанов, будь мужчиной, понимаешь? ответь тебе. Заткнись ты, мужчина, ты даже это не знаешь, что это означает. Вот этот чувак, который был здесь, Вольф, там, Шакал или кто. Да, он не одинокий хозяин. лев. Да, он не Одинокий хозяин. этот самый. Да, не хозяин собственным Одинокий штанам. Вот сегодня к нему по придут жизни. Он русские, одинокий по жизни. снимут с него штаны, он им отдаст их, и потом одеть побоится, если они ему нет скажут. То есть и этот человек сидит там, Израиль какие-то во всем мире управляют, там евреи, что-то. Ибраим, знаешь, в чем самый прикол? Ибраим, Он на этом секунду, убеждении Элей. стоит. Знаешь, в чем самый прикол? И думает, что он у евреев способен что-то отнять. Я его голову ебал, долбоёб. Эль, подожди секунду, не ругайся, подожди секунду, дайте мне сказать. Ибраим, знаешь, в чем самый прикол? Что вот такие, как этот одинокий волк, и все, которые ходят по ТикТоку и начинают эти сказки всем миром крутят евреи туда-сюда, они сами на нашу страну и на наш народ одевают короны, а потом бегают по стримам и кричат: почему-то вы себя называете избранные, вы самые сильные, вы самые хорошие. Ребята, вы это делаете. Вы говорите, что мы правим миром, что нас все боятся, что мы такие умные, что мы мультимиллионеры, мультимиллиардеры, вот эти, которые крутят миром. Может быть, хватит надевать на евреев корону? Ольга, у тебя фонит очень сильно. Добрый день всем. Здравствуйте. Да. Здравствуй, Магда. Здравствуйте всем, ребят. Вот человек здесь был, говорил буквально 2 минутки назад. Я предполагаю, что он чеченец, да, и вместо того, чтобы разговаривать и спрашивать, кто чем правит или не правит, вы, уважаемые, я не знаю, может быть, вы внизу и слушаете, да, вы, когда разговариваете с евреями тут в ТикТоке, вы на них так не смотрите. Каждый еврей, сидящий здесь, он служил в армии обороны Израиля. Защищая свою страну и не бежа в другие страны, вы сидите где-то непонятно где, убежали, не защищав ни свой народ, ни свои традиции, ни свою честь, сдались то арабам, то русским. И вы приходите и что-то евреям говорите, евреи, который каждый еврей, с которым вы разговариваете в ТикТоке, запомните это раз и навсегда, каждый из них служил в армии, защищая свою страну, как мужчины, так и женщины. И запомните это раз и навсегда. То, что вы здесь в ТикТоке, якобы мужчины кавказские, воины, покажите себя, защитите свои адаты, защитите свою страну, свой народ защитите. Что вы сидите в Европе? И, извиняюсь за выражение, уж не могу по-другому, простите, бездите оттуда. Вы идите, покажите себя, кто вы на самом деле, защищая свой народ. Евреи вас научат, если что.
Я вас перебью, Магда. Я Пожалуйста, Ибрагим. извиняюсь. То Да, есть, пожалуйста. тут у нас получается так, заходит какая-то исламистская проститутка, извиняюсь за свой французский, это уже мне на нервы здесь это все играет. Она начинает себя позиционировать чеченцем, потом в его адрес, когда это все дерьмо начинает лететь, попадает по чеченцам. Вот эта проститутка не имеет никакого отношения к чеченцам, вы понимаете? Они, вот эти проститутки, борются с чеченским всем. Он дерьмо собачье, не может сказать, что он ислам, что он умма, он исламист, мусульманин. Он прячется за памперс чеченский, понимаете? Куда-то в памперс залазит, я чеченец, мы чеченцы. И таким образом получается, что он действительно там представляет там чеченский народ, каким-то представителем чеченского народа является, который, как вы говорите, никогда в жизни там ни за чеченцев, ни за кого, даже за свой исламский джихад, который они во Вторую войну там провозгласили, да, удугов их, ублюдок, самое главное, Перуи нападем, на кефиров, вот эти темы. Даже вот эту исламистскую тему, вот эти вот исламисты не протащили. Он куда-то соскочил во Франции, подсидел под шконкой, нормально себя там шиковал, теперь там на родину метается, там уже нормальные мечети, там кое-что настроили. Он туда-сюда там лазит. И чтобы свои исламистские вот эти джихады не выполнять, да, не следовать им, по сути, он там должен вообще, осуждаю, да, там во все эти броситься там прямо вот в Чеченской Республике, где они этот джихад замутили, короче. Вместо этого психология человека, она таким образом работает, что он пытается это оправдать. Это вот всемирные евреи, русские, не так, это вон где-то сзади сидят евреи, управляют, поэтому я не испугался, и поэтому я здесь на своей заднице сижу, извиняюсь, да, там перед русскими бегаю, там, я не знаю, кланяюсь им и так далее. То есть я хочу сказать, что вот получается так, что вот такая мразь, она, которая вообще, я вам повторяю, эти люди борются с самого начала с чеченским государством, с чеченской нацией, с чеченскими традициями, с чеченской культурой. И потом они в итоге, он не может же сказать, что он игиловец. Понимаете, он как бы с этих позиций они не говорят. Они везде, вот где я их встречаю, вот здесь в европейских странах, здесь в Австрии их до хрена в организации переобулись, культурные центры здесь делали. Они все вообще плевали на все чеченское. Они борются со всем чеченским. Но они потом прячутся за этим чеченством. То есть свой этот исламизм они называют, что это чеченство, что это чеченская культура, там, я не знаю, делать 5 намазов в день. Чтобы их не взяли за одно место здесь. То есть это значит национальное, традиционное, вот такое. Вот такая тема. Я просто хочу сказать, что вот эти люди, да, там, когда в их адрес там летят эти обратка, да, и получается так, что там по всем это попадает. Я, конечно, не могу это остановить, там кому-то запретить. Вот это вот свой понос для бедных оставь, Никархо. Я, во-первых, за 20 лет... Понос у тебя, понос, тебя Смотри. зовут понос, понял ты? Тебя За зовут 20 понос, лет. блядь. Тебя За зовут 20 понос. лет. Имя твое понос, понял? Нахрен отсюда. Вот Что такие такое вот вообще? эти Чушка мрази, ебаная, блядь. Вот эту Чепушила, мразь блядь. сейчас зашла другая старая мразь здесь, которая украинцам представлялась, Габнюковая. Просто вот этот старый Габнюк, вот таких мандюков, блин, я сейчас вообще попер куда-то, да, на эмоции, извиняюсь за этот язык. Я твой рот ебал. Я как раз хотела сказать тебе, Ибраим, что с тобой происходит сегодня. Сегодня тебя занесло. Вот эти, я просто на работе здесь, я извиняюсь, так, в попыхах, и когда перебиваю, делаю. Такое, чуть-чуть вышел на эмоции. Короче, лучше я промолчу, да. Просто я хотел сказать, вот этот дед, который сейчас заходил, вот такой дед может просто вот так вот одним движением завести вот такое дерьмецо, да, исламистское. И оно будет здесь, короче, на евреев, а сам он до свидания и выскочил отсюда. Вот так это работает. Конечно, я имею в виду. конечно. Это просто паршивый хайван, который портит свое стадо, свое же стадо. Вот. Хорошо, Лушик Масага, я буквально 2-3 слова скажу и выйду. Вот смотрите, дело было так, в 2003 году, когда я приехал, вот это начало, первое число по дороге уже
получилось так, они сами меня привезли сюда. Я имею в виду официально. Я имел связь с департаментом. И когда я приехал, здесь мне сказали, что 3000 чеченов. 3000. Ничего себе, я подумал в себя в голове. Только много приехали, что ли, вот так. И потом, через месяц-два я начал искать их. И пошел в департамент. И говорю, дайте мне телефоны, номера, я никого не вижу здесь, не могу найти. Никто со мной на связь не выходит. Я в одном месте, не по всей Европе, только в одном. И они говорят, походу, мы не знаем, туда-сюда отмазываются. Я не понимаю их. Я говорю, вы же мне сказали, что 3000. Дайте мне хоть одного номера. Мы чеченцы, все родственники друг другу. Мы рады видеть. Я говорю, я скучаю уже по своему языку. Я хочу с ними разговаривать, встречаться. И походу выходит так, что ни один даже, только я один. И 3000 нету, ни одного чечена там. Понимаете? Для меня это был шок. Я говорю, вы кого приняли за счет чеченцев? Они говорят, мы тогда не знали, и все так было, что вы были очень далеко от нас, и ты действительно первый чеченец. Если ты хочешь поменять это не получится. Мы не сможем это поменять, вот эту программу, которую они приютили их за чеченцев. Понимаете, что как случилось? И потом, это через вообще полгода... не тема, это вообще без разницы. Кто там, я просто говорю, вот этот есть такие люди за нас. в эту парадигму не вписывается. Ублюдок это ты, Нигорхо, ты не знаешь даже своих предков, отцов. Не знаешь даже, за что воевали, за что умирали. У тебя нормальная информация, ты уже доказал 100 раз. Проститутка ебаная, понял? Ой, ты ой, умрешь, ой. блядь, сука, Господа, спасибо. Гандон ебаный, блядь. Спасибо вам огромное за то, что дали высказаться. Огромное вам спасибо. Ибрагим, не переживайте, все будет хорошо. С вашим народом, поверьте мне, потихонечку, знаете, люди как будто из сна, то есть они просыпаются, и я этому очень рада. И желаю вашему народу процветания от чистого сердца. Взаимно. Спасибо еще раз за то, что дали слово. Я вот эти двое матом ругаются, я их выкидываю, каким-то образом автоматически они поднимаются. Как это исправить? Никак. Нет, вам ничего не исправить. Не, перестаньте мат, оскорбление, мат, перестаньте делать, и все. Послушай, нормально общаться не умеете. Лоне, я с тобой нормально разговариваю. Когда вам неудобный вопрос задает, вы сразу на эмоциях выходите. Старайся не оскорблять, и получится дискуссия. Я с тобой нормально разговаривал, он мне даже спасибо сказал. Было такое? Я не оскорблял. Я хочу с тобой поговорить. Что такое? А? Что ты говоришь? Давай говори. Ну все, я говорю, вот ты сидишь здесь уже 1,5 часа, нам доказываешь, что ты глупый человек. Зачем ты это делаешь? У тебя все, что ты сейчас сказал, всю информацию, которую ты вылил со своего рта, она вся ложная, она без доказательств. Вообще ни одного маленького факта в этом. Ни одного маленького факта нет. А если тебе сейчас спросишь, скажешь тебе, послушай, преподнеси хоть какой-то маленький факт, ты скажешь, тогда интернета не было, да? Ты понимаешь, на каком уровне, Нет, как с тобой почему? общаться? Сейчас есть интернет. Как можно с тобой нормально сейчас же разговаривать? есть интернет. Нет, ну ты вот Подожди, сейчас, допустим, сейчас же есть интернет. Ну сейчас-то есть, да. Так я тебе задал вопрос, видишь? Я говорю, послушай, значит, получается, по твоей логике, когда не было интернета и проживает там в Грозном, и проживает там в Чечне, ты не знал, что Ельцин президент, правильно? Ты это не знал, потому что у тебя интернета нахрен Я не было. знал. Откуда ты знал? Откуда? Потому что... Как? Откуда? Что, как откуда? Я-то знаю, откуда знают. Ельцин, это я знаю, я говорю про этих двух евреев, которые тут были. Когда тебе говорят, обоснуй свои слова... Не надо перебирать мои слова. Будь мужчина, ответь за свои слова. Ты говоришь, интернета-то не было, откуда я знаю, кто они такие? Ну, я знаю, что они как-то относятся к власти. Откуда это вообще нахуй? Ельцина знают все в то время, понимаешь? Ельцина знают все в то время. Буданова знают все в то время. Я ответил, я продолжаю. Грачева знают, Шаманова знают.
послушай меня. Ну, Шаманова эти знают, евреи, Грачева кто такие знают. были? Да я Беркута знаю, что знают. знает, но ты не знаешь, Ну, понимаешь, в чем дело? Я Когда сказал, заходишь не знаю, сюда, не знал ты вот чтоб этих себя, двух. ты Блядь, понял, ты- что ты пробалаболился и тебя поймали на этом, прям вот так вот, да? Ты что говоришь, интернета не было, понимаешь? Подожди, Как с подожди, тобой- подожди. Как Вот с это тобой вот потом свои можно общаться, если ты жидовские балабол? вот эти манипуляции оставь, Какие да? манипуляции? Ты здесь Я сказал- ты через каждое слово доказываешь, что ты балабол. Как можно к тебе серьезно относиться? Вот тебе вопрос. А это вопрос серьезный. Меня Как меня тебе можно спросили, нормально относиться после этого? Когда ты явно нам доказываешь, что ты балабол. Тут у тебя, кстати, получается доказать, балаболы, что ты вы понимал. здесь, балаболы, Это, я это у тебя вот так вот получается доказать, что ты балабол. Вы просто перебираете слова. У тебя только этому есть доказательство. Твой Меняете язык, что ты смысл. балабол, и все. Продолжай. Как Аллах говорит Ты в Коране, назови имена тех, кого ты видел. Яхуды Назови. вот так вот перебирают слова, меняют слова местами, меняют смыслы. Где, что я поменял? Где? Мы Что я хотим знать, поменял? мы хотим знать, В том, кто что эти я люди. сказал, я не знал вот этих двух людей, которые были вовлечены во власть. Потому что в то время не было возможности узнать. Тех, которых ты знал. Вот назови мне тех людей, которых ты считаешь виноватым, и которых ты знаешь, кто является евреями, а особенно горскими. Я хочу услышать. Явлинский, Чубайс. Кто? Чубайс? Я знал, что Чубайс скажет. Надо было Чубайса в первое место поставить, он же рыжий. Чубайс не горский еврей. Нет, не место человек, горский, не горский. Какая разница? Ротенберг. Горский, не Я горский. причем Чубайс и Ротенберг. Ротенберг не горский еврей. Ну при чем с Назови горский, мне не горский? Он говорит, евреев. что они убивают детей. При чем с горский, не А горский? что я сказал, Да, что именно знаю. горские евреи Он сидит убивали? балаболит, говорит, что евреи убивают. Подожди, Какая разница, подожди, какие я евреи? сказал, что Горские, не именно горские. горские евреи убивал. Или Значит, же я если сказал, они не что- горские, значит, Ты можно их сказал, что брать это как-то. было да. в горском Можно доме. оставить. Ты хотел Подожди, сказать, что евреи, это было в только горском горские. доме. Ты хотел сказать, что это было в горском доме. У горских людей из Махачкалы. Вот кто эти люди? Кто эти люди, я хочу узнать. Я сказал, что мы виллу делаем. Подождите, вы мои слова перевернули. Да, как вы оставь эту хотите. тему, не Мы рассказывай делали больше. горским Оставь, евреям. забыли. Ты Вот в сказал этом уже, доме- рассказал. Я в этом сказал, доме что тебе мы не виллу тех, делали Не надо горскому возвращаться туда. еврею. У меня сейчас с тобой другая тема. Я говорю, что ты балабол. И ты не Лазик, можешь доказать подожди-ка, обратного. подожди. Балабол Воль, это ты. да. Балабол Да, это ты. ты просто сейчас сидишь, обзываешься. перебираешь Ты мои обзываешься слова. сейчас. Я не захожу, не Лазик, захожу. Лазик, подожди-ка, Вольф, твои вот эти вот, твоя история, она вот среди серьезных людей, она не работает, понимаешь? Ну, Ты где-то среди- работал. Это... Может быть, Я среди не серьезных защищаю, не я работает, да? я не Вы-то не защищаю, серьезные. Ажа, я не защищаю евреев или кого-то, я просто говорю объективно, что вот такие истории, они как доказательства не работают. Я не Давайте, сказал, если- что это если доказательство. речь- Я не ты сказал, меня что это слышишь, извините? доказательство. Ну тогда в Подождите. чем дело? В чем дело тогда? Я не сказал, что это доказательство. Я не сказал, что именно из-за этого я понял, что евреи вовлечены в это. Я это знаю еще давно. Это говорили наши предки. Ну, еще. зная это, ты идешь строишь. Наши предки не говорили этого, ты что? Валлахи, билляхи, таллахи говорили. Я тебе расскажу не одну говорили, историю. о чем ты Давай, говоришь, хорошо. Аудит, Ночью. Будет, не наговаривай, никогда предки такого Хорошо, не давай говорили. я тебе... Хорошо, я тебе расскажу историю, чеченскую историю. Своими пословицу. историями. Ты Смотри, знаешь подожди, все это, что евреи плохие. Подожди, Подожди, секунду. ну, Ты знаешь, что евреи плохие. Пусть расскажет, подожди, давай опровергнем. рассказывать чеченскую историю. У нас есть контраргументы. Хорошо, Давай, пусть ты расскажет, чеченец? рассказывай. Ты чеченец? Ты чеченец? Да, Адица. Хорошо. Рассказывай. Хорошо. Это пословица среди чеченского народа. Я хочу узнать, ты слышал эту пословицу или нет? Еврей пришел и сказал: я хочу купить у вас землю. Ему отказали. Он сказал: Тебе еврей интернет я сейчас дам вам выключил, столько-то тебя денег, тормозило там. Что за если чушь, вы... блядь, собачья, блядь? Да подождите, дайте ему рассказать. Да, дайте ему Евреи договорить. не на одну Ладно. пять земли не Дальше. претендовали на Кавказе. А Не на одну подождите, пять земли. Не на Если одну пять дадите чужой мне- земли, ты понял? Админ, выкини. Если вы мне дадите в Подожди. аренду землю, это Подожди, подожди, я тебя выключаю. Один момент, подожди. Чеченскую пословицу говори-ка на чеченском языке. Ты воин. На чеченском языке, как ты от предков слышал. Ты что нам здесь русскую пословицу рассказываешь? Да, кстати, да. Давай, ногчему это Адица.
Ногче Расскажи моталица. ее на чеченском. Ногче чуть тебя на Så alla norsk. Son der dorkish. Son shunyo alle. Dorkur dat son der eller. Sha so arch. Bilgal derken. Baham. Sha bahma hokul baham lur barshon. Shen lilda laht loish sha dechni lilosh. Ir shunyo. Sha üç dat is argando olkes. Sadel latsunes. Sadel shtaq elatso. Sha har şey yok mari Arşeyo ama on mari ilginç sam. Ostia çok doğuştu ikit. Oyun yok ahuta sluş. Horkom yok ahuta sluş. Цер şey iş politik yüksel. Разділяй і властвуй. Юка бігамба. Вайдемна це. Що кузвагаючин? Що ногче кіт це гашо. Ногче історії це гашо. Що ногче дубо, що кар, ну це трейдо, що що. І ногче вас, і соса ногче делишу. Соса ногче делишу. Дебилок, то, что ты сейчас рассказал, то, что ты сейчас рассказал, это русская пословица, понимаешь? И эта тема вообще про Палестину, дурак. Так, ну никогда за всю историю моей долгой жизни никогда не слышал никаких историй негативных про евреев. Я сейчас не защищаю, не оправдываю, я говорю объективно. Если кто-то слышал из чеченцев, пусть поднимется и скажет, что слышал. Я и впервые просто, для меня это открытие вообще, в общем, сюрприз. Позволите, один вопрос я задам Вольфу, и я больше не буду беспокоить вас. Вольф, скажи, пожалуйста, вот ты перечислил вот это евреев, которых вот по фамилии, да, ты назвал этих товарищей, да? Что они зачинщики войны, они виновники. Я правильно тебя понял? Ты их так определил? Да, он Ельцин оправдывает. Он говорит, Ельцин, он не сказал, что Ельцин еврей, но Ельцин его оправдывает. Да, Окей, я так что? могу сказать. Вот таких ничтожеств. На этом Меня было слышно, да, всё- хорошо. Не, я хотел тогда, если я не знал, он что-то не говорит со мной, хотел в диалоге с ним просто немножко побеседовать, Ну, минуты-полторы. он сейчас, у него с сетью проблемы, я вижу. И вот, просто он такое же ничтожество, как и многие другие, которые подвержены были пропаганде и которых оседлала ненависть, да? Вот это Подожди. Если вы мужчины, Вот, да, вот ответь, пожалуйста, если ты Если вы мужчины, подождите. Если вы мужчины, не перебирайте слова и не... Я для тебя больше, я твой пастух. Владик, сейчас, секунду, я вот просто закончить хотел с Леоном. Леон, ты здесь? Он там где-то Короче, в у него- Луценске, у него интернет плохой. Да, у него прыгает интернет, видно. Меня слышно? Вот сейчас слышно, да. Скажи, Да, пожалуйста, если вы Леон. мужчины, если вы мужчины, не надо мне приписывать то, чего я не говорил. Я никогда не оправдаю ни Ельцина, ни Путина, ни кого-либо, ни какого-нибудь, ни Васю, ни... Ты их оправдываешь? Нет, ты назвал фамилии. Да. Рамзана или еще кого-нибудь. Нет. Это твое мнение, что я кого-то оправдываю. Ты обвинил Ты имеешь евреев. право на свое мнение. Обвиняя евреев. Секунду. Лон, ты обвинил евреев вот в этих цифрах. Да, и их оправдал. Ты сказал, детских что они не жертв. виноваты. Я сказал, они тоже причастны, я сказал. Я Они не тоже, сказал, вот каждый кто- еврей. кто скажет- Я сказал, кто скажи, что... пожалуйста. Я Кто сказал, скажи, что те, кто развязывают, в основном те, кто развязывают войны, это сионисты, жиды. При русском президенте получается, правильно? Ассаламу алейкум. Скажи, пожалуйста, вот тех Ну евреев, ты которых ты назвал. почему-то эту тему не поднимаешь, как вот Ельцин, вот показываешь. Хорошо. У тебя у Зеру стоит Президент фотография русский. 40, Стреляли тоже русские. подожди, закрой рот. 42 тысячи детей, да? Ты почему-то слова не сказал про Ельцина. Ты вот, заходя сюда, ты не рассказал, что это происходило при Ельцине, что это происходит при Путине и происходило при Путине. Ты слова не Это сказал. происходило Слова. при Ельцине. Тебе Это помешали происходило какие-то при олигархи, как бы, да. Ты про виллу вспомнил, что у евреев есть вилла, и ты ее сам лично Не-не-не-не. строил, да. Тебя это задело, понимаешь? Тебя конкретно это задело.
Тебя задевает то, что они могут сидеть в политике, тебя задевает, что они могут где-то сидеть, как бы евреи, да. Но то, что тебя не задевает, когда президент той страны, где ты проживаешь, да, и сегодня ты уже доказал, что ты проживаешь там. Вот то, что ты доказал, что ты проживаешь там, ты спалился. Я закончу с вопросом. Ты спалился, что ты живешь в России. Вот этот вот твой лепет, да, это похоже, вот ребенок, да, вот когда он плачет. Хорошо, да, давай, хочет, все, вот, такие вопросы задают, молчи. На детский лепет. Закрой рот, вопрос тебе задают. Скажи, пожалуйста, теперь, вот выше перечисленных евреев, которых ты назвал. Тормози. Я сейчас закончу свой вопрос, потом ты ответишь. Хорошо, выше перечисленных евреев, которых ты назвал. Скажи, какое отношение имеет к Израилю? Это граждане чьей страны? Мы разве говорим про Израиль? Подождите, мы разве говорим про Израиль? Я разве сказал, что они имеют отношение к Израилю? Они сионисты. Этого достаточно? Все вы горские, не горские, Так, все вы друзья, пидорасы евреи. Админ. Во, зашел этот второй. Админ. Это козла убери отсюда. Смотри, вот этого уже выкини отсюда. Да, Вольф уже, позиции есть, давай ты немножко отдохнешь, другим просто он будет дальше здесь желчь разливать, и все. Подождите, давай я объясню. Не может, подождите. Он не может не обосновать, что говорит. Вообще, то, что он привел, все же слышали. Представьте, где-то он во Франции работал, там были горские евреи, и какие-то две личности туда прибыли, которые товар поставляли там из России для строительства этого дома. И они оказались какими-то неизвестными никому чиновниками, евреями, которые стоят за всем. Да, которые за всеми бедами стоят. Вот на протяжении 400 лет чеченцев мочат русские постоянно, не дают на ноги встать, не выжить, ничего полностью. Под русским собой Ельцин это высказывает на переговорах в 97 году, что 400 лет противостояния. Вот это все вы, евреи, вот эти два чиновника, понимаете? Все понятно, всем все понятно. Дальше. Человек, проживая, получается, Ибрахим, проживая в России, ну, как бы видно, да, что он живет в России. Проживает в России, проживает, получается, платит там налоги, я не знаю, как он это платит, чем он занимается, ну, по-любому платит какие-то налоги, как бы, своему же убийце, своему диктатору, как бы, да, вот этому православному. Заходит сюда и что-то рассказывает про евреев. Мало что, как бы, да, то, что он сейчас специально, намеренно, как бы, отказывается от того, что, как бы, да, вот не хочет он употреблять там Ельцина, Путина и так далее. Заметь, кстати, он ни слова не сказал про Путина. Это еще одно доказательство тому, то, что он живет в этом, блядь, ну, там у себя, где Мухосранске, как ты их называешь. Где-то Мухосранске, как бы, да, и оттуда вещает. Вот у него интернет периодически пропадает. И плюс к этому сионисты, вы идиоты, послушайте. Когда вы называете их сионистами, это прямое, ну, как бы, это доказательство тому, что вы говорите об Израиле. Сионизм связан только с Израилем. Вы, бараны. Да, вы говорите об Израиле. Минуточку, Лазик. Зеро, ты какого-то шпигуна поставил админом, он его постоянно поднимает. У тебя что-то проблема там... в том... Я вот не пойму, постоянно кто-то поднимает. Проблема в том, что, ребят, проблема в том, что на нас навешивают... Один момент, дайте порядок навести. Сейчас я посмотрю. У тебя в модерах какой-то шпигун, он этим занимается. Проверь модеров. Всех приветствую. Хотел просто быстро зайти, пожелать вашему народу независимости, процветания. Тут все свои модеры, Ибрахим, все свои. Вот, да, и чтобы у вашего народа все сложилось хорошо, у чеченского народа. Аминь, аминь, аминь. Все, благодарю всех, хорошего дня. Ибрагим, знаешь, какая здесь ситуация получается, ребят? Короче, он назвал 2-3 имени, и, соответственно, навешан на ярлыки на всю нацию еврейскую. Вы понимаете, какая проблема? В чем здесь она? Я, например, лично за всех евреев на всей планете не несу ответственности. Ровно так же, как и за Эпштейна. Каждый косячит по-своему, извини меня. Я не знаю, подожди, Лонд, это правильно? Подожди, не надо мне... Ты несешь ответственность за Кадырова? За кадыровцев, за Кадырова ты несешь ответственность? Админ. Все грехи возьмешь за них ты на себя? Админ, всех модераторов убери с модерки, меня оставь.
у тебя кто-то шпигун, потом по одному будешь добавлять. Всех убери, потом по одному, когда будешь добавлять, узнаешь, кто у тебя шпигун на театре. Тебя страшнит, что ты... Автоматическое Идиот. стоит, автоматическое. Не, ну есть такое, может, у тебя это, стрим когда начал открывать? Ты уже давно открываешь, не? Так, я этого... возможно, автоматом у тебя можно подняться. Я его блокнул. Сейчас я посмотрю в настройках, там, наверное, автоматическое стоит. Да, автоматом подняться можно. Говорите дальше. И сидит же крысеныш, нажимает на экран, нажимает тук-тук-тук, знаешь, что такое, чтобы поднимается, придурок. Короче, эта шизофрения с сионизмом, она никогда не закончится. Надо нам каждому, вот кто ведут наши, вот, да, это Лазик, вот кто. Нам надо плашку, что такое сионизм, просто большими печатными буквами писать. Что такое сионизм, чтобы они знали. Да, знают они, что такое сионизм. Они не понимают, что такое сионизм. Понимают, какие-то не понимают. Ассоциации какие-то понимают, которые несут ту же самую хрень. Они им это рассказывают. Не заметили с самого начала, кто эту тему... У нас были другие темы. Мы как бы про вот этих детей там пытались разъяснить, потом там с Казахстана якобы русская какая-то курсантка зашла. Потом зашли еще там, и зашел вот этот старый дедуля, якобы... Житомирский антисемит, который не знает, да, который украинского языка почему-то не знает, живя в Житомире. Дедушка старый, понимаете? И вот этот дедуля, он как раз один из тех, кто является создателем мозгов вот этих Ольга. Да? То есть эти мозги, они им засрали постоянно там с советских времен. А теперь уже религиозно это увидели, он там в конце говорил, у нас в Коране сказано, что вы, евреи, будете все изменять. Хотя такого аята вообще нет, это дебилов полный. Аделек, сколько раз им доказывали, уже доказывали, показывали, то, в принципе, как это как 2 + 2, показывали до 48-го года, вот, допустим, у нас, что в Израиле, да, происходит, история там каких-то палестинцев, псевдопалестинцев. Что думаешь, они до такой степени тупые, что они не понимают, что несут вранье, как бы, да. Есть прям тупые, да, согласен. Но основная их масса, это просто, да, они делают это специально, как бы, да. Ну, ты заметь риторику у них, мы, говорит, они разделяют Риторика обычная. Сионистов, ты понимаешь? У них сионисты отдельно, евреи отдельно. У меня вот это это хитро, почему? Почему они это делают? Потому что они что делают? Они делают сионистов, вот якобы сионизм, это какая-то политическая вот это жупел, партия, знаешь, понимаешь? Это служит жупелом для них. Мы, говорит, не нацисты, какие хрена, говорит. Мы против политической какой-то идеологии, как бы, якобы. Мы не против евреев ни в коем случае. Но почему подбирают слова? Потому что они проживают в Европе. Они могут проживать в какой-то стране, где за это как бы жестко наказывают, за нацизм, ну, там, за антисемитизм и так далее. Так тут они подбирают слова. Вот это еще одно доказательство того, что они не тупые. Они, твари, делают это намеренно, понимаешь? Когда он говорит, что я против евреев ничего не имею, я имею против сионистов, вот здесь уже доказательство тому, что он делает это намеренно, как бы, да, он просто конченый антисемит. И он намеренно врет. Я так понимаю, это человек ярый патриот своей страны. Он тоже, видимо, топит за Ичкерию, за свободу. Нет, я предполагаю. Это мое личное. Я так думаю, да, если он так переживает, там, критикует и так далее. Тех, третьих, пятых, десятых, все критикуют. Но так получается, он тоже патриот своей страны. Соответственно, он также, только по-другому можно назвать, например, любителя или там идеолога создания Ичкерии свободной. Это тот же самый сионист, как и мы, например. Только просто по-другому называется, наверное, у них как-то. Ну, это желание вернуться к тому... Да, желание вернуться за создание своего государства. Это тема уже проезжая, братан, это все это знают. Они не могут провести это знак равенства, ты понимаешь, вот эту параллель? Нам надо переставать им это доказывать, как бы, и рассказывать. Потому что если человек заходит уже после всего этого времени, тем более, когда ты его здесь уже знаешь где-то год, 1,5, 2, а тут в ТикТоке все друг друга знают. Какого хрена мы вообще им что-то рассказываем, доказываем? Они-то все это знают, понимаешь? Ты уже должен ему давать как вот определение.
отношения. Я знаю, что ты конченый антисемит, но о чем тут разговор? Как? И еще балабол, да, приехал. Если кто не помнит, он открыто сейчас, дня 3-4 назад, там, в эфире где-то поддерживал ИГИЛ еще. Вот это вот, белок. Вот. Методичка откуда-то, вот смотрите. Не, этого кто дебила, дает? я у тебя видел, помню. Вот. И вот Лазик. Шамиль тоже вот этот, видишь, вот этот Все баран, они по расскажем. методичке работают. Лазик, по методичку дают, они работают так, специально заходят. ТикТок, Телеграм, они методички дают, они работают. Ну да, ну, может быть и так, как бы, да. Опять же, я туда не влазю, я знаю, я когда слышу, как он разговаривает, как бы, я даю ему определение. По методичке работают, да. А откуда у него эта информация? Вот этот дед, когда начал говорить, я подумал, это из команды Ронина. Прям один в один, прям вот под копирку. Те же самые. Первые их. Вот Ронин, когда что-то говорит, допустим, ты вот сейчас его вспомнил, да, он когда говорит, он иногда даже смеется, он сам себе не верит, понимаешь, он такой сидит, как бы, да, что-то скажет, и ты ему вопрос такой, знаешь, такой наводящий задашь, и он начинает смеяться. И смеяться, искренне смеяться, как бы, да, он такой сам уже, в натуре что-то я переборщил, как бы, да, в своем этом вранье. Понимаешь, как бы, да, тут еще, их уже видно. Ребят, я могу в конце концов поздороваться? Попытка номер 3. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Не слышно было тебя. Нет, я пыталась вклиниться, но меня, наверное, правда не было слышно. Я не слышал, честно, Виктор. Честно, Да Виктор, нет, все нормально. Вы же знаете, я терпеливая, и обиды во мне вообще ноль. В общем, что я хочу сказать по поводу того, что понятие сионизм одни все уже выучили лучше, чем мы. Вот они раньше нас выучили это понятие. Им удобно так себя вести, они себя так ведут. У них в мозгах здесь вижу, здесь заворачиваю селедочку, простите. Да, и поэтому объяснять им прописные истины вот на уровне сионизма уже нет смысла. Честно. Они все знают. А вот народу Ичкерии я действительно желаю свободы и процветания. Так что вот как-то так. Пока врагов нет, я посижу тихонечко. Вчера у нас был стрим, и как раз мы затронули вот этот Международный день защиты детей, и кто-то из спикеров, кто-то из чеченцев сказал, вот весь мир забыл о наших детях, Международный день защиты детей не упоминают, а тем более наши вот эти вот радикализированные, обманутые чеченцы говорят больше о палестинских детях и каких-то еще детях, а про своих вообще не говорят. И вот этот человек сейчас зашел, он прям подтвердил вчерашние эти слова. Он зашел и начал обвинять кого угодно, кроме самих виновников этой трагедии. Полностью согласна. Для тех, кто сидит в диаспоре, да, вот тут у них как-то вообще ломается мозг. То есть свою страну они просрали. Я прошу прощения ко всем нормальным людям. Да, уехали за границу, сидят там на бесплатных плюшках и проездах, да, и при этом они борются не за свою страну, а за свою Палестину. Я скажу грубо, я скажу, наверное, очень грубо, и кому-то принесу большую... Вы не оговорились, они за свою Палестину борются, да. Смотрите, вот когда разбомбили Грозный, никто не смотрел, есть там мирные, есть там дети, да, потом пришла Россия и на костях этих людей построила новые дома. Кто-то там сейчас живет. И почему-то никто из тех, кто вот приходит и борется за Палестину, не назовет ни одного имени. Никто из тех, кто борется, так сказать, объясни, как бы вот... Они не борются за свою страну. Вот это вот и противно на самом деле. Они борются за какую-то мифическую пластилину только из ненависти к евреям. И все.
Ну, им, И им чтобы легче, Вики, правильно, им легче сидеть у себя дома, там, как бы, да, и вот этот вентилятор, там, воздух пускать. Почему? Ну, мы же мусульмане, да, ну, давайте отомстим кому-то, да, за ту обиду, которую вот нас мочат здесь, нас мочат там, допустим, да. Ну, мы слабые, как бы, мы А не вот сможем в себе разобраться. Ибрагим вот только что до этого очень правильно Владик, сказал, Вики. сколько... Да. Только что вот Ибрагим сказал такую вещь очень интересную. Они тем самым, вот они вот свою несостоятельность компенсируют, вымещают свою ненависть к евреям. Они тем самым компенсируют свою несостоятельность, то, что вот не смогли защитить свое тогда. Вы понимаете? Согласна, я Вот полностью они... согласна. И Я прям, да, вот это прям вот в точку совершенно. да, дело в том, что на самом деле мы-то можем их назвать совершенно спокойно импотентами не в плане сексуальном, прошу прощения, а импотентами в плане съеденных мозгов. Обиженки, обиженки. Ну, обиженки тоже, Лазик, можно сказать. Ты совершенно прав. Потому Коротко что и как бы и понятно. никто из них не попытался включить мозги. Вот тут сидели радикалы, я давно, примерно минут 40, сижу вас и слушаю. Здесь прошлись все радикалы, которых я знаю. Ну, большинство, по крайней мере, 70% точно. А радикалы какого плана? Те, которые против нас, хорошо? А против чего именно? Против нас, евреев, Ну, против они наших... против себя, Да, если да. это чеченцы, то они против себя тоже. В том числе. Радикалы, исламисты в плане. Ну, я не говорю плохо ни о какой религии, на самом деле, вы все уже меня знаете, поэтому как бы я не стала относить это к исламу, потому что поднимите сейчас любого приверженца этой религии, и после моего первого вопроса он взорвется так, что ему станет тошно. Ну, как-то так. Это Ой, правда. прошу прощения. Вики, я тоже не говорю ничего плохо против ислама. Вот не дадут соврать. Я тут просто узнаю что-то новое для себя об исламе. Ну, Я тоже очень много о исламе узнал. речь не совсем об исламе, да, а когда идет речь о радикальных там фанатиках, исламистах. То есть то, что надо подчеркнуть, радикальный фанатик-исламист – это как раз-таки тот, кто следует истинному исламу, как бы мы ни крутили. А истинный ислам что из себя представляет? А люди, которые как-то, скажем так, вот этот ислам, его упорядочили в своем обществе, там, пропустив через свои традиции, вот такое, это уже такая другая тема, да, которая... Ну так же террористы же делают, это же всем понятно. Те же самые талибы. Вы о чем? Я сейчас вообще-то что-то другое. Ну смотрите, я вам объясняю, что такое талибский террорист. Малолетка, по-моему, правильно, вытяжьте. Да, как-то не в такт, не в тему, потому что я пытался вот то, что Вики сказал. Где он? Кто он? Комментировать. Так, Вики вернулась. Да, я вернулась. Угу. Ну, смотрите, в принципе-то я все сказала. Я бы хотела поговорить с теми, кто против нас. Ну, вот, как-то так. Пока Мы что все заходят одинаковые. только бараны, Вики, заходят только бараны. Ну, Именно смотри. тупые антисемиты. Не умные антисемиты, ну и вот эти вот, которые делают намеренно. Пока что заходят именно тупые, которые верят тем. Ну, потому что их очень много. Реально, вот смотрите, баран пришел, кричит убийцы детей, да, вот здесь он, оккупанты, он же все давно знает. Вот внизу сидит 95 человек, да, из них очень много мусульман, я думаю, в хорошем смысле слова, и очень много, скажем так, антисемитов. Причем здесь без национальной или религиозной принадлежности. Но если мы будем говорить о мусульманах, я хочу рассказать о самой младшей жертве 7 октября. Семья бедуинов, мусульмане, женщина, покрытая мусульманка, ехали рожать. Кто знает, в Израиле едут рожать сами, крайне редко на скорой. Вот, они попали в засаду Хамас.
вырвались они чудом, но пуля попала женщине в живот. Женщину спасли, а девочка прожила 14 часов. Пуля Хамаса попала ей прямо в ножку. Да, и врачи не смогли ее спасти. 14 часов борьбы за жизнь для мусульманской девочки. Как вам? Вот если честно, вот, ну, пусть ко мне поднимется любой сюда, тот, кто нас ненавидит, и расскажет мне про детей в Газе. Что он скажет об этом ребенке? Ну, правда, 40 детей было убито 7 октября. Из них 7 мусульмане. Я знаю всех их по именам. Каждого по именам, по возрасту и как они погибли. Какой из радикалов придет и начнет мне здесь сейчас что-то рассказывать? Пусть мне расскажут те радикалы, которые кричат нам по религии положено убивать евреев. Пусть они мне расскажут историю врача в Сороке, врача-араба, который вышел через 2 суток после 7 октября. Он не вышел, его выкинули из больницы. Он сел там на бордюринку рядом, закрыл руками лицо и говорит: это не мы, это не наша вера, это не ислам. Пусть они расскажут нам о таких евреях, ой, о таких арабах, о таких мусульманах. Пусть они расскажут о тех детях в Газе, которые гибнут от Хамаса. Они об этом что-то знают или они просто не хотят этого видеть? Прошу прощения, я как-то вас напрягла, по-моему. Такая методичка не пришла им. Методичка придет, так будет говорить другое. Вы еще не поняли? Они работают по методичке. Вот и работает, они вот так ходят по интернету, по телеграмму, по тиктоку, другие, вот так и все работают. Им работа такая. Да, я согласна с вами, я не оспариваю ваши слова. О, Уна пришел. Да. Здравствуйте. Тоже не работает. Уна, у нас нет проблем. Диджей Гена на связи, ребята! ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد للشيطان من أسبابه حب. Мы будем дьявола из вас выводить! Дебилом сделал, говорит. Наш народ. Это ваш дед говорит, еврейский дед говорит. Это не сионист, не этот, он настоящий еврей. Понимаете? В России тоже так. По факту, да. В России идет еврейская идеология же. Это в России еврейская политика. В Кремле сидят, это ваши сидят, евреи. Там Путин тоже, Березовский, Абрамович, там еще кто-то, Пригожин, и все евреи, по факту. Можно спросить? Да. Вы сами откуда? Они все евреи 90-е годы. Они все служили вам. Их... Да. И спиздили из России до хуя бабла. 29. Витя хотел аппарат. По факту же это все ебано. Вы че, бля, закрывайте мою? Я тебе хотел. Я не рот. Откуда будете? Откуда Сейчас мы его поднимем, если он обещает больше это не сквернословить. Сначала пускай попросит прощения. Одну минуту, разрешите. Дело в том, что он будет говорить и не даст говорить вам. Выключить Он нельзя, заходит мы ко мне на стримы постоянно, и прилично вести себя он не умеет, и диалог вести тоже. Ну, ваше дело, конечно. Вот как раз это вот такой, который вот этих вот всех фудлаков, да, здравствует, с исламистскими наклонностями. Вот один из тех, кто их. Хотя вот ты его послушаешь, вообще полный дебил, там дебильные вещи какие-то. Абсолютно. Два слова связать, свою мысль правильно донести.
обосновать ничего не может. Включи микрофон 29, тебя, ты как будто бы там из унитаза тебе слышишь, нормально слышишь. Микрофон свой нормально включи, тебя как из унитаза издалека слышно. Еще раз, тебя не слышно. Выкинь его, эти идиоты, Свой микрофон, сделай с ним что-нибудь сначала. Не было. Игру оставим. Понял, мат за матом, кто говорит. Да, неадекватный какой-то. Я его не слышал просто. Его как из унитаза. Liebe Palästina, großer Zionisten. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe Palästina, großer Zionisten. Вики, таких парадов оставьте, пожалуйста, на нас. Как бы, да. Вы женщина интеллигентная, вам лучше их не слушать, честно. Вот таких парадов оставьте на нас, это так в футбол поиграть, как бы, да, по-мужски. Лазик, ты, наверное, давно ко мне не заходил, ты не слышал, как Я утром захожу, я просто я не могу подключаться, почему-нибудь не поднимаюсь, потому что я на работе, в наушнике стою, просто вас слушаю, мне приятно вас слушать. Спасибо. Нет, я срываюсь на маты, эта туна у меня тоже идет по всем сексуальным адресам, правда, не понимаю, почему. Я ему GPS подарю, чтобы он в следующий раз не заблудился. Как-то так. Сейчас, знаете, вот предлагаю снять петицию, написать, снять санкции с России, потому что, как бы, я как понял, чеченцы, ну, вот эти вот, которые исламисты, мусульмане, они, никаких претензий к России у них нет. Брайан, одну секунду, ведущий, меня слышно? Санкции с Россией. Меня слышно? Да. А мне Меня слышишь, а ведущий? Подожди, люди говорят, подожди. Одну секунду. Они заглушили, вас никто не слышит там. Внизу вас никто не слышит, они музыку поставили. Палестинскую музыку на всю эту, на весь стрим сейчас орет музыка. Брайан, можешь выйти, вот сейчас выйдешь и проверь. Вот, это как? Вот так, сейчас. Админов всех выключи, кроме Ибраима. Всех выключи. Все на стриме сейчас, никто вас на стриме не слышит там внизу. Они заглушили, музыку поставили. Гена ставит! Диджей Гена! Так, один Ибраим остался. И что с этим делать теперь? Что технически Да, ну-ка, я сейчас выйду, там внизу послушаю. Как это работает вообще? Вот ты говоришь, все свои. Вчера видел, сегодня утром, среди своих тоже бывает предатели. القدس وعكا نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب جنين الواحد منا يزهرها آلافا لن تدبل فينا ورقة تين Да, там реально, короче, так, разговор, да, там, или такая тема, Табах, Гарри есть такой, в Америке живет, он заходил и с него требовали, короче, сказать, что ислам это плохо, там, туда-сюда, просто вот эти наши тоже вот единомышленники какие-то, да, там, друзья, не понимают, что у некоторых людей в силу их политической деятельности, общественной деятельности нету возможности, как вы вот так сесть в интернет безликими, да, высунуть шашку,
вырвать ее из этого, из ножен. И говорить, короче, я твою мать, перемать исламу сделаю, кверху зады, ты какие-то Мухаммады, туда-сюда, извиняюсь за откровенность, да, за цитату. Вот эти вещи говорить не получается. Тут разные люди, вы понимаете? То есть кто-то может, обычно там в быту, кто занимается, ну, скажем так, не является ни политической личностью, ни общественной. У них есть такая возможность, у других нету. Поэтому тут из Табаха вот этого, его выступления, да, его там комментария или интервью, не надо делать полностью вывод, как бы, вот сюда заходите, общайтесь, здесь и евреи есть, и другие, давайте вот задавать друг другу вопросы там вместе, как бы, я не знаю, в каком-то полезном направлении двигаться. Так, смотри, у тебя там камера, что у тебя там, админ? Не знаю, что ты там делаешь. И просто Тойзан ушел, я хотел, он сразу как бы включил это, я не знаю, там, что за кулисье, за агрессия гуляет, да, я ему хотел просто по-нормальному объяснить, что здесь происходит. Вот такая тема, короче. Ему не понравился, я не договорил просто, Ибрахим, я не договорил тогда, так ему не понравилось, уже сказал, я потом зашел и добавил. Вот такое, это, я хотел вот... Иногда вот еврейские друзья какие-то, да, они полностью, я не знаю, покруче, чем вот эти там антитерроры, всякие саляфы, кто угодно, похуже этого могут и заматерить, и все что угодно сделать. Просто это, ну, как бы нужно видеть, да, участвовать немного в этих дискуссиях, каких-то там стримах. И просто не все это делают, не все это могут, не все себе позволяют. Мне вообще, мне наоборот сложновато бывает, как вот эти вещи говорить, там, кверху, сзади, там, муслики, пуслики. У меня, например, много друзей, знакомых, да, там, людей, с кем я пересекаюсь. Я вот здесь в общественном деле много участвовал, и сам 72%, как вы знаете, если что. Да. И сидеть здесь и говорить, там, муслики, зады, перезады, ну, как, это окей, когда не я это говорю, кто-то там говорит, я не могу никому это запретить. Ну, мне как бы тоже скажем так, не уютно бывает, да, вот когда эта тема вот так звучит, потому что потом с людьми, когда общаешься, вот это вот все потом раскидывают, там, вырезают ролики, вот этим занимаются, и ты, получается, там, с какими-то людьми, я не знаю, у нас есть, конечно, наши тоже соратники, которые ни с кем не общаются, где-то там забурились вот так у себя в норках, которые даже есть, сидят. И у них другая ситуация, они могут себе там маты, там всякие это позволять, ну, даже если бы у меня такая ситуация была, я как бы не сторонник того, чтобы там материть людей, а вот по существу, если есть религиозный фактор, ну вот такая, короче, ситуация. Я просто что хочу сказать, тут я наоборот не тут, а на своей, в частности, площадке, я наоборот пытаюсь тормозить евреев от некоторых этих там высказываний там. А тут у нас получается, что, оказывается, евреи наоборот спасают ислам. Это не соответствует. Мы их спасали не ислам, мы арабов спасаем, Ибрахим. Мы спасали арабов, спасли от колонизаторов. Можно тоже прокомментировать. Я извиняюсь, то есть, что моя мысль чуть не убежала, я с вашего позволения, да, честно. Я со всем уважением, да. Я просто хочу вот чуть-чуть добавить тому, что сказали, там, потому что в Европу мы принесли как бы им пользу, получается, да, но при всем при этом мы тут, вот Иргун, когда они вот употребляют, якобы там какие-то там истории, там, то, что вот что делал Иргун, Агана и так далее, как бы, да, еще до 48 года, да, вот когда они воевали с колонизаторами, да, с англичанами, чтобы отвоевывать свою независимость. Таковую независимость они отвоевывали. Они отвоевали независимость свою и еще 23-го арабского государства, чтобы вы понимали, да.
По 48 года, в 48 году должно было образоваться еще одно не еще одно, а одно единственное историческое маленький кусочек из того, что осталось, да, вот то, что приходили туда христиане, то, что приходили туда мусульмане, то, что приходили, там нас выгоняли, изгоняли и так далее. Мы в конце вернулись и решили забрать себе маленький кусочек, как бы, да, не то, что вернулись, там тоже проживали евреи, как бы, но еще какие-то евреи еще и вернулись к себе домой. И мы отвоевывали 2 государства. Вы вообще себе представляете вообще маразм вообще всего этого? И они нам еще предъявляют что-то. И тут получается, мы, евреи, отвоевываем Иргун и Агана, кстати, те, кого они называют террористами, которые якобы убивали там арабов и так далее. Они их называют террористами. Отвоевали им еще одну государственность, 23-е арабское государство. И при всем при этом они что делают? Они говорят, стоп, остановитесь, это все наше. Сейчас, говорит, этим пластилинцам, ну, этим арабам, проживающим здесь, палестинцы, они стали в 67 году, да, это другая история. И теперь они им говорят, выходите сюда, как бы вот эти вот, кто получили свою независимость на территории Палестины, это Иордания, там Ливан, часть Сирии, как бы Египет и так далее. Вадик, пожалуйста, не надо всю историю. Ну, реально, не все, хорошо, не надо. Секунду, хорошо, не важно, ладно. Лазик, секунду. Вы хотите, говорит, мы Лазик, секунду. Люди открыли, посмотри, что Зеро поставил. Они хотят обсудить свое горе. Не надо. А я говорю о их тупизме, Стелла, я говорю о их тупизме. Подожди, остановись на секунду. Ну, реально уже задолбала эту всю историю. Я даже не про историю говорю больше, а их тупизме я говорю, Стелла. Хорошо, остановись, пожалуйста, дай ребятам о своей горе поговорить. Хорошо, Стеллочка, я молчу. Да, спасибо. То, что Ибрahim сейчас сказал, во-первых, у меня нет никакой агрессии против кого-либо. Наоборот, я тот человек, который 7 октября, когда произошла эта трагедия, в тот же день, Ибрагим не даст мне соврать, у себя на эфире сказал, что последующий весь ущерб, который сейчас Израиль нанесет Палестине, это лежит на совести самих палестинцев, потому что они виноваты, напали и взяли заложников, убивая людей там. То есть я в этом точке зрения сразу высказался. Просто у меня сегодня проблема с исламом, потому что я вижу, как моих сородичей, земляков, через эту идеологию ислама настраивают против Израиля. Учат там ненависти, ненавидеть все еврейское. Я это вижу, поэтому у меня сегодня проблема с исламом, с этой идеологией. Я просто высказался, когда я услышал, что с исламом нету проблемы якобы, и поэтому у меня возник такой диссонанс. Я подумал, разве люди не видят, через что настраивают чеченцев против евреев? Именно через идеологию ислама. Поэтому я считаю, что ислам это проблема сегодня. Именно идеология ислама, которая пропагандирует ненависть к евреям, это проблема. Хотите вы это признать или нет? Я согласна с тобой, и мало того, это не только против евреев, это брать ваш генофонд, всю молодежь, вербовать, таскать их в Сирию, оттуда, откуда все сами арабы, сирийцы сбежали своими семьями спастись, ну каким-то образом с Кавказа тащат туда ребят, чтобы воевали с какими-то непонятными народами. Именно, сами сидят с вами, дружбу заводят, вот эти же арабы, живут у вас в стране, да, у вас с ними дружба тысяч да гладь, но приезжают к нам, все эти мулы, учат чеченцев ненавидеть вас опять же. И я вижу, как мой народ подставляет через эту идеологию. И поэтому я борюсь сегодня с этой идеологией. Я чеченцам уже говорила как-то ребятам, которые меня знают, что вам, чеченцам, я советую так же, как и нашим евреям. Вот смотрите, чеченцы воюют со стороны России, и чеченцы воюют со стороны Украины, да? В итоге вы будете виноваты, и как бы вы ни крутили, вы станете виноватыми, так же, как и евреи. Поэтому я говорю, ребята, мы и вы, чеченцы, вы должны за свой народ бороться, и только за свои интересы, и мы, евреи. Почему? Потому что как ни крути, в итоге мы будем крайними. Полностью с вами согласен. Как бы это сейчас поэгоистично не прозвучало, поймите меня правильно, как чеченец я преследую чеченские интересы. Пусть это звучит эгоистично. Секунду, вас очень мало. У вас не миллиарды, чтобы вы воспитывали своим народом. Не за этой стороны, если честно. То прошло, то что моя... Ну, как бы, это чисто мое человечество. Да? Мне сейчас, как бы, мой народ ближе к всего, и я вижу, как он
уничтожается. Со всех отношениях. И с точки зрения политической, и генетической, и культурной, и этнической. Его просто уничтожают со всех сторон. И главный инструмент уничтожения моего народа сегодня – это ислам. Ребята, ислам, будь то не ладен. Друзья, разрешите, я пожелаю вам хорошего эфира. Я выйду, мне пора. Или это завис эфир? Не, все нормально. Всего хорошего. Окей, спасибо, что подняли. Было приятно вообще. Адекватный эфир. Мне очень нравится. Спасибо. Хорошего, счастливого. Ибрахим, я также понимаю, что кто-то может играть политическую дипломатию с кем-либо, но мы с тобой сегодня не имеем на это права. Мы же видим, как наш народ просто уничтожается. Заходит какой-то вулф, неизвестно кто, и пропагандирует ненависть к еврею. И при этом называется чеченцем. Он не говорит, что я мусульманин. Он не говорит, что я говорю от мусульманских уммы. Он говорит от чеченской уммы якобы. Вот в чем проблема наша с тобой сегодня. Знаете, что проблема? Поэтому мы эту мразь пытались здесь как бы размазать. Ну, честно говоря, ей слишком много в этой мрази было уделено времени. Как я говорю, я с ним пофутболил, и его пинком под зад вышвырнул отсюда, дальше пошел. А ты вот видел, заметил ты момент, как он вошел сюда? Кто его раздраконил? Ты слушал здесь? Тедом Бирос, да. Ну, то, что женщина сказала недавно, что у нее там друзья хорошие мусульмане, и она прожила, я как вижу, в Советском Союзе. Да, у вас были хорошие друзья мусульмане. Вы знаете, что эти мусульмане сегодня мусульманский ум называют бид'атскими мушриками. То есть они по сути своей не являлись мусульманами. Нет, ты не понимаешь. У нее есть... И вот если они такие мусульмане, как сегодня этот Вулф были бы, они не дружили бы с вами. Истинный ислам это пропагандирует. У людей есть друзья, знакомые, которые не в курсе, они не знают, как и ты, что истинный ислам... Ну да, но по факту, значит, они не мусульмане. Да, вот что намекаю. Да. Ну, вот, были бы они истинными мусульманами, ты знаешь, что тебе было. Нужно сначала ее друзей, короче, тоже, их, короче, информировать, они тоже должны, то есть вот такая... Инсхажла, мадер дейтич, вай хузарц, агергер сегуй, оку соолча, ашин, сохуз юктиш, тваха, хейн квер хузады бош, и хум нештович, до халкач, خام خايوان نا غلامز دشبوي خاقدك تحقش تايوح ما ياتش تانا عن الله تاكيرخو زاد شي جуктеш ну квахен ждите я наоборот стараюсь избегать этих тем, чтобы передо мной... Я понимаю, что ты вот избегаешь эту хецу, ты проводишь свою дипломатию, я понимаю, но какой-то момент наступает, когда надо что-то озвучивать, иначе это будет вечно вот такой борьба с мельницей, как Дон Кихот боролся в свое время с ветряными мельницами. Это получается борьба с ветряными мельницами. Иногда бывает, надо эту проблему озвучить, поставить ее на вид. Умнешь, ты что на мельнице, и махнул как раз таки с ветряными мельницами. Ты просто воспринимаешь мои слова. Еще одно. А скажу Бога, что я хочу еще подчеркнуть. Вот почему у меня, например, когнитивный диссонанс, когда появился, когда я слышу от еврея, что с исламом никаких проблем, и от араба это не религиозное якобы. Но по факту ты, мой народ, твой народ остается голым. Остатки посередине оказываются самые виноваты. Это опять же. И почему именно за это ислама? Мы с тобой крайне оказываемся в этом конфликте с тобой. Вот что меня еще возмущает. И при этом это преподносится как чеченцы против, чеченцы ненавидят Израиль. Понимаешь, что, Изан? Вот если у меня есть друг, которого я люблю, и он себя обозначает как мусульманин, но я знаю, что в нем нету ни капли антисемитизма, и он ко мне с душой относится, то я не могу его прийти и упрекнуть, что он мусульманин, но он себя так обозначает. С другой стороны, те мусульмане, которые мои друзья, и которых я знаю, в какой среде они выросли, да, без ненависти к евреям, и те мусульмане, которых я знаю с арабской стороны, и что они пытаются навязать всему Кавказу,
Это и делает когнитивный диссонанс. И действительно, в первое время мне было очень стыдно и неудобно перед своими друзьями как-то критиковать ислам. Но это у меня прошло, я тебе скажу ровно когда. Когда я начала видеть, какое количество с Кавказа ребят, и даже с моей родины, где я родилась, Азербайджана, сколько антисемитизма идет именно под шляпой ислама. Вот тогда я переборол свое неудобство, не обидеть своих друзей, и подумала, если он мой друг, он меня поймет, откуда у меня это исходит. Ведь я не шла по улице и сказала, окей, давай ненавидеть ислам и давайте гнобить их. Нет. Я просто поняла, что в какой-то определенный момент все ребята с Кавказа, которые жили с евреями бок о бок столько тысячелетий, вдруг встали и начали каких-то арабов называть своими братьями и ненавидеть нас, и это все под шляпой ислама делается. И тогда я переборола вот это вот, и политикли мой коррект прошел. Прошел этот политик. Стелла, вы поступили как человек, да, с человеческой точки зрения. Вы постарались понять и поступили именно как человек. У меня к вам сейчас вопрос, просто любопытно, я просто для себя, да, галочку поставить. Вот ваши друзья, мусульмане, сказали вам, Стелла, прости нас, что... Да, извиняюсь, да, прости нас, что среди нашей религии вот такие люди есть. Да. Сказали вам? Да. Ну, тоже окей, тогда у меня нет вопроса. Даже один из этих друзей попросил меня, он написал на русском, и попросил меня это перевести на иврит, чтобы ивритоговорящие тоже понимали. И принес свои соболезнования как мусульманин еврейскому народу за то, что наших людей похитили, и то, что было 7 октября. Он сделал таких единиц 1-2, а мы пытаемся... Леон, я же не говорю, что они все мусульмане добрые, хорошие. Я говорю, я ему объясняю, у него диссонанс когнитивный, почему мы иногда вот так вот не всех под одно, да? Я ему объясняю, почему. Проблема в том, Секунду, Леон, у нас в Израиле тоже есть арабы, которые говорят за Израиль, которые воюют за Израиль. Они же есть, Леон. Да, их мало. Подожди, секунду, 2 разделять. Их мало, я согласна. Если мы говорим о друзах, которые... о друзах... Мы не говорим о друзах, мы говорим о бедуинах, которые мусульмане. Смотри, проблема в нашем мире, в толерантном мире, которые хотят все нормально жить, мы берем какой-то маленький процент, 1%, натягиваем сову на глобус и говорим, ну вот же, есть же в этом бардаке 1%, мы же, давайте сделаем нормально. И они этим пользуются. То есть, что получается? Смотри, надо смотреть здесь более объективно. Почему? Потому что я не могу сказать, что мусульманин есть хороший, потому что у него в его программе, в его Коране, который он так свято верит, которого он не знает, он не читает, но написано, четко он знает, подними сейчас Гузея, он тебе четко скажет, надо мочить евреев. Я с ним спокойно разговаривал где-то 3 часа. Я говорю, откуда такая ненависть? Он говорит, смотри, у меня в Коране это написано. Мне надо мочить и христиан, и евреев. Это у меня в Коране написано. И таких дебилов, 99%. А мало того, когда поднимается мусульманин и говорит, я не знаю Коран, я не разбираюсь, я такой толерантный, для меня еще больше красная лампочка включается. Для меня еще больше опасность. Почему? Потому что он вот узнает этот скоро. Да, правильно, Пахан. Это торпеда для терактов. Все. Понимаешь? А мы такие толерантные, мы сидим, давайте сделаем дружбу. А эти же этим и пользуются. Смотри, что случилось с Европой. Посмотри, что случилось с тем же Ливаном. Ливан, христианская страна, до кости, полностью. Там вообще мусульманами не пахло. Это вторая Европа была. Блин, сейчас показывают. Они же разломали, эти дикари. Они все поломали. Это как раковая опухоль. И когда мне говорят, ну ты должен быть толерантным. С чем я должен быть толерантным? С тем, что я живу здесь. Я вижу постоянно теракты. Я постоянно вижу войны. Мы приходим, помогаем. Кстати, это мы виноваты в этом 7 октября. Почему? Мы были толерантны. Давайте дадим им землю. Давайте уберем оттуда армию. Давайте дадим из наших зарплат, будем платить за свет, за газ. Давайте дадим еще Гуш-Катиев, которые были заводы, теплицы, налаженный бизнес в Европу, весь мир. Нет, не получается, не работает. Надо, вот как сейчас, вот правильно мы поменяли политику, просто сжигать их, бить.
И чтобы они стонали, чтобы они приходили в ООН, кричали... Леон, я не могу вот, твои вот... Не-не, я не могу вот это слушать. да, Ты- да. Ну ты- так нет. это проблема ваша. Пока ты не можешь это слушать, мы будем это жрать, это говно. А мы что, мусульманы? Да, Леон, потому что мы... Леон, не забывай, Я что не могу. ты не По можешь. статистике. Я Ты не могу не по можешь статистике. поступать и говорить, мы будем Стелла, сжигать и убивать. Потому что... Нет, секундочку. А когда ко мне приходит домой, убивает меня, Когда к я тебе могу не то, приходят, что... ты можешь убить. А я об этом и говорю. Ты когда-то видел, что евреи нападали на кого-то? Нет. Всегда нападали на нас, и мы давали ответку. Так поэтому мы будем сжигать, уничтожать и стирать. И чтобы третье поколение их не знало, что когда они будут к нам приходить, что мы придем 5 поколений, мы их уничтожим. Чтобы они знали, что мы их уничтожим, стерем и сожгем. Не надо, потому что никогда... Не нужно призывы насилия. Во-первых, аккуратно, тут эфир сейчас блокнут. Эфир блокнут, во-первых. Смотри, Во-вторых, да, скажем, секунду, вот это Леон, секунду, остановись на секунду. У меня к тебе вопрос реальный. Скажи, пожалуйста, как так получается, что ислам наш главный враг, но на евреев нападают и убивают постоянно в цивилизованных странах? Не объяснишь мне? Очень, объясню очень. Катар, Саудовская Аравия, и ты это прекрасно знаешь. И тот же Иран, они же, вот именно я о чем тебе говорил, ВОК. Сейчас нету такого левых, ультралевых. Есть большая программа ВОК, которая идет от демократов, которые, вот когда сейчас меня перебили просто, даже серьезные политики демократов в Америке стали и ушли. Они сказали, ребята, ну мы уже не можем, это уже никакие ворота не лезут. Все то же самое, это идет от них деньги. Почему? У них одна теория. У кого-то бизнес, у кого-то деньги, а у кого-то захватить весь мир под себя, весь ислам. И это проснется, когда в Европе это случится, ты увидишь, как демократия там будет, на каком уровне их толерантность сразу упадет. Там будут сразу же, как в Испании, когда вот этих дебилов встретились, да, на этих кораблях, дубинками отфигачили, вот так же будет еще хуже, еще более жестоко в Европе. Я очень извиняюсь, Леон, я очень извиняюсь, но я прямо вижу это ясно для себя, как Запад и вся Европа поддерживает этот исламский мир. И если я возьму тебе в пример, как где это было в Абу-Даби, или где это было, где раввина убили 3 узбеков, как они за неделю нашли этих узбеков, судили их, и у них была казнь. Я не вижу, чтобы хоть в одной европейской стране защитили еврея. Нас евреев там убивают даже на праздники. Ты посмотри, пришел их депутат или кто там он был. У него, блин, целый строй был защитников этих полицейских. Но когда сделали на праздник евреям, поставили 2 полицейского, зная, что есть угрозы. О чем это говорит? Да все Европе плевать на евреев. Они будут говорить, пусть евреи убивают с этими мусульманами, а мы будем сидеть в сторонке, отлеживаться и ждать, пока друг друга эти перебьют. Правильно, ну это ты говоришь, есть антисемитов, никто не отменял, не прыгай тему. Они это делают, но они в то же самое себе в ногу стреляют. Они же проплачивают. Кто их проплачивает? ООН это кто? А вот кто такой он? Давай, расскажи мне, кто такой он. Да, ты мне расскажи, кто такой он? Кто меня... Кто создал... Таких настроений, к счастью, здесь еще нету. Вот, таких, чтобы... Он, большинство, арабские страны, тот же Катар, та же Саудовская Аравия, тот же Иран, те же все, Бахрейн. Франция, вот Италия... Рестораны, Францию которые купили, открыто пишут, евреям входа нет, и ни одна тварь там не встает и не говорит, ты какого хера пишешь у нас в стране такое? Во-первых, это хамелеоны мусульмане. Так это хамелеоны мусульмане. Во всех, кстати, всех купили, в Италии Стелла. вот это дело, оно в последние там пару-тройку лет в Италии, вот даже какие-то сувениры с вот этим Адольфом Алоизовичем Говнюком. Да, у них бутылки с напитками дорогим. И всех купили, о чем я тебе говорю, ты подтверждаешь мои слова. Да какая разница? Мне какая разница, что ты рассказываешь, что их купили или не купили? Я тебе рассказываю о том, что я не вижу только в исламе вину. Я вижу и в Западе тоже вину, и эту ненависть, где им легко сидеть, отсиживаться. Странно, пусть мы друг друга будем убивать, а они будут сидеть на своей заднице тихо. Это не везде.
Это не во всех странах. Вот, Стелла, ты например, перекинул на другую тему. Стелла, такое- ты перекинул за на такое другую дело- тему. Я тебе говорю, что есть в Европе антисемитов никто не убирал. Половина, большинство купили, это никто не убирал. Но ты перекинул эту тему, потому что у тебя какой-то 1%, всего в мире 1%, он толерантный, он говорит, они играют дурачка. Ну, понимаешь, нельзя так. Надо тоже быть... А вы не Нет, думаете, Леон, что... Леон, ты а со вы не своими думаете, процессами, я не знаю. Пока что на Израиль, да, европейцы не нападали. Да, они поддерживают мусульман, да, их там купили. Что ты говоришь? Что из тебя не Ну, европейцы давай. убивали, да, Леон? Подожди, тема, мы сейчас говорим... мы Секунду, щас твой говорим- народ истребили не европейцы, да? Это, оказывается, были бедуины. Да перестань, Леон, ну... Послушай меня, наш народ Стелла, настрадался ты так примерно любишь- от всего Стелла, мира. Стелла, Пожалуйста, Стелла. не лицемерь, я ненавижу лицемерие. Стелла, ты берешь тему на тему, прыгаешь. Когда... Просто ты хочешь гнобить только ислам, а я хочу говорить правду, когда касается еврейского Хорошо, народа. когда европейцы на нас нападали? Хорошо? На И Израиль. христиане На Израиль. нас тоже долбили, убивали и хотели, чтобы мы приняли христианство. Так же, как любые народы, которые были в регионе всего Кавказа. Как все кавказцы приняли христианство? Потому что российские царства приходили, делали набеги, отбирали их богатство и превращали их в христиан. Давай не отбеливать людей. Это делали Стелла, христиане, или ты- и это делают Стелла, или ты мусульмане, и меня- это делают Слушай меня, все, Стелла. которые думают, что могут пользовать Стелла, твою религию в Или этом. ты меня... Ну что ты орешь, не понял. Вот ты что ты орешь, не могу понять. Леон, потому что я люблю справедливость. Я не люблю, когда Так мне я тебе втюхивают, сказал. что только Просто мусульмане. тебе не. Да, в Я тебе- исламе есть проблема, очень серьезная проблема, но она была и в христианстве. И, Стелла, наверное, если ты будешь орать, и, наверное, ты ничего не ислам должен докажешь. получить большой удар в свою сторону. Стелла, Наверное, если должно ты это будешь случиться, орать, чтобы они очухались. Стелла, если ты будешь орать, это Я не ничего ору, не Леон, докажет. просто я Ты не просто могу, не услышала. я хочу тебе сказать, Ты ты говоришь- меня не слушаешь. Нет, ты говоришь мои слова, но потом переворачиваешь мои слова, и потом прячешь против меня. Потому что слышишь только тебе, что тебе выгодно. Я тебе тоже повторяю 10 раз, что Европу купили мусульмане. У некоторых политиков, других деньги, видимо, ты надо тебе больше разжевать, да? У других антисемиты, а у мусульман, которые говорит, как говоришь, у них одна цель – захватить под себя ислам, каждую территорию. Вот и тебе ответ. Но. Я тебе, Леон, я тебе другое скажу. Не ислам купил Европу, а Европа хочет использовать ресурсы, которые под мусульманскими странами, и это идет обоюдное блядство, в котором еврейская кровь дешевле их нефти. Ясно тебе? Они ради того, чтобы покупать дешево нефть, готовы нас продавать. И это Можно обоюдное притормозить блядство уже? Европы, Запада и арабов. Я тебе же об этом и сказал, кстати. Ты об этом не сказал. Они Ты все сказал, что мусульмане покупают Европу. А я тебе объясняю, что это обоюдное блядство. Нет, не они покупают, а это обоюдно. Они тоже в своей политике, послушай меня, они в своей политике используют этих арабов. Они их притаскивают, этих всех тупорылых, которые не читают, не пишут, которые чпокают баранов. Они их приводят в свою страну, и эти леваки хотят их голоса тебе. Таким образом, они свою демографию и свои голоса леваки меняют, потому что тащат их к себе, потому что их образованный народ не будет за них голосовать, понимаешь? И вот так они пользуются. Работает политика, она грязная. Браво. На самом деле так и есть. Потому что именно как раз здесь и идет подмена вот этого вот левоцентристов, особенно ультралевых, да? Они понимают, что у них нет электората. Красиво берутся слова в самом начале. Свой электорат Секундочку. исламистами. Да? Секунду. Берутся красивые слова, то, что я объяснил. Или недопонимают, или понимают, но переворачивают. То, что я сказал, что они потом сожрут вот это говно ложкой, те же европейцы, через пару лет у них будет 7 октября. Это очевидно. И тогда мы будем сидеть, смотреть, кушать попкорн, но вы увидите, какая толерантность в Европе пройдет моментально. Очень пройдет моментально. Стелла, у европейцев нету аятов как бы там с камнями там и деревьями, как бы с вероотступниками, рабством, там, я не знаю, с ПДФ и всем остальным. Совершенно верно. Их скоро не будет, Пахан, я тебе говорю, их скоро не будет, европейцев, они не рожают.
Они женятся в позднем возрасте, они не рожают. Половина из их девушек уже арабизированы и исламизированы. Поэтому их национальности будут снижаться. Они через 50 лет вообще не будут видеть своих. Они будут видеть только мусульман и смешанных, понимаешь? И они сами это себе сделали. Никто им это не сделал. Они сами это себе делают. Они уже меняют политику. Если ты не замечаешь, последний год они уже политику меняют. Ну вот я как раз об этом и сказала, что есть страны, которые леваки уже проигрывают в выборах, что все показатели показывают о том, что правые будут подниматься. Обычно правые, они, да, видят в Израиле сотрудников, и да, видят в том, что свой национализм и вот это вот все, что у них набегает, вот эта вот темнота к ним, это все надо изгнать. Они начинают, да, просыпаться. Но вопрос, получится ли у них это сделать, и смогут ли они перебороть, потому что слишком большой процент набежал вот этих вот, да, арабоязычных или там пакистанцев. Поэтому будет там 7 у них октября, и когда вся бюрократия у них исчезнет, а мы будем кушать попкорн и будем обсуждать их. Леон, ты видел, как французские полицейские, убегают от этих вот мусульман? Сейчас они Париж сожгли, они остановили машину полицейскую. Да подожди, сожгли. Полицейские боятся зайти в своей стране, что-то сделать, потому что их машины сжигают. Это законы такие пока такие законы, и это хорошо. Так, как ты хочешь, чтобы они боролись, если они боятся своей тени? Полицейский, вооруженный полицейский боится человека. Как ему он с тобой разговаривает, если я тебе объясняю, ты говоришь мне опять? Потому что у них такие законы, пока не прольется кровь, Стелла, услышь тоже. И потом начнется у них это гува, ответка пойдет. Эта кровь уже поливается, Леон, но это же ложь сплошная. Посмотри, в Германии, во Франции, вообще во всем Западе насилие их девочек, сексуальное насилие делается именно этими мигрантами. Что они делают? Они это, вот любое, кража, убийство, насилие, они все это скрывают, по-другому преподносят или не говорят. Ведь, правда, ребят, скажите, кто в Европе живет? Как у вас там? У вас же запрещено говорить национальность человека, который сделал насилие или убийство или что-то, правда? Это считается... Для чего это делается? Почему это происходит? Это кроме чеченцев, остальных национальность говорить запрещено. Чеченцев в газетах огромными буквами пишут. Спасибо тебе, Ибрагим. Ты только подтверждаешь, что я права. Они это делают. А почему они так? А я тебе скажу, дети же живут, их дочку могут изнасиловать. Я тебе скажу, почему, Зеро. Тогда, когда у них была политика, что надо всех этих беженцев привести как трудяг, которые будут работать, а на самом деле получилось все обратно, что они у них на шее живут. Сейчас им нужны эти голоса в политике, понимаешь? Левакам нужны эти голоса. И если они будут говорить правду, это даст им по двум сторонам. Одно, это политики проиграют голоса вот этих вот бешеных. Второе, у каждой страны есть оценка. Оценка, как это называется, как-то криминала, да, например. Есть страны, в которых находятся на 3-й стадии опасности, да, что там воруют, нападают. Есть страны на 2-м, есть на 1-м, есть вообще там 0. Можно ходить, вообще никакой опасности. Значит, для того, чтобы этот уровень опасности не поднималась, чтобы туризм не прекращался, они обязаны показать, что страна безопасная. Поэтому им нужно нападение антисемитизма скрывать и писать как просто какие-то личные разборки. Насилие сексуальное записывать как просто домогательство, понимаешь? Чтобы этот уровень оценки опасности, уровень опасности жизни в той стране не повышалось. То есть есть два аспекта в этом, зачем они делают это. Я тебе расскажу другую историю. Давай, может быть в интернете, то, что вы там логика, ваша эта теория быстро разбивается. То, что арабы сделали, купили, то, что я говорил, видимо, надо так по-другому, с фактами, как я люблю. Купили политиков и кто опять же подчеркиваю, кто из-за деньги, из-за денег, кто из антисемитов. Но если вы вбьете, скажете, как исламские партии поднимаются в Европе, вы увидите очень большой результат. В Германии там, в Нидерландах ДНК какой-то, в Бельгии там Темфорд, что-то такое, во Франции ЮДФ, они голосуют за мусульманские партии, им насрать на этих левых, да. Потом левые приходят к этим мусульманским партиям
присоединяют их к себе. Вот и все. Они понимают прекрасно, уже четко и ясно, потому что левых, ультралевых, опять повторяю, их нету. Есть программа ВОК, которая это все создала. Вот эти лозунги, давайте это оставим. И они понимают, что они в большом кольце, потому что их купили за деньги, и сейчас у них большие проблемы. Пока не прольется большая кровь в Европе, да, эта тема не остановится. Почему? Потому что уже, как сказал Пахан Арабов, они уже именно вот этот левый, ультралевый понимают, что они уже в кольце. Где поднимаются правые партии? Очень сильно начали в Нидерландах, в Англии пока что просыпаться правые партии. Очень сильно причем. В Германии проснулись такими мыслями. А кому, по-вашему, выгодна дестабилизация в Европе? Теперь что пострадает? США, наверное. Какие люди могут пострадать от этого, которые вышли из ислама и они будут просто носиться за теми, которые будут якобы похожи на мусульманина. Потому что, опять же... Почему США выгодно, можете обосновать? Демократы изменили свою вот эту всю политику, если ты видишь, да? Они ставят четко и ясно именно мусульман, если обрати внимание. В штате Нью-Йорк, в других штатах, тут же вот эту дуру, которая поддерживает ислам. Это называется программа ВОК. Если вы знаете, какая программа ВОК, почитайте, вы расследуйте, вы все поймете. И вбейте в интернет, насколько именно мусульманские партии поднимаются в Европе. И как все это работает. Так что вот эти теории, лозунги, крики, эти теории, это все пустое. Все пустое. И вспомните мои слова, когда будет взрыв в Европе, а он уже нарывается, да, пока что французские полицейские, в Нидерландах, мусульманские партии в Европе. А? Мусульманские партии в Европе. Вот я тебе зачитал сейчас. ДНК, это ДНК, что-то в Нидерландах, в Бельгии, там Темфолд, что-то такое, очень популярность. Во Франции ЮДФ, там в Германии ДАВА. Вот кто в Германии? В каждой европейской стране есть интернете, партия, вот я вижу. Да, но посмотрите, какие проценты они забирают, сколько мандатов они берут. Вы охренеете. Все же мусульмане голосуют именно за них. Не за каких левых, не за каких-то других там демократов. Именно они туда идут, за них голосовать. И они очень сильно заходят в левые партии. Поэтому вот эти все теории купить... Леон, можно вопрос? А вот, допустим, мы вот сидим здесь в эфире, да, мы хотим понять. То есть, получается, значит, общество делится на два лагеря. На происламистов и на тех, кто за какой-то свободный мир, да? Не за... Больше даже лагеря. То, чтобы, допустим, кто-то, чтобы весь мир попал под гнет каких-то исламистов, да? Тут больше лагеря. Да. Ты побежал вперед. Это в будущем потом будет делиться, когда пойдет большая кровь. Сейчас делятся антисемиты, которые купили, которые имеют какой-то план. Уважаемые евреи, а сейчас то, что творится Израиль, Палестина и везде бомбит, это небольшая кровь, да? Опять ты и я, да? Опять ты пришел? Заскочил. Я тебя недостаточно... Какой тебя ислам делали? Скажи мне, а где мы... Короче, что делал ислам? Ислам? Ты займи свои дела, короче, потом завтра будешь отвечать за каждое слово. Нетаньяху скоро закончит эту войну. Скоро закончит. За себя все они скоро в Израиль зайдут. 2 миллиарда людей против себя вы делаете. Скоро Нетаньяху закончит вашу войну. Успокойся. Евреи могут пострадать, потому что ты 69-й говник. позе. Скажи мне такую, как маленькая страна Израиль, да? Постоянно, когда вы на нас нападаете, тихо. Давай по очереди. Ислам в покое, блин. Ты говори, подальше от мусульманам ислама. Говори что-нибудь. Ты в Европе живешь. Говори про Россию, про Украину. Я живу в Израиле. Тихо. Леон, подожди секунду. Ты, блин, везде вражда делаешь. Рот закрой. Ты пошел к Хафизу. Рот закрой.
Ты зашел в эфир к Хафизу и начал предъявлять, Халифат, почему наоборот, ты евреям Да уважал. рот закрой, я Даже говорю. евреи признавали, что Алло. единственное время, которое Алло, рот нормально закрой жили свой. евреи, это было про Тебе выгодно халифат. прийти, чтобы Раввины мусульмане еврейские, они признают. Подожди, тихо, тихо, рот закрой, тихо, спокойся. Тебе выгодно, что мусульмане придут ко мне в Израиль, будут нас уничтожать, а мы будем молчать? Ни хрена. Вы будете получать. Пошли, Нетаньяху. а потом 2000 лет тому назад евреи там жили. Не надо ныть, успокойся. Значит, он пошел к Сука, что Слушай, ты вообще будь как мозги мужчина. у тебя жопа, если Получай мозги. по Зеро, мозгу. почему у меня не работает модератор? Закройте его, этот, что вы ему То есть даете тебе говорить выгодно? эти гадости? Я не Смотри. знаю. Тебе Вроде выгодно. дал. Не могу на микрофон закрыть. Вообще я не знаю, что. Подожди Ислам, секунду. исламский партия, ислам. Потому Сейчас что посмотрим. ислам Тебя постоянно что, это нападает. мусульмане изнасиловали, Ислам что ли? потом получает, Живи свою ислам жизнь потом ноет. сначала. Где бы ты не был, обезьяна. займись своими делами. На самом деле так, я так могу сказать, вот такую, да, полезную мысль. Я думаю, на международном уровне нужно просто понять такую суть, что какую идеологию несет эта религия, да, с чем она связана и зачем она завуалирована, да, обнародовать это и действительно принять соответствующий закон. Я думаю, основной закон будет исходить только от Израиля, потому что только мы знаем корень. Так смотри, бро, в какой религии, подожди секундочку. В какой религии другой дозволяется рабство, То есть они запрещены его трогать, понимаешь? женитьба на двоюродных сестрах, выходящих из их религии, секир башку делать тем, кто вышел из ислама. В каких религиях вот такие вещи есть? Мне Малахоль ответит такую вещь. Вот и все, поэтому это и говорится, то есть обуславливает их идеологию. Это обуславливает их идеологию, которую надо запрещать, вот и все. Ответь идеология. Абдуллашка, скажи мне такую вещь. Когда Израиль нападал на арабские страны? Давай. Сука, Израиль откуда появился? Пошел палестинцам. Тихо, подожди, тихо, не ты что, шлюха, что Когда да? Скажи мне, ты вообще говник? То, что откуда ты шлюха, появился я знаю. Израиль? То, что ты ему... Тихо, спокойно. Леон, подожди, ты слишком какие-то серьезные темы говоришь. Сначала вообще спроси у него про историю Израиля, Палестины. Леону, Ибрагим, Леону пофигу. Ему главное что-то сказать. Ему вообще пофигу, слушать его оппонент или нет. Шалом, еврейчик. Шалом, наши евреи. Я Израиль основал сам Аллах. Сам Аллах основал Израиль, аузубилля. Кстати, да. Что это за терки? Да. Однозначно. Сура 5:21. Да, на самом деле так и есть. Израиль основал сам Всевышний. Не Аллах, тот, который был идолом там у них. Насколько в заблуждении находятся врагами Аллаха являются мусульмане. Просто вдумайтесь, посмотрите. Аллах основал Израиль. Римляне, мои братья-язычники, там сделали Палестину. Мусульмане отрицают Израиль, который основал Аллах, и выбирают Палестину, которую придумали мои братья-язычники римляне. Вот такие вот мусульмане. Маша Аллах, Аллах Ябар. Да потому что самая первая заповедь, да не будет у тебя других богов, кроме меня. Это о чем говорит? О том, что не может быть, он Господь всех Господ. То есть все, которые идолы были, и все, кто подчинялся идолам, спустя еще 3500 лет после появления Торы, они обозначили себя как язычники. И даже сегодня, применяя языческие литургии, отстаивают свое единоверство, хотя на самом деле основы его нету. У них нет основы. Самого главного, это того, что не зашло с неба. Да? То, что секундочку, Илья, у меня к тебе вопрос. Как так получается, что на свете есть миллиарды, миллионы людей, язычников, но они на тебя не нападают убивать? А именно те, которых ты называешь единобожниками, мусульмане, именно они, у них написано, у них аят, что ты самый злейший враг их.
А? Как так Да, получается? ну потому что мусульмане, я не считаю мусульман единоверцами, или как это говорится, ну, которые Ну, они то, что тебе единого не века единоверцы. Бога. А, ты их не считаешь единобожниками? Почему? Они верят... То есть единобожниками, да. хотел Подожди, сказать, да. у них у них очень много вещей переписано от нас, иудеев. Они верят во всех Ну, наших это переписано. пророков. Но суть применения нету. Суть применения руководства. Просто я тебе нету. хочу сказать, что лучше пусть они будут не единобожниками, пусть верят, как, не знаю, индусы там или еще кто-то. Пусть лучше они верят в корову, чем вот как мусульмане, потому что Стелла, мне не надо, понимаешь, чтобы что люди происходит, верили в Стелла? одного Бога, но Согласен, постоянно абсолютно желали согласен. кого-то убить, понимаешь, во имя этого Бога. Стелла, понимаешь, что происходит? Мало того, я Язычники... даже более добавлю, послушайте, я добавлю Стелланы слова, как бы, да, дополню их тем, что сама суть вот этой лжеидеологии вводит их в ступор. То есть та основа, которая должна быть у человека, они этой идеологией выбили основу у народов, у коренных народов, которые веровали в веру в своих отцов. И сейчас этой основы у них нету, у них отняли эту основу, у малых народов, даже у тех же, допустим, чеченцев, у тех же черкесов, у тех же остальных народов Кавказа, допустим, если мы говорим в рамках Кавказа, да, то у них нет теперь основы, им подложили и подсунули свинью в виде ислама, по которому они обязаны идти, их обязали кровью и мечом и потом ихних отцов принять эту веру. И теперь они заложники этой веры. Кто обязал? Вот в чем суть. Кто обязал? Ну как кто? Тот, кто пришел и навязал ислам им. Тот, кто Теперь приходил и навязал ислам. Разговор о язычниках. Да? Язычники, во-первых, Всевышний никогда не говорил... Всевышний никогда не говорил, допустим, такую тему, да, говорит, он говорит, народу Израиля, говорит, уверуй в меня, как бы, да, и все. Ну, он дал какую-то конституцию, как бы, через нас, передал другим. Он не против того, чтобы какой-то другой человек был язычником. Муся, как дела, Муся? Ты когда я с этим разговариваю, вот этим полупокером, да, я прекрасно понимаю, что вот подняла сюда такая наш малохольный, поэтому Абдулашка. У меня просто у меня телефон зазвонил, извиняюсь, Леон, секундочку, я сейчас, можно, если твое позволение, даю все быстренько? Ни хрена, все, я мне молчать. Не тебе, я говорю, я докладываю. Блин, Леон и Лазик, если вы оба в эфире, это пиздец. Язычники, нет, по поводу язычников, да, вот то, что Бхарма тоже говорит, он говорит правильно. Язычникам не было даровано уверовать в Всевышнего и так далее, как бы, да. Есть какая-то конституция, которая перешла к ним через Ноя, как бы, да, вот, и все, там не спи со своей сестрой, там, не спи с папой, с мамой и так далее, как бы, да. Но там не было ему лично, как бы, да, сказано, уверуй в меня, да, как Всевышнего и так далее. Язычники, живи, как бы, ну, живи по этой конституции, которую я тебе даровал, допустим. Ну, я даровал тебе ее через евреев. Ну, как я это знаю, как я в это верю. Никакой язычник не должен становиться мусульманином, ни христианином и так далее. Он мог оставаться, ну, как бы, может уверовать в Всевышнего, но это сугубо личное его дело, как бы. Но нету такого, как бы указания, да, вот от Всевышнего, как вот, допустим, евреи в это верят, чтобы он стал верующим, там, и познал Всевышнего, как познали его иудеи, допустим, да. Тогда это было по-другому. Нету такого, нету. Они сами себе придумали, получается, что придумали. Они придумали сами себе веру, и говорят, мы знаем, что евреи получается. Ну, как я это вижу, опять же, я не хочу никого не оскорблять, никого обзывать. Я довольствуюсь, как бы, логикой, да, происходящего. Они сами, получается, как бы, себе, да, назначают как командира, как бы, да, вот, пророка себе. И говорит, да, вот все, теперь он нам расскажет, как мы должны верить в Всевышнего. И он им рассказывает, мы должны верить так-то, 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 короче, и они начинают верить вот так-то, так-то, так-то. Это переходит с рук, с языка на язык, как бы, да, этот язык доходит туда, куда он доходит. Все. Никогда вам не говорил Всевышний, нигде не прописано, кто прописал вам. Вам конкретно, у нас, допустим, прописано в Торе, что Всевышний сказал Моисею, пришел и так далее. Ну, есть какая-то история. Что у вас там прописано? Ну, честно, ребята, ну, хватит, да.
Язычники, язычники это неплохо, атеисты это неплохо. Вообще никогда неплохо. Будьте кем хотите, как бы, да. Я даже более добавлю, что они идеализируют... Зачем вы выдумываете сами себе веру и говорите, что вы единоверцы? Я сейчас объясню, почему они так делают. Они делают это по подобию того же еврейского откровения, потому что они поняли одну суть. Их предки тоже поняли одну суть, что то откровение, которое было на горе Синай, оно сакрально, и оно действительно имеет место. И даже те, кто не верил до этого в это чудо, все-таки нашлись те, кто действительно осознал это, понял это, да, и этим как бы подтверждал, что... Сейчас, секундочку, я сейчас закончу. Да, у тебя микрофон включился. Ну, нет проблем, как бы мы тебя не хотим, но если хочешь стать иудеем, как бы, ну, пройди какой-то там годовалую, как бы, 1,5 года, пройди какое-то там, какое-то учение и стань, может, евреем. Все. Стань единобожником. Дело в том, что никогда не обязывали никого стать евреем. Нет. Дело в том, что прописаны 7 заповедей, которые Ноах должен, которые еще от Ноаха идут. Вы меня слышите, при чем здесь эта тема? Да хоть ты будешь буддистом, каратистом, кафуистом, Нет, просто мы говорим о этих религиях как о политизированных инструментах. Не, разговор о другом, о том, что Лазик, якобы... почему меня прибавите? Секунду. Говори. Я вам опять повторяю, мы ушли от темы. Хоть вы будете каратистами, ушиистами, не знаю, там, ты веришь там в Делу, один верит того, один, для здоровья. Тут есть одна проблема, огромная проблема, и мы ушли от этой темы. И я опять повторяю, оставь антисемиты, это то, что антисемиты. Сейчас делаем мы будем другое. Ислам – это книга, такая политический проект. И мы к этому в конце концов потом придем. Потому что сейчас сразу все показать, это будет неинтересно. Это политический проект, чтобы надо было отбиться от христиан, особенно от Византийской империи, оставьте евреев и сделать. Поэтому там все и было построено: захватить, уничтожить и все вот эти, то, что мы знаем. Теперь, та религия, которая говорит... Будем играть сегодня. Я зашел уже. Сейчас пока не могу, через час где-то. Давай. Смотрите. Та религия, Хармат, давай говорит... я своего ребенка тоже к вам присоединю, чтобы ему скучно не было. И поиграйте вместе. Давай, без проблем. 4 Каждый день в играх. Крик сауна надо присоединить. Та религия, которая говорит уничтожить традиции, и обычаи, культуру, грамматику, уничтожить те народы, все полностью подкорнить, уничтожить нацию. Потому что в исламе нет такого понятия нация, да? Уничтожить все под себя. И это ислам, который не создает что-то новое, для меня это раковая опухоль. Опять объясняю. Это болезнь, которую надо быстро искоренить. И сейчас, когда появился интернет, мы можем спокойно зайти, почитать, узнать. Как антитеррор. Откуда он все берет? Он все почитал, узнал. Не надо таких ученых. И сами же ученые, да? Рассказали, показали, разжевали и дали. Но эти обезьяны не знают своей религии. Мало того, когда они приходят, начинают возмущаться, ты им рассказываешь свою религию, он сидит, говорит, ты преувеличиваешь, ты меня обманываешь. Иди почитай, я ему говорю, иди, открой книгу, почитай. Иди проверь меня хотя бы. Бывают какие-то споры, здоровые споры, да? Ну, ты там почитал, он почитал, вы даете факты. А так ты сидишь возле человека, который неграмотный. Ты еврейский, наверное, аяты, хадисы даешь им, поэтому... Так о чем я говорю? Ты споришь с человеком, который неграмотный. Леон, я твоей идеей серьезно занялся. Кто определил, что Мухаммед пророк? Потому что бы мы ни говорили, мы грязные ягуды, язычники, многобожники, кафиры, и что бы мы им не приводили, вот эту всякую дичь, которую Мухаммед творил, да, это они вообще не воспринимают. Ну, подумаешь, эти исламофобы что-то там несут. У них в голове стоит этот блок, что Мухаммед – это пророк и посланник нашего Бога, Вселенной. И что бы мы ни приводили, они сразу думают, ну, он пророк, он, наверное, он лучше знает. А эти вот грязные язычники ни хрена не понимают, многобожники, ягуды, враги ислама.
Поэтому я думаю, вот я серьезно занялся этим корнем, кто определил и кто сказал, что Мухаммед это пророк. Вот корень надо подбить, и там действительно очень интересно, кто сказал, что он пророк. Это грязные язычники, многобожники и иудеи сказали, что он пророк родится. А ему лично, что он пророк, сказал христианин. Понимаешь? Красавчик. Это мы, такие как мы, грязные язычники, многобожники, ягуды, пророчествовали, что Мухаммед родится, а когда он родился, мы ему сказали, что он пророк, и он нам поверил. Он нам поверил. Теперь мы просто сделали им такие. Нет, что произошло? Я же знаю ответ. Когда я задаю вопрос, я же знаю ответ. Это 10%, что ты сейчас сказал. А мы дойдем до 100%. И когда мы дойдем до 100%, это будет дальше идти. Чем больше это интереснее, вот тогда все абдулашки охренеют. Просто охренеют. Как у тебя вчера на эфире, были много интересных таких моментов. Кстати, очень красивый эфир был, мне понравился. Масад заинтересовался. Да, я именно этот корень, уже записываю сценарий, по этому корню масштабное такое видео сделать. Кто сказал Мухаммеду, что он пророк? Не забудь один момент. Когда сказал христианин ему, что он пророк, он должен был еще доказать и показать, что он пророк. Понимаешь? То есть, если сейчас придет христианин, какой-то христианин... Это вообще хорошо. Блин, спасибо большое. Арман, давай я тебя пророка сделаю. Я подожди, дай имею полные полномочия. Дай до конца доведу мысль. Лазик, подожди, дай до конца доведу мысль. Когда приходит какой-то, скажем, христианин, скажет сейчас: «О, Пармат, ты наш пророк». Мы такие: «О, да». А как он пророк? Как он к этому пришел? Потому что есть симптомы пророка, понимаешь? Есть куча вещей, которые в исламе и, кстати, в христианстве не написано. В Торе это было написано. Как определить пророка? Это раз. Два. Как он понял, что он пророк? Да? И как они все это дело закрутили. Это будет... мы уже после этого подходим 20%. А как можешь стать пророком? Ты опровергаешь слова другого пророка. Ты становишься пророком. Нет. Один пророк сказал что-то до тебя. И ты приходишь и говоришь другие слова, в принципе, то, что Харман говорит, а что нет? Нет, совсем не так. Почему нет? Сейчас Харман, допустим, опровергает слова какого-то пророка. Там надо провести серьезную научную работу, потому что ему, что он пророк, сказал иудеи, и христианин, и язычники, и надо уже там задействовать Тору. То эти иудеи не могли сказать такого, потому что по иудаизму пророк должен делать то-то, то-то, то-то и то-то. Да, правильно. И христианин не мог это ему сказать, что к нему явился ангел, который приходил к Моисею, потому что по христианству то-то и то-то и то-то, и не может быть никакого пророка. Правильно. Антитеррор понял, к чему я клоню. Я понял тоже, к чему ты клонишь, что не... не важно, а в чем проблема сделать Хармана пророком, допустим, да, если он сейчас напишет какую-то книгу, допустим, да, и ты, кроме этого... Мы сейчас придем, мы сейчас придем и скажем, что... мы сейчас скажем, Пускай, так вот, я как представитель еврейского народа, я не раввин, но я не знаю, Леон, что здесь, можно? Мы не делали этого. Тебе недостаточно этого уже того, что натворили. Сейчас скажешь пророк, я тоже, у меня клича поедет. Помилуй меня, пожалуйста. Смотри, во-первых, не говорили об этом. Тяжелое бремя, будет на тебе. Сказал христианин про ангела Джибраила. И оттуда понеслась. Нет, подожди. Я же вчера, читая Сиру, раскрыл там. Первый, кто сказал, что появится пророк, это когда царь Йемена, Тубба II, по Сирии, язычник, увидел какой-то сон. Он призвал своих языческих жрецов, чтобы они истолковали этот сон. И они ему толкуют, что будут, помимо прочего всего, что перетерпят арабы, угнетения и так далее, они ему говорят:
царь спрашивает, чем это закончится? И они ему отвечают, появится пророк из курайшитов, который это закончит, и до конца времен власть будет принадлежать его народу. Это первый, кто об этом говорит. Язычники. Потом... Подожди секундочку. Подожди, остановись. Вы вчера пропустили важный момент. Вот эти язычники, отец Мухаммада, с ними был Вась-Вась. Он же к этому верил. Проверь это, увидишь. Смотри, потом этот царь умирает, после него приходит Туба первый, после него его сын Туба второй, и он идет на Ясриб, на Медину, где живут иудеи, и он дает слово, что вырежет всех там и захватит город, уничтожит его. Потому что там он ставил раньше наместника, и он был, цитата, предательски убит. И он идет на этот город, Медину. И когда он начинает войну, они несколько дней воюют, и он видит, что, и там цитата, короче, в Сирии, что днем они воюют, а ночью они ему гостеприимно, короче, с честью его принимают и так далее. И он говорит, что воистину эти люди достойны. И когда он воюет, к нему приходят 2 раввина иудейских из этого города. И они ему говорят, просто мне очень смешно стало там, и они ему говорят, прекрати, уведи свои войска, ибо в этом городе найдет пристанище пророк, который появится из этого города, из Курайшитов, из Мекки. И он найдет там покой. И в этот момент этот царь там написано, ему понравилось, что они сказали, он принял иудаизм и ушел. То есть это вторые, это иудеи. Потом, когда ему исполняется 40 лет, и он там в пещере видит какого-то мужика, который его душит, и чуть он самоубийство не совершает, и Хадиджа его уводит к христианину, и христианин ему уже окончательную точку ставит, что ты типа пророк, и это был ангел, который пришел к Моисею. То есть у нас тут получается троица. Язычники, иудеи и христианин. Вот кто придумал, сделал пророком, вот кто дал им пророка Мухаммеда, вот кто дал мусульманам пророка. Язычники, иудеи Святая и христиане. Троица. И мы его уничтожим. Да, но в чем прикол? Евреи сказали, что придет Машиах, а он не Машиах. Их из клана Давида. Вот что там и сказали. Не, я говорю по исламской версии. То есть они сами, то, что нам дают, это самая древняя сира. Самый древний источник о жизни Магомета. И они сами нам говорят, что первые ему сказали язычники, потом иудеи, потом христианин. То есть это то, что их истории говорят. То есть по их же истории они должны верить нам. Их пророк поверил нам. Мы сказали, что он пророк. Понимаешь? На самом деле даже написано это у мусульман и у нас. А когда он пришел к нам, он сказал, что он пророк. Мы спросили его, ты пророк? Да, а как ты определил, что ты пророк? То есть у нас есть определение, что такое пророк. Я назову даже 2 вещи, не третью вещь не буду называть. То есть он пророчит, он имеет связь с Творцом. И они спросили его, ты пророк? Он говорит, да. А ты знаешь, что делает пророк? Он говорит, нет. И потом спросили, ты что-то пророчил? Он говорит, нет. Ты имеешь связь с Творцом? Он говорит, нет. Пошел нафиг. Все, он ушел. Вот на самом деле это вот этим всем и закончилось. А то, что там уже мусульмане нарисовали себе, они-то уже много интересно. Но самое интересное, что кто ему дал все вот этот толчок? Христианин. И, кстати, он переписал христианство, потому что он вбил христианство в ислам. Потом это уже начали коверкать и изменили. Если вы посмотрите много вещей, оставьте там про убийство, насилие и этот педофилизм. Но некоторые вещи очень четко взято из христианства в исламе. Мало того, был такой еще монах, он еще рассказывал Мухаммаду про Коран. И даже он говорил, что я знаю больше, чем тот же этот Мухаммад. Правда, потом он убежал, сказали, что он принял ислам, а потом уж принял христианство, его там закопали, прибили, что-то такое там, да, формат, что-то там. Вот. Но на самом деле он не принимал ислам,
Он просто зашел как монах и добавил туда много множества из христианства. Но по историческому мы не можем доказать, что был Мухаммед. То есть это все натянуто, вся эта история. Поэтому при Мухаммеде нету никаких этих аятов, сур. Все это появляется после его смерти. Да? А то, что пытались натянуть во время его жизни, это тоже легко опровергается. Но после 150 лет, когда приходит Византийская империя на Ближний Восток и заходит уже арабские, где арабы живут, да, вот тут начинается уже ислам. Это надо тоже всю тему поднять. Она уже готова, мы будем потихонечку делать. Вот там же вчера читали, там тоже есть много вещей, можно... Скинешь мне, я тебе потом покажу другое. Окей? Леон, Баран хочет подняться. У тебя есть терпение с ним говорить? Потому что я его уже слышать не могу. Баран, если ответит на мне... кстати, Курбан Баран, он еще жив остался, не помню, сейчас был праздник его. Он бегает по эфирам не исламским, чтобы, не дай бог, его не порезали. Бармат, скинешь мне потом вчерашний, я тебе потом покажу, пару вещей беседы. Там надо доработать. И что, эфир или книгу? Нет, вот эту книгу я тебе потом покажу, почитаешь, там есть. Да, конечно. Ребята, наслаждайтесь, самый умный мусульманин по всему ТикТоку, Баран. Смеемся, Баран. Приветствую избранутых. Да, насколько вот, кстати, Баран, насколько это приятно, да, иметь честь, да, выходя на еврейский избранутый эфир и так вот управлять. Ты мусульманин? Да. И так вот управлять этими избранутым народом. У меня полностью мотивация, да, полная мотивация. Хвала Всевышнему, хвала Всевышнему. Тогда что ты еретические, куфарские вещи говоришь евреи? Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Нет, что словами, я хотел сказать? Смотри, что губами, я хотел сказать, да. Ты слушай, избранутый, слушай. Можешь по очереди говорить или нет? Да, слушай, меня тут слушают. Слушай, я тебе говорю, сейчас. Ты говоришь, евреи избранутые. Не перебивай. Не перебивай. Баран, сука, рот закрой, по очереди я тебе вас говорят, всю святую не перебивать сказал. Так, нахер, пошел отсюда. Я тебе сказал, мне нет терпения на тебя. Лазик, шейки. Баран, я тебе говорю, я тебя и так уже 3 года терплю, сука. Если ты не научишься говорить нормально с людьми по очереди, ты будешь, сука, под моими ногами все. Я тебя утоптаю, блин, овца гребаная. Понимаешь? Тебе шанс дали, блин, с людьми говорить. Ты же привык с овцами тусоваться. Тебе шанс дали с людьми говорить. Пидорасы, привет. Смотрите, губами говорит, да, пидорасы. Блин. Пидорасня. Секунду, пожалуйста, ребята. А почему вы пидорасты? Мы тебя что, в жопу чокаем? Почему ты нас пидорастами называешь? Оно так есть. Ну тогда что, наслаждайся, вазелин бери и наслаждайся. Мы будем пидорастами, будем тебя иметь сзади постоянно. Давай. Я буду твоим личным проктологом. Ребята, извините, с меня иногда этот мага вылезает, извините. Меня иногда доводит, я становлюсь магой. Этот барон говорит избранные, избранутые, а потом губами шлепает, я мусульманин. Вот Стелла, сколько раз тебе звонят? Я твою маму на спине твоего папы. Давай, иди отсюда. Ты ж так любишь, правда? Ты же за это поднялся, Хан. Хан, ты сегодня поднялся секунду. Ты сегодня, вот смотри, вы все сегодня прибежали в эфир Хафизу. Там я вас сделала раком. Теперь вы пришли сюда. Зачем? Вам нравится это? Если вам нравится, и вы наслаждаетесь, своей левой рукой дрочите от этого, потому что вам нравится, когда женщина вас опускает, приходите, нет проблем. Я весь день в ТикТоке. Я готова вас чморить каждый день. Приходите, наслаждайтесь. Бисмилlah, Стелла, что с тобой? Бисмилlah. Что за джинны тебя взяли? Стелла, что случилось, Стелла? Я уже красный сижу. Пророк Мухаммад под именем Армат, выбей с меня джинов.
Ну, а почему ты забираешь у нас такое наслаждение, как бы с нашими баранами, покормить их и так далее? Зачем ты это делаешь? Ты хорошо, ты Очередной баран хочет подняться. Давай, они по очереди. Хорошо, ну так тоже не бывает. Да. Нет, Борода ты, кстати, сейчас наш поднимается. Уже всех, да, знаешь, Стелл? Они же за мной бегают, я тебе клянусь, они мои подписчики, они за мной, я их отписываю по 10 раз, я уже пишу, не подписывайтесь на меня, твари, они подписываются и бегают за мной, понял? Я тебе говорю, это моральные уроды, которым нравится, когда женщина их оскорбляет, они этим наслаждаются, понимаешь? Они не знают, что такое, когда нормально могут люди общаться. Вот этот баран, например, он вообще истеричка. Если ему нечем крыть, он начинает вот таким вот. Я на одном смехом, эфире понимаешь? сидел, слушал, короче, они там тренируются с этим форматом, чтобы выйти, и готовят там кандидатов уже в некоторых эфирах, короче, я там слушал, подискутировать. Ну вот, видишь, баран говорит, что у него мама бессовестная шармута. Баран, зачем ты нам рассказываешь о своей маме? Готовить. Нам зачем знать, чем твоя мама занимается в свое свободное время? Реально. Ну, неинтересно нам, баран. Ладно, давайте развивать ту тему, которую вы говорили. Она была интересней. Хотел сказать, что по исламу он вылетел из ислама. Он евреев назвал избранными, избранутыми. По исламу, баран, избранные это арабы. Ты должна быть шестеркой арабов. Для тебя Курайшиты. да, избранные это арабы. А ты аджам, второсортный не араб, который будешь шестеркой арабов. Поэтому не говори куфарские вещи, не становись предателем. Не знаешь, что такое аджаб, кстати, ему нужно объяснить, он же баран. Кстати, барашек, это не Парамат, это ваш пророк. Мухаммад здесь сидит. Так что, на колени падать. А мы сидели... Парма, тебя не было вчера, вот этот ПМ заходил, ТТ, ПМ, кажется, один и тот же. Он сказал, что пророк Мухаммад, он не араб. Потом еще он что заявил, что арабы это не национальность, не этнос, не это, а короче, люди... Да, что-то такое. Аджма, там это другие, а Мухаммад не араб, короче, он этот пытался доказать, короче. Это РМ был? Это что? РМ, ПМ, как вот там, да? Да, он Фараит бургу гонит, второсортный, точнее, третьесортный аджам, чеченоговорящий, который родился на Кавказе. Пришел и арабов будет учить их религии, что все арабы неправильно понимают свои же слова, якобы. Ну, третьесортный аджам, который, я не знаю, как это, стокгольмский, у которого стокгольмский синдром. Синдром есть. Арабы лучше знают, что значит их слова, и они ясно это описывают. Ибн Таймия, Ибн Аль-Каим и другие ученые, Имам Шафии, что аджам это не араб. Язык аджамов это язык не арабов. Да, сегодня, безусловно, Аравии поизнасиловали целые народы и породили этих бастардов себе, которые сегодня зовутся сирийцами, иракцами, палестинцами и так далее. Да, они переняли язык своих завоевателей, да, арабский язык развился. Сегодня арабы – это арабоязычная общность. Он правильно говорит на сегодняшний момент. Но по исламу, когда ислам появляется, и когда ислам и Коран говорит про арабов, Сирия не говорит, в Сирии на арабском не говорят, в Ираке не говорят на арабском, в Израиле, в Египте, в Марокко, в Судане не говорят по-арабски тогда. И именно тогда, когда Мухаммед пришел и говорит про арабов и не арабов, он же не говорит про сирийцев, которые вообще на арамейском разговаривают. Вот, кстати, вот к тому, что ты говоришь, Харман, сейчас я немножко добавлю, да, они, чтобы ты понимал, вот саудиты, и катарцы, и все вот эти вот там, вся эта монархия,
Они их называют, чтобы ты понял, как, ну, это видно, как они к ним относятся, как к незаконно рожденным, вот этим палестинцам, чтобы ты понимал. И, в принципе, они как бы, якобы, они арабы, но не такие же арабы, как и они арабы. Понимаешь, в чем дело? Они их называют что-то вроде, как бы, ну, ублюдков. Они, а это не я говорю, это они говорят. Они к ним относятся как к цыганам. Я видел это видео в принципе, как бы, как арабы, да. Саудовского вот этого одного там араба, шейха какого-то, типа, он обращался к ним, говорил, вы там смесь, цыгане, там, греки, там, что-то там, короче. Они к ним как к этим относятся, как бы, да, ну, такое, да, ну, порождение, как бы, нашей там, спермы, да, скажем так, ну, где-то вы там проявились. Семени, да, семя, да, я извиняюсь, да, семя, да, так лучше употребить это слово, но не важно, как бы, да, вы где-то там появились, как бы, да. Да и такая политическая, как бы, ну, такая исламская карта, как бы, да, что вот они, евреи, они же никому нахуй не сдались, они живут здесь с нами, как бы, да, и все, евреи пускай там мучаются. Лазик, ничего, скоро сирийцы, там, иракцы или там, кто там еще есть, арабы там, все они скоро иудеями станут. Дай бог. Зачем нам таких баранов? Кстати, этот РМ вот вчера, он говорил, что вот это люди, общество, или вот это население на этой территории объединяет их общий язык арабский, и туда входят и евреи, и там и другие, это все арабы называются, они все арабами назывались, короче. Где? Ну вот эти вот арабы, это не национальность, не этнос, а вот эта языковая общность, туда входят и евреи, и другие, короче. Обозначение, смотри, обозначение, как бы, слова вообще, они все бедуины. Что такое бедуины? Это кочевные, как бы, племена, вот, которые ну, ходили здесь по Ближнему Востоку, бегали. Опять же, у них нету, они всегда отказывались от своей земли. Они никогда не хотели жить где-то в одной точке. Они бегали там, палатку себе поставить, как бы, там покакали, скубались, как бы, и пошли дальше. Понимаешь? А тут они решили обосноваться где-то, да, вот, ислам сказал им, что они должны теперь владеть всем миром и такое, как бы, да. И вот оттуда это начало расходиться. Один придумал, как бы, и понес дальше. И тот дальше, как бы, и все. Мы вообще, ислам должен быть везде по всему миру. Понимаешь, что у них сейчас у других головах происходит? Если они арабами всех считают, скоро их Нетаньяху в иудеев превратит. Их Нетаньяху иудеев не превратит, потому что Нетаньяху не надо, чтобы они были иудеи. Во-первых, им надо, ну, я думаю, где-то еще пару тысяч лет, чтобы дойти вообще до IQ, как бы, иудея, начнем с этого. Ну, чтобы дойти. Опять же, если он уже захочет стать иудеем, ему надо поучиться пару там лет, как бы, и доказать, что он искренне да хотел. Ничего, он откроет там в каждом месте по синагоге. Нет, еще раз, послушай. А чтобы дойти до IQ, я думаю, тут прям прогресс такой должен происходить где-то, ну, пару сотен лет, скажем так, да, чтобы дойти до IQ иудея. Так что там, как бы он хотел того, не хотел, или даже если Нетаньяху этого хочет, там, как ты это говоришь, то это неосуществимо. Почему? Потому что там IQ как бы уже где-то стоит, ну, граничит, как бы, да, с этим. У него не получится их сделать иудеями. Там ваши мудрецы научат там в каждом наши райончике по синагоге. Нашим мудрецам нет чем заниматься. Чем заниматься сейчас вот этими, ну, как бы, опять же, есть пастухи, как бы, да, наши мудрецы не пастухи. Ибрагим, я, знаешь, что тебя хотела спросить? Вот одно время я на себя взяла такую ответственность, и я в эфирах минут 10-15 рассказывала историю какого-нибудь человека. Там, да? Вот если он там прошел какой-то теракт или убийство там какое-то исламистами случилось. То есть я рассказывала историю этого человека, кто он был и что с ним случилось, каким образом его убили. И так как с вашим народом, когда все это случалось, все это перекрывалось, да, чтобы люди правду не знали. Вот я хотела бы спросить тебя, есть ли такие истории у вас, информация какие-то, где люди все-таки что-то успели, смогли передать или рассказать, и могли бы вы сделать вот такое вот время уделить, чтобы рассказывать истории людей, жизни, кто они были, какая семья, как, что с ними случилось, да?
Потому что когда говорят вот в общем цифры, абстрактно, люди не могут прочувствовать боль человека, боль народа. Вот когда ты рассказываешь прям про кого-то конкретного, его историю, это, мне кажется, более затрагивает людей. Совершенно верно. Конкретные истории семей, людей. Вот так оно и работает. Но тут другая проблема возникает, потому что вот эти истории этих людей, они не могут говорить о них. То есть все как бы затаили дыхание и молчат. Вот в этом проблема огромная. То есть свои истории люди не могут выговаривать вот так. Есть у вас кто-то, кто вообще вот берет на себя такую ответственность и говорит, окей, я сейчас буду ходить, и те, которые готовы рассказать о своей истории, о своей семье, о том, что они пережили, мы будем просто документировать. Ведь это исторические факты, ты понимаешь, это поколение пожилое уйдет когда-нибудь, и эти люди, которые, вот как в Холокост, да, у нас прожили, люди спаслись с Холокоста. Вот если бы их не задокументировали, не слушали их рассказы, где они рассказывали, уже сегодня есть люди, которые говорят, что этого не было, понимаешь? Поэтому, мне кажется, это очень важно, чтобы вы задокументировали, прям на видео снимали своих старших людей, рассказы, то, что они пережили. И даже есть среди вас, которые это все видели своими глазами, понимаешь? Чтобы это все осталось в документации. У нас есть в Норвегии, он, по-моему, живет, правозащитник, который работал с мемориалом, там, с Новой газетой. У него гигабайты информации. Он там сидел, их разбирал, да, потому что все в одной куче там у него было, да, где-то он нарыл это все. И отдельные вот эти фотографии трупов, какие-то данные, короче, вот эта вот вся ситуация, да, которая там, он как бы занимался вот этим делом, и мне это так понравилось, и я, как бы у него урвать вот это дело, я бы тоже бы свою какую-то лепту внес. И у нас как бы потом контакта не было дальше. Мы так поговорили. А теперь вот я за ним наблюдаю, в Фейсбуке я его заметил. Он больше палестинец. Короче, его больше чеченская тема не интересует. Он как бы переключился, стал правозащитником арабов. Потом, там ему удобно тоже домой ездить, приезжать туда-сюда. Короче, вот такая плачевная ситуация. Модно стало. А вот можно обсудить эту тему, да, все-таки, в конце концов, тоже Зеро поставил фотографию детей, вот, как это вообще у них внутри, как бы, это в памяти осталось, и как они это комментируют. Пускай поднимутся и рассказывают, как бы, как они это комментируют, как это все происходило, и что как. Ну, как бы, без этой темы, да, мы уже поняли, что евреи все виноваты, но кроме евреев, кто еще виноват, пускай поднимутся и расскажут. Евреи виноваты, потому что они нападают на евреев. Ну, это сарказм был, да, Лео. Не, подожди, они же-то знают, что мы... Вот смотри, они нападают на нас, мы даем им люлей. Блин, Леон, ты можешь опять не перетягивать тему на нас? Ну, серьезно, дай поговорить об их проблеме. Секунду. Поверь мне, о нас и так везде говорят. Халас, ты я изначально убираю эту тему, потому что мы виноваты, да, вот. Я не убираю эту тему, но хорошо, вы постоянно кричите, что мы виноваты. Кроме этого, есть еще виновные, пускай поднимутся, расскажут. Но кроме вот сионистов, да, вот дети на фотографиях, чеченские дети, вот кроме сионистов, кто еще виноват? У них есть какие-то там еще эти причины? Может, поднимутся, расскажут, как бы, да, по какой причине. Ну, политическую тему куда включат еще, кроме этого. Как мозг включит, может, наконец. Покажут, что они что-то умеют. Или просто манкурты, как бы, пофигу. Опять же, или вы мусульмане, которым вообще похрену, как бы, на других детей,
на других детей. Получается, если вы считаете, что там что-то может быть не мусульманское в этом ребенке, значит, пофигу. Но это как я это вижу, как я это слышу, получается, да. А если ребенок мусульманин как погибает, то это вот тут надо кричать и орать об этом. А если вы считаете, что там, не дай бог, может быть, что там он не мусульманин, и про это харам говорить, то да, поднимитесь, расскажите, объясните, по какой причине вы это делаете. Где-то у вас прописано, так и прописано, да. Ну, тут тема как бы с Россией связана. Ну, почему с Россией связано? Ну, потому это что, же- Лазик, многие не Не, ну могут я-то говорить знаю об этом почему, как бы. открыто. Почему? Лазик, многие боятся, они живут на территории России, и они не могут открыто говорить. Почему? Он здесь Я, сидит, он Лазик, сидит я здесь с одним тролль, допустим. чеченцем, я с одним чеченцем разговаривал там на трансляции, и он через 2-3 дня свой аккаунт удалил. Не знаю, по какой причине. Ну, значит, получается, что он может, как бы, получается, как бы радоваться смертям моих детей, моего ребенка, не дай бог, на смертям других детей, неважно, христианских детей и так далее, как бы, говорить, что вы сами виноваты, а тут он не может комментировать смерть своих детей, получается. Лазик, ты не понимаешь, что тебе говорят? Я понимаю, что мне говорят. Нет, ты Нет, не ну, понимаешь. Тебе говорят, секунду, кого вы остановись. оправдываете? Остановись, причем тут кто радуется нашим смертям или не нашим? Ну, Он не может о своей боли говорить о том, что он проживает, потому что ему моментально закрывают их, им звонят, берут в отдел и предупреждают. ну. Короче, еще раз. Ну, нет, тут Лазик тут прав. Тут давайте поясним. Вот эта заставка, это, ну понятно, кто виноват в смертях этих детей, народа и так далее, в этих трагедиях. Это не о том речь. Речь от 1 сентября, июня был Международный день защиты детей. О всех детях вспомнили мира, там всяких, да, там жертвы, все такое. Наши чеченские вот эти современные вот эти и мусульмане, они вспомнили и о палестинских, обо всех, а своих вот чеченских они вспомнили. И вообще вот уже почти 30 лет вот это, как бы, знаете, история с вот этими жертвами, она как бы все закрыта, забыта, и как будто, ну, как какой-то муравейник уничтожили, или клоповник какой-то, или какую-то паутину содрали, и, ну, какая-то, ну, мерзость какую-то вот уничтожили, и все. И это не считается. Это не дети, это, короче, в общем, это такое сопутствующие жертвы такие. Ну, там все правильно, короче, с ними произошло. Это вот так вот на планете вот осталось вот такой след этой трагедии. И вот наши современные вот сейчас чеченцы это продолжают это как бы поощрять это, подтверждать, что это, короче, не трагедия, вон палестинская трагедия важнее и так далее. А по поводу того, что вот аккаунт он закрыл, да, Лазик тут прав. Раз ты не можешь говорить о своих чеченских детях, тогда нечего говорить и о других тогда. Раз ты говори тогда обо всем, начиная со своих, а потом вторым этапом говори про других, про третьих и четвертых и так далее. Ну, наверное, так, если я правильно сформулирую. Ты правильно у меня сформулировал. вопрос. Я это имел в виду. Лазик, секундочку. Зира, у меня такой вопрос. Вот те люди, которые во всем этом как бы участвовали, вообще какая-то кровная месть, например, вот в случае развала России будет действовать, пока все, кто причастен, например, были ко всем трагедиям, ну, не понесут какое-то наказание? Ну, по вашим, там, не знаю, этим... Зира, тебя не слышно. Не-не-не, не слышно. Пророк арабов. Кстати, к нам поднялись 102 человека и еще не говорили.
Я говорю. Я не знаю, что-то с интернетом сейчас слышно. Сейчас слышно. Ну, я немного занят, но там, в общем, предстоит деоккупация государства, восстановятся все эти институции власти и так далее, и будем по международным законам в соответствии с правами человека, международным правам, всем как положено, как нормальные цивилизованные государства, решать вопрос с причастными к геноциду чеченского народа, преступлениям, хищениям и так далее. Как положено, никаких кровной мести, ничего, будет на государственном уровне цивилизованно решать. И, кстати, это будет как раз этап становления, как бы вливания чеченского государства в общую мировую цивилизацию. То есть мы этим фактом, цивилизованным судом над преступниками докажем, что мы имеем право на равных говорить Всех приветствую. В этом мире. Всех приветствую. Вот так коротко. Всех приветствую. Да, Барыф Мартин. Привет, Мартин. Да, привет. В тот раз просто тема-то пошла, когда Ибрагим выключил стрим, тема осталась. Так. Такая щепетильная, конечно, тема. Мартин, подожди секундочку, организационный вопрос. Инженер, ты говорить можешь или нет? Вот подо мной сидит аккаунт, инженер. Ты говорить можешь или нет? Не может. Я тебя поменяю, я очень извиняюсь, просто ты молчишь, а тут есть какой-то запрос. Все, Мартин, говори. Да, я хотел сказать, что... Да, кто не говорит, выходите, и пусть кто-нибудь, кто хочет говорить, зайдет. Да. Я хотел сказать, что вы знаете, да, вообще насчет, что вот Шамиль, да, его действия, да, вот имам Шамиль, да, который, он же с Турцией имел тогда союзнические, да, отношения. И в то время Европа та же, да, с Турцией боролась, короче, тоже, да, их, ну, Первая мировая война, там вот эта вся история шла. Из-за этого, что? Из-за этого, если бы, допустим... Информация, что Шамиль — это русская УС, которая... Очень тихо, брат, говоришь. Не Ибрагим, тебя плохо Ибрагим, слышно. тебя не слышно. Сейчас слышно меня? Слышно Да, сейчас? сейчас хорошо. Да, я хочу сказать, что у нас другая информация, что Шамиль — это русская утка, которая прокрутила вот эту операцию, и потом за вознаграждение там целая усадьба в России поехала, там со своей семьей жила, кайфовала. Это так не может быть, потому что имам Шамиль это просто самый известный, но оказывается он был не один, их было троица опять же. Аллах любит троицу. Первым имамом был Гамзатбек, точнее Гази Мухаммад. Он в это время, у них там династия в аварии, я не помню, короче, фамилии. И там появляется суфи, который утверждает, что он потомок курайшитов, Джамалуддин. У него учится Гази Мухаммад суфизму и вступает в тарикат. У них там накшбандийский, это отделиться от людей. У нас адилийский, кунтаджи, это там громкий, открытый. А накшбандийский, он тайный такой, отделиться от людей, не разговаривать, там, работать. Он изучает ислам и объявляет, сначала он просит благословения у своего устаза начать джихад против русских. Он ему не дает этого. Потом у другого устаза, и он дает ему. Потому что этот Аслан-хан, царь Аварии, вот этот из династии, он его выгнал. Он был обижен на него, и он дает ему это. И они начинают войну против своих адатов, аристократии, устанавливают у себя шариат. Потом на русских начинают нападать, там, красть коров, там, овец и так далее. И им засаду устраивают. И Гази Мухаммада сначала убивают свои же, вот этой из династии ихней, царской. Они обманом затаскивают его, потому что он убил там кого-то их. И убивают Гази Мухаммада. «Стой, осел», последние слова, которые слышал Гази Мухаммад. Его убивают. Потом Гамзатбек становится имамом.
Гамзатбека тоже убивают, и следующим становится имам Шамиль. Он третий, продолжает джихад. Да, брат. Они джихад ведут против кавказцев, против адатов. А когда уже реальная война начинается против русских, вот мы видим, что сделал Шамиль. Против чеченцев, против деревень, как их пророк, против своих же. Они были героями. А уже когда действительно армия с оружием пришлось воевать, Шамиль тогда, ну, все мы знаем, пукнул в воду. Да, я это и говорю, что, брат, что вот с этого, например, мы, армяне, допустим, или грузины, вот сейчас в Россию там плохое, говорят всякое там, да, ну, понятно, эта история, вот то, что было, это уже факт, это случилось. Но в то время мы мирно вошли. Даже грузины лично подписали трактат, потому что, в общем, и мы сами мирно зашли в Российскую империю. И если бы, например, чеченцы, кавказцы, северокавказцы, то в тот момент бы мирно бы тоже вошли. И на мирной вот этой ноте, когда уже государственности начали уже признаваться далее, и, ну, не понесли бы вот этот урон войны, вы, да, и там был бы очень огромный шанс сделать так, как мы, да, допустим, Грузия или Армения, ну, свой сохраниться, да, как государственность какую-то. Да, поэтому население у вас и побольше, чем у других кавказских народов, наверное. Никакой как государственность вы бы не сохранились, если бы после так называемого развала вот этого переобувания, да, там, России из советской в демократическую, если бы этот процесс чеченцы не затормозили. Не, брат, тогда играла религиозная фактор. Никакую государственность бы вам не видать, ни вам, ни украинцам, Не, брат. никому. Смотри, брат. Мартин, Турция... скажи, пожалуйста, секунду, подожди. В Армении 3 миллиона человек. У вас большинство армян живут в диаспорах, богатейшие люди во Франции, в Америке. Скажи, пожалуйста, если у вас не было бы такой диаспоры сильной, ты думаешь, вы бы смогли бы так удачно отойти от России? Мы тоже попали под удар с турками, понимаешь? Мы с Турцией, их 10 раз больше было, мы с ними воевали, малом численность. Секунду, я тебе говорю не про турков, не такую дальнюю историю. Вот сейчас, когда вы отошли от Советского Союза, если бы не ваша диаспора в заграницах, вы бы смогли бы отойти? Ты понимаешь, мы до сих пор, вот сейчас только Пашинян, что-то, но мы были в Советском Союзе, 30 лет мы были союзниками, и как бы и сейчас, в принципе, у нас база есть российская. Но я имею в виду, что на тот момент именно они приняли сильный удар из-за того, что не стоило вот это, ну вот это вот то, что сказал антитеррор, что вот исламские вот эти люди, да, они все это из-за кашу замутили. Если бы они бы на мирной ноте бы хорошее отношение бы было бы с Россией в тот момент, и у них бы и потерь не было, и все бы было гораздо им в пользу. Не говори глупости, Мартин, ну. Немножко в шоке. Ты говоришь глупости. Нет, смотри, я объясню почему. Смотри, Стелла, Нет, смотри. Мартин, Они, если бы в Армении было бы богатство, как на Кавказе, да, там нефть или еще что-то, поверь мне, хрен бы вы освободились бы от них спокойно. Ладно, возьмем грузинов 3 миллиона. Ну, у 5 миллионов азербайджанцев даже же есть нет. нефть. У азербайджанцев же есть Ну нефть. ладно, Грузию возьми. Грузия 3 миллиона. Кавказ, Чечню взяли бы, послушай меня, Мартин, секундочку, Мартин, Чечню взяли бы сразу, потому что в Чечне есть нефть, в Чечне есть куча ресурсов, и это первый ресурс, который русские пошли туда. В те времена, Если бы брат, о Чечня- нефти никто Стой, знать не знал. стой, Это стой. про 17 лет. Леон, в Азербайджане сейчас. же тоже есть очень много нефти. Да, но поднимем... поправочку они внесли. Вы сейчас... там были сразу. Ребят, я сейчас быстренько поправочку внесу, все станет на свои места. Смотри, вот, я не знаю, наверное, Бхарма, ты читал, наверное, да, вот историю Грузии, я имею в виду во время имама Шамиля, да. Смотрите, что в Грузии есть такой регион, это вот Бхарма, наверное, знает, не все будут знать, такое Панкистское ущелье называется.
Да, там греков много было. Почему? Я знаю. Посмотри, подождите, ребята. Общий этот район называется Ахмедский район. Смотрите, какая ситуация. Во время имама Шамиля, да, имам Шамиль делал на Грузию набеги. Чтобы вы знали бы, да, вот эта достоверная информация открыто все знают. Он делал набеги, что он делал, значит. Они, значит, разворовывали деревни, они женщин тоже воровали, да. И в тот период, да, Грузия была не в том состоянии, чтобы обороняться, потому что у Грузии на тот период были большие проблемы и с персами, с одной стороны, с другой стороны, с турками была. Какое принимает решение Грузия на тот момент? Грузия договаривается с родственными племенами, то есть это были тогда и тумкалинские чеченцы. Понимаете, ребята? И просит их, чтобы ту сторону Грузию обороняли бы от набегов, то есть от лакцев, леки мы их называем, да, в Грузии, леки, которые заходили, они так заходили временами, да, ну часто это бывало, и они грабили, уничтожали, рвали. Потому в Грузии, например, имам Шамиль, да, он не считается как бы героем или кем-то, да, наоборот. И что я хочу сказать? И тот период, да, какое-то определенное количество нохчи, да, вот тех же чеченцев, да, они переселились туда, ребята, чтобы вы знали бы, да, вот в это Панкисское ущелье, Ахмедский район. Между прочим, это названо... Там живут только чеченцы. Я тебе сейчас скажу, Лазик, я тебе объясню, родной. Смотри, и как раз в честь него это как бы даровали так, да, в честь него и назвали, да, кто был предводителем, скажем так, чеченцев. Это та количество, та категория чеченцев была, которые... Когда имам Шамиль пришел на Кавказ со своими новой идеологией, понимаешь, вот уже арабизация большими шагами тогда началась, ребят, чтобы вы знали бы, да. А было определенное количество, это в грузинской истории есть, чтобы вы знали, в летописях. Они были, то есть одно количество чеченцев, они хотели остаться на тех адатах, которые были, не хотели как бы, для них на тот этап это было нововведением все, понимаешь, ребята, это было абсолютным нововведением. Не смотрите, что уже тогда 150 лет как бы ислам был на Кавказе. Басаев и все вот... Не-не, это современная история, сегодняшние все вот эти вот имена... Не-не, Лазик, это современная. Они очень близко связаны с Липовкидским. Не, Лазик, братишка, это современный Басаев. Я тебе говорю, имама Шамиля время. И вот тогда уже пошло вот эти непонятки, тогда шли. Просто, само собой, в истории... Малик, правду. Здравствуйте, да, ребята. Да, здравствуйте. В истории Чечни этого никогда не запишет. Это раз. Можно? Во-вторых, две вещи это скажу. Грузия записывает. Можно в-третьих, подожди, Мартин, сейчас. И Армения, вы когда сказали недавно, почему Армения, тут дело такое, что, смотрите сюда, ребята, и в царской России, и в Советском Союзе представители, дипломаты как Армении, так и Грузии, да, они имели вес, они имели весовое слово тоже там, понимаешь? Как бы там работало, скажем, как это... не это только называется? В Советском Союзе, везде. Не, я еще в царской говорю, да? Малик, смотри, я хочу поправку внести насчет того, что Грузия входила в состав России, Георгиевский трактат. Это все ложь, ребята, это неправильно. Это по принуждению. Кто прочитает, это был вынужденный акт. Мартин сказал неправильно. Во-первых, Георгиевский трактат подписывал царь Ираклий, и он был, все коротко, если коротко скажу, он был королем, царем, то есть Картли и Кахеты всего лишь 2 регионов Восточной Грузии. А остальная Западная Грузия в это время как раз и была самая сильная, где сидел Соломон II, такой царь, который потом в течение 4 или 5 лет воевал с русскими. И контракт, даже тот, который подписал Ираклий II, никакого отношения не имеет к вхождению. Там просто было военный контракт подписан насчет границ, таможни и так далее. Но в состав вхождения там ни слова даже не говорится. А вот насчет Армении ты сказал правду. Армения, да, самостоятельно полностью вошла в состав России тогда. А Грузию захватывали 5 лет, шла война, потом Западная Грузия. Географическое положение Армении. Так, у меня вопрос к Мартину. Мартину вопрос. Вот сегодня та пропаганда, которая идет против Армении. Минуточку. Ребята, в отличие от других и так далее. Что он ответил? Владимир, в отличие от других кавказских стран, хочу подчеркнуть, Грузия это действительно самое выгодное место имеет. Почему? Именно Грузия стоит на стыке Европы и Азии, да, включая Черное море, включая там и Турция перед носом, где уже соединяют. Ворота между Азией и Европой, так 100%. называют. На стыке стоит, 100%. Поэтому Грузия всегда была таким спорное место было, понимаете? Можно я чуть-чуть вернусь? Конечно, Я просто тут занят был, вот, что Мартин развивал тему, он говорил, что Грузия и Армения добровольно вошли, если бы чеченцы также не сопротивляясь вошли бы добровольно, то
сейчас бы как бы имели бы свою государственность. Тут ситуация вот какая произошла, да, вот этот переобувание. Ну, я так не сказал, но шансов было побольше, я сказал. Да, что-то такое. То есть вот это переобувание Советского Союза, все почему-то это пропустили, вот эту тему, да, то есть там не было никаких, скажем так, планов, да, отпускать вот это все. Там просто аккуратно переобулись, и вот то, что на нас вот эта вся Российская Федерация была зациклена все эти годы, многим государствам, на нас, на чеченцах я имею в виду, многим государствам удалось аккуратно, вот тем или иным образом отползти от этого, ну, грубо говоря. Укрепиться. Да, успеть закрепить. Мы же это видели, вот как с чеченцами сразу же в 7 году напали на Грузию и оттяпали два региона. Ибрахим, но с другой стороны, население, если бы у чеченцев же было бы, если бы население от 3 до 5 миллионов... Ахан, извини, Дайте договорить. это не в 2007 договорить году. Ибраиму. Подождите, Я просто хочу сказать... Ибраиму дайте... Нет, Ибраиму дайте договорить сначала. Но Ибрахим чуть-чуть время, Ибрахим, 92-й год, они... Смотри, из-за того, что мы вот в этот говнистый исламизм туда куда-то ударились, у нас не получается правильно не донести. Вот Путин, он у всех начинается с 2007 года. Почему? Потому что из-за того, что мы вот в это исламистское дерьмо окунулись туда, никто не хочет возвращаться в 99-й год, понимать, откуда пришел Путин. Я это вам... Вы же все слышите со всех вот этих утюгов там... Путин только с 2007 года. Потому что до этого его многие страны благословляли. Почему? Потому что им удалось сделать вот такую картинку, да, как будто бы Россия является спасителем всего мира цивилизованного от вот этих будулаков исламистов. Можно и у нас получилось так, что вот эти жертвы, которые здесь написаны, 42 тысячи, они тоже как бы на свалку отправлены. То есть об этом тоже не хотят, никто не хочет говорить из-за вот этого исламистского фактора. И точно так же о геополитических вот этих переменах, да, во всем мире не хотят как-то от этого, как будто бы само собой, вот самотеком их русские оставили, да, и армян оставили русские, там, и грузин, и украинцев, там, я не знаю, и среднеазиатские страны, и тем более балтийские страны, которые успели в НАТО даже уйти. Сейчас же мы видим, что когда окрепли снова, стали на ноги, сейчас прям в упор в Украину куда-то, да, там, до Берлина дойдем, вот такие настроения. Ибрахим, я про другое говорю. Алло, ребята, привет, я политикой не интересуюсь. А что в Буче было в 22-м в Ирпене? Можете, пожалуйста, рассказать? Сейчас, подожди. В Буче была Буча, русская Буча. Я 10 минут хочу А что такое 1000? Подожди секунду, тему закроем, потом поговорим о Буче. Подожди секунду. Да, брат, 10 минут я жду, Я чтобы Ибрахиму ответить. хотел сказать 5 копеек, то, что если бы у вас от 3 до 5 миллионов было бы без войн, то я не думаю, что Россия смогла бы как бы вообще что-то как бы сделать. Нас не надо было 3 или 5 миллионов быть. Нам не повезло, потому что мы не смогли справиться с вот этим исламистским фактором. Не наши политики, Ибрагим. не наш народ, не наше общество. не наши Да, вот с какие-то этим я согласен на 100%. Мы не знали, с чем мы столкнулись, вы понимаете? Исламский фактор вас этот сделал, как именно. Смотрите, Смотри, 99-м... можно, брат? Джакоб, секунду, дайте я скажу, я уже 10 минут назад не успел договорить, это пошло-поехало. Я имею в виду просто на тот момент, если взять грубо, Чечня была союзником турков, по большому счету. Потому что у Турции, у черкесов, у Чечни на тот момент, чеченцев, была одна как бы цель, вот эта исламская, да, ну по факту так. И поэтому и в тот момент и Турция под удар попала, потому что вся Европа боролась конкретно, и Российская империя... Турции мы не были. Не, Шамиль лично он с ними этот. Какой Шамиль? Это русская гнида, которая в усадьбе, он
всю старость свою нормально, короче, провела со всей своей Да, семьей. Это потом. Изначально он с Понятно, Турцией. понятно, что они там с турками какие-то дела Да, вели вот. вместе, да, там И в этот момент и пытались- турки попали Да, под да. удар. Нет, Турки в тоже принципе, лишились это- империи своей Это османской. понятно, турки Вот, и вы- вынудили армян и грузин войти там такая игра была, да, то есть своеобразная, то есть убегая Да. от одной империи, пришлось, короче, присоединиться к другой. А Турки тут еще тогда тоже, мы если бы под не ногами. Ататюрк, Да, если тут бы не еще мы Ататюрк, они оказались потеряли. посередине этого, да, Ибрагим, Да, да. ты, наверное, меня не слушал, я сейчас до этого говорил. Мы не входили в состав России, ребята. Поймите одно, это русская вот эта пропаганда, не входили. Если вы прочитаете новую историю, которая правильная, даже трактат тот, когда, если вы прочитаете этот трактат, он есть, в принципе, можно его Да, почитать. знаю, Там брат. Вы ничего. подписали о Там- военной помощи, там, я Смотрите, знаю, но... Да, там просто была военная помощь подписана, Но первая. если бы не Российская империя, вы бы не Смотрите, выстояли если- там, брат. Если И то, Грузия- подожди, если- я сейчас договорю, и то подписанный военный вот этот контракт, он был только Карт-Ликахет, это восточный, 2 региона всего лишь. Ираклий царь был вот этим царем 2 регионов, еще раз повторяю. В это время в Западной Грузии, где большинство Грузии, кстати, Западная Грузия, там 8 регионов, наверное, больше. Вот это было Соломон II царь. И 5 лет мы с ними воевали, с русскими. Они нас захватили, ребята, мы не уходили к ним. Якуб, если Грузия официально и вообще грузины утверждают, да, что их насильно затащили в русскую, вот это, как и нас, под русский сапог, то Завоевали нас. Якуб, я ничего против не имею, но я за вас не могу это говорить, понимаете? Я просто Не, я официально- поэтому и сказал, Ибрахим, я понимаю, да. кое-что не учли. Смотрите, Не перебивайте друг друга. я, например, не могу говорить за ингушей, да, что ингушей кто-то захватил. Я не могу говорить за дагестанцев, что их кто-то захватил, за кабар, потому что эти люди, им там нормально в России жить, они все довольны, их как бы ходить, и они сами официально вошли, так или иначе, там подписывали договора какие-то. Я за эти северокавказские, я за них не могу говорить, что их кто-то оккупирует. Они подписывали федеративный договор, они комфортно себя там чувствуют. То есть, если у них будут настроения, и среди них люди, которые скажут, алло, нас тут затащили, то я не могу этому противиться. А вот пока таких настроений нету, как бы от себя как бы говорить то, что они меня пошлют, короче, да, там, в лучшем случае. Точно так же про грузин. Если грузины сами говорят, что у них вот такая, да, там, они это озвучивают. Мало ли кто что скажет. Тогда я не могу это оспаривать. Якоб, мать сад этими Ибрагим, я хочу конкретно до тебя одну вещь донести. Это многие сидят тут внизу и комментируют, бля, даже не знают. Смотри, тут какая ситуация. Сами дзурдзуки, да, вот смотри, проблема в чем, знаешь? Когда они заставили, вот эта арабизация, когда заставила чеченцев поверить что-то в сверхъестественное, вот тогда они начали истинную, вот действительно подлинную историю чеченцев потихоньку стирать и удалять. На самом деле, ребята, смотри, я когда еще в университете учился, да, в Грузии был такой первый царь до нашей эры еще, который соединил 8 грузинских регионов, такой вот Якоб знает, Парнавас его звали, да? Да. По преданию, его мама была, да, по преданию его мама была войнашкой. Это, ребята, я вам говорю еще за 1000 лет. Это еще говорю со времен вот Колхейда, вот тот период. Его мама была войнашкой. Почти 5000 лет назад. Да. Вот смотрите, ребята, я что хочу сказать. Вот, Ибрагим, для тебя хочу донести. Вот Бхарма тоже внизу. По преданию, ребята, исконно грузинская история. Ну, как бы там легенда была, что на него, его дядя, когда хотел убить, да, его дядя, как бы, он с мамой в бега ушел. Они тогда укрылись у войнахов. Чтоб ты знал бы, да, у войнахов. То есть тогда их называли по-разному. Это сегодня мы войнахами называем, да, дзурдзуками, вот по-разному, разные имена были. Но, то есть на Северный Кавказ по преданию, это еще в университете изучали. Вы, естественно, никогда свою истинную историю вы не услышите, потому что это никому, ни России не выгодно, ни арабскому миру не выгодно. Если вы ее будете знать, понимаешь, вы ее будете писать. Если вы будете ее писать, вы будете следовать ее, то есть, понимаешь. Но есть такие страны соседние, которые ее пишут, понимаешь. И
О чем говорит? То есть войнахи в свое время помогли, так как он был племянником войнахов, да, первый грузинский царь, вот этой целой Грузии, которую сегодня мы знаем, когда он возвращался обратно, будучи взрослым, то есть войнахи стояли за ним, это дзурдзуки, тогда дзурдзуки сегодня говорят, кто-то ингуши, кто-то чеченцы, но это войнахский народ, понимаешь? И поэтому... Из-за этого они возвращаются. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что ваше начало берется задолго еще до нашей эры, да, чтобы вы знали бы. Но, к сожалению, сегодня, я еще раз говорю, истинную историю, вот действительно, войнахов, не то чтобы переписывать, его просто удаляют. Потому что никому не нужно, чтобы знал бы свою настоящую идентичность, понимаешь? Из-за этого никто не хочет этого знать. У грузинов тесная связь была с войнахами, чтобы вы знали бы, очень тесная связь. Так соседи, конечно, соседские древние народы, да, конечно, всегда это была. Я тебе говорю, доисламский период. Почему сегодня в Ингушетии, в Чечне нашли древние христианские монастыри? Ребята, вы о чем говорите в горах? И в Чечне Мы, нашли... армяне, тоже имеем отношение к войнахам, они были Я насчет армян не могу просто говорить сейчас, да, я не Бурарту особо. они... Армяне чуть-чуть далеко находитесь. Не, Бурарту, братан, они были тоже. Генетически там тоже близость есть. И с грузинами у нас близость есть. Я, короче, слышал недавно одного, я не знаю, он чеченец, что ли, тоже рассказывал, что даже вот те времена, о которых сейчас Малик говорил, в Чечне вот писали как раз вот тем алфавитом грузинским, ну, который старогрузинский, у нас их 3 алфавита, уже, ну, сейчас новый, последний, да, вот, но старым, новым, вот это церковное, так и называемым, в Чечне писали этим алфавитом, пользовались этим алфавитом, ну, войнахи тогда. Вот, были там и церкви, и все такое. Малик, у меня вопрос. Сегодня Малик, тоже... у меня вопрос. Малик, Да, у нас, например, в республике есть фамилия Лабжанидзе, как бы, они... Да, это всегда... ракинская фамилия грузинская, горская. Да, они как бы как карачаевцы у нас там в республике. Ну, Да. насколько я знаю, с такой фамилией, как бы, это, Не, получается, это не Раджа. грузины, да? Это Раджа, вот Яков знает. Чисто Раджа грузинский. Лебярия, Лобджанидзе. Чисто грузинская фамилия, да. Это граница ближе к Дагестану, чтобы вы знали бы. То есть с Рачи видно Дагестан, ребята. Вот это регион, это очень высоко. Это тоже Ламро считается, высокогорье. Но у меня просто друг близкий есть, он тоже Лобджанидзе. Но я к чему хочу сказать. Сегодня, когда говорят, да, про убийство детей, это, ну, ребята, посмотрите сюда. На официальном уровне единственная страна, неважно, это с политической точки зрения, с соседской точки зрения, но геноцид черкесов, единственная страна, вот так, чтобы взять, да, первая, это Грузия, которая приняла. То есть официально она в Организации Объединенных Наций подтвердила свою заявку, что да, мы признаем геноцид черкесского народа, да. Точно так же, смотри, идут большие версии за народ, за чеченцев, да. О чем это говорит? Ребята, смотри сюда. Сами исламские страны, если бы они соединились бы, да, например, их много в Организации Объединенных Наций, то это прошло бы, эта заявка. Но они этого не сделают, понимаете, ребята, потому что они напрямую сотрудничают с Россией. И никому это не выгодно. Им абсолютно плевать на вот эти малые народы. Да. Неважно, ты хоть буддистом будешь. Им просто плевать, понимаешь? Езид, смотри, я никогда не слышу, чтобы ты за езидов что-то сказал. Ты или грузинов хвалишь, у меня короче. родины нету, моя родина это Грузия, ты понимаешь? Я там в 5-м поколении или 6-м родился. Ну, все езиды, кого я знаю, А они я за свою сегодня за религию езидов, я говорят. тебе кое-что сейчас скажу. Я сегодня что читал, ребята, я вам скажу. Есть такой Мухаммад. У вас религия очень интересная, лучше расскажи, реально очень Я интересная. тебе сейчас кое-что хочу рассказать. Между курдами и езидами это вообще-то был исконно один народ, ребят, чтобы вы знали бы. Но, к сожалению, было несколько раз резня была. Курды, вот я сегодня читал одну историю в 1832 году с целью, чтобы езидов поработить, то есть загнать в ислам. Они напали в 1832. Это как раз ближе тот период, когда и этот был, как называется, имам Шамиля периоды, ну тоже. То есть они, забыл, Мухаммад, я его забыл, короче, он из Сорани был, то есть из династии Сорани. Он нападал, он большой, он тогда аж почти несколько десятков визитов. Да, имам Шамиль тоже набеги делал, блин. Да, лекеби, лакти, Абара, кистами называли, почему-то, я не помню, почему кистами называли. Как раз таки, Яков, чтоб ты не ошибался, вот этих кистинцев как раз
перевели и Тумкали, чтобы они как бы давали бы отпор. Да, в Панкийском ущелье, называли кистинцев, называли. Они заселились. У них у всех грузинские фамилии. Вот сейчас даже вот они все там живут. Так это и поэтому назвали Ахмедский район. Из-за этого от него это происходит. Да. Потом, кстати, туда добавились еще во время переселения, вот сталинского переселения, тоже оттуда пришли, которые, родственники, которые тоже добавились. Они уже давно там живут. Просто я поэтому говорю. Насчет Грузии, да, я всегда это слышу от грузинов, что вот Российская империя, там вот этот момент, что Георгиевский трактат, но этот царь он подписал, потому что были набеги со стороны персов, со стороны турков. Лично мое мнение, смотри, брат, лично мое мнение, вот реально, я, конечно, знаю, что грузины это очень сильные, это конкретно, короче, да, очень сильные, да, но это было нереально там устоять против турков или против этих персов. Если бы Российская империя не пришла, вы бы попали под их крыло, этих турков. А турки, вы бы не сохранили бы национальность. В Турции вы бы не сохранились вообще. Русские все равно, они религию не запрещали вам, у вас одна религия. Мартин, стоп, я абсолютно не согласен, смотри. Ну я знаю, но это так. Сейчас расскажу коротко, я тебе объясню, почему я не согласен. В Грузию приходили все враги, начиная от араб до даже Персии. Сначала начнем древней Персии, а до них даже греки, Македонский проходил даже, римляне приходили, блядь. В Риме стоит нашего царя, вот как в Риме вход в Рим, единственный чужого царя памятник римляне поставили, это наш Парсван такой. Можешь зайти сейчас прямо проверить мои слова. Вот, ты представляешь, вот эти все империи пали. Римская, там, персидская, мы всех победили, брат, да, и Римскую империю. Нет, не победили мы, понимаешь? Они захватывали Грузию. Так, брат, что вы бы и Турцию бы победили. Не перебивай, пожалуйста, по-братски, не перебивай. Они приходили, были захвачены. Мы были под турками, были 200 лет, 300. Арабы были в Тбилиси очень долго, вот в Восточной Грузии тоже. Монголы пришли, там, вот этот... Блядь, хромонак, как его, все они пошли в Грузию, все. Татаро-монгол, как его звали? Темурленг, блядь, сука, он 8 раз, короче, вообще стер с лица земли, можно сказать, Восточную Грузию. Я к чему это, знаешь, рассказываю? Вот эти все люди приходили, вот эти все народы, да, приходили, мы с ними воевали, мы сохранили царское вот это поколение царей, понимаешь? Вот это Багратионовское, оно не прерывалось, оно шло и было. До прихода русских. Когда пришли русские, кончилась наша вот эта патриархия, то есть христианство с 325 года сохранено до прихода русских. Приходят русские, патриарха нашего гроза выкололи. Потом пришли коммунистами, уже вообще уничтожили и разрушили больше церквей, чем кто-либо из врагов. Вообще уничтожили Бога. Зато за Бога, как раз за христианство, мы страдали от всех вот этих вот набегов со всех сторон. Мы умирали почти, 2 века за христианство. Вот эти ублюдки пришли и даже этого. Потом они хотели у нас даже язык упразднить, только у них не получилось, понимаешь? Хуже врага для Грузии. Хуже врага. Послушай меня, я тебе скажу, что я услышал, я знаю, брат, вы 100 раз. Хуже врага для нас, что русский, такого врага у нас не было, брат. Смотри, брат, вас спасало то, что, смотри, турки, османы и персы, это борьба, и удар попадал на нас, поэтому мы вообще попали под их это крыло сразу же, да, мы не смогли там. Но вы просто находились повыше, из-за этого, когда войны шли персов и турков, они друг друга убивали, этот момент борьба была, и вот как бы в отместку этого вам везло, что вы могли как-то сохраняться. Но уже турки эти территории потихоньку уже все взяли, и они уже до вас дошли. И поэтому ваш царь, он прекрасно понял, что знаешь, кто отдал Трапезон? Самые большие наши территории туркам, знаешь, кто отдал? Трапезон, вот этот вот часть Трапезона. Армяне еще скажи, или русские, да? Армяне или русские. Русский царь отдал, подписал договор с ними. Сначала он, а потом, когда коммунисты пришли, они утвердили, отдали все эти территории им. А Берия отдал, вместо Батуми забрал, а Нахичеван отдал туркам. Армянскую территорию поменял на вашу грузинскую, вам отдал. Нет, брат, нет, ты путаешь, нет. Как раз нашу территорию, туда, за Батуми, чтобы ты знал, начинается Трапезонская территория. Потом-то около
Кларджет, и там до сих пор грузинские церкви, если хочешь, съезди, посмотри. Так там Так что армянский вот пол это этой вот Турции. армянских Ну, да. территорий там никто ничего не менял, нет. Абсолютно Это да, неправда. но это ладно, но там наши Кстати, территории, ваши а и наши. Трабзон в Турции, Трабзон это не грузинская вообще этот... Конечно, Грузинская, грузинская да, территория. больше И грузинская. Трапезон, Наша... и Трапезон, и Таокларджет, и там это огромные грузинские территории, которые русские цари отдали туркам. Взамен, кстати, Крыма. Первую часть А отдали западную Армению возьми, Ленин. тогда. А вторую, население Всю западную Трабзона Армению это, отдал туркам. это вообще грузины, да, которые на турецком говорят? Это мусульмане грузины там, братан. Мусульмане. Они, да, я- это ну, которых мусульмане они туда грузины. забрали. Лазы, короче. Армения же католицизм, и кто вот это В Армении... миссионерство? Нет, в Армении георгианское, ну, оно ближе к католической, да, больше, чем православие. У нас далеко. апостольская армянская церковь, да. Но ее У них называют, это, свое, кстати, свое, русские. григорианское, свое. Русские дали вот это имя, Григорианское. Вот До этого, когда нас никто так не знал. это католическое же вроде. Нет, брат, у нас своя. Мы, смотри, ни от кого взяли, вот переняли у греков. Мы свою равно, как вот греки свою вот